говорится. Дорогие друзья, Это приветствую очень вас от некрасиво. всего сердца. Записывается прямой Вы как эфир будто от любые 19 европейцы. июля Это некрасиво. по Вашингтону. Лизать очко Это украинцам. 8:30. Вещаем из округа Понимаешь Колумбия, это? Соединенных Штатов Америки, И Вашингтон, мой столица вопрос Соединенных Штатов Америки. заключается вот в чем. У нас в гостях Это вроде чеченский бы мусульманин чеченский технически, канал но в сам по сути кавычках, но русский тут православный Ахлусунова посты про Аджама, который евреев. хочет испортить наш прямой эфир. Мы даем ему слово. Говорите, дорогой Что гость, за русский абсурд? православный Ахлусунчик. Вопрос Ахлусуна. Типа вот, Русская православная где Ахлусуна. Ваш вопрос. он? Ваш вопрос, вы же все время мешали. Сейчас пошла запись, Почему прямой эфир. евреи Вы носят хотели задать вопрос. Вам маленькую дается слово. шапочку? Говорите. Да кому не похуй. Скажите. Скромность по-еврейски. Как одеваются еврейские женщины? Как шлюхи? Это понятно. Зачем еврейским женщинам покрывать волосы? Да потому что они пахнут жиром. Почему еврейские женщины закрывают свои волосы после замужества? Ну, потому что им волосы кончают. Почему еврейские женщины покрывают голову? Я уже отвечал на это. Фридрих Ницше. Ну, давай про Ницше поговорим. Ты читал книгу Ницше? Вообще, хоть одну? Муртад. Возьмем. Маршал Думасяга, Гудяшты, Шуканте. Маршал, Мяшинамте. не забывайте, Фауст, вы записываетесь, приведется прямая запись, и вы Возьмем. будете выставлены на все информационные площадки. Это все, что вас интересует, Фауст? Ваше. Игнорить мое. Вы закончили? Вы закончили или нет? Вы закончили Вот, свою ладно, я повесть, ваше повторю вопрос. изложение, мысль? Почему там в Закончили? этой группе так много постов про евреев? Хорошо, вы закончили? Это Люди все, что вас интересует? вышли замуж за них. Дорогие друзья, наши технические модераторы вынуждены выключить этого русского православного Ахлусунчика. Он никак не может связать свои мысли. Абсолютно не соответствующие нашему прямому эфиру затрагиваются вопросы. Это не является сюжетом сегодняшнего прямого эфира. А мы ценим наших гостей и время, потому что время, как говорится, оно бесценно. Все, что мы теряем, это время, и время никогда нам не остановить. Поэтому мы ценим наших друзей, наших гостей, наше время и переходим к сегодняшнему эфиру, главному сюжету нашего прямого эфира. А прямой эфир связан с реакцией и комментариями, просто чеченофобскими комментариями под видео, выложенным украинским журналистом Владимиром Золкиным, которому мы задали 4 основных вопроса. Был 5-й мини-вопрос. И в свете последних комментариев, именно под видео, мы, видя все это чеченофобское нашествие кремлеботов, троллеботов, были вынуждены сделать прямой эфир для того, чтобы наши слушатели, а также те слушатели, которые добавились на наш канал, надеемся, украиноговорящие украинцы, чтобы донести нашу позицию, потому что в этих комментариях мы видим явно четко прослеживается рука русни, русского террористического образования, русских кремлеботов, троллеботов, которые практически отвергают саму идею существования этой независимой свободной площадки, свободных людей, которые самоорганизовались для свободного волеизъявления, для защиты национальных интересов чеченской нации. Мы говорим, мы есть, мы были, есть и будем. Эта площадка на самом деле создана свободными людьми для свободного волеизъявления, для свободного донесения своих мыслей. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, мы готовы вам ответить. Молчат? Вопросов нету? Тогда мы завершаем прямой эфир. Если нет вопросов, то эфир он не нужен. Если у кого есть вопросы, пожалуйста. Да, кстати, мы благодарим всех, кто может распространить ссылку на этот прямой эфир на всех возможных площадках. Хоть каких, хоть русских пабликах, бразетовских, без разницы. Нам без разницы, мы общаемся со всеми. С русскими Z-пабликами, с украинскими пабликами, любые. У кого есть возможность на исламские вот эти вот русские православные Ахлусунна паблики, раскидывайте эти ссылки, пускай к нам приходят все. Пускай задают вопросы. Мы покажем людям, что мы умеем слушать, а также можем отвечать прямо, не увиливая и не скрываясь за религиозными догмами. И наши будут
И наши ответы будут именно соответствовать с теми реалиями, которые на сегодняшний день складываются. Если у кого есть вопрос, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте вопрос. А вопросы, брат, по какой теме? Проанонсирую в связи с последним интервью, выложенным Владимиром Золкиным на его информационном канале на YouTube, в свете тех комментариев, которые прочитали наши технические модераторы, в которых практически говорится, что нету такого чеченского свободного ресурса. Ваши покорные слуги, которые здесь работают именно по донесению чеченской позиции свободных чеченцев, практически затмили этими комментариями кремлеботы, троллиботы. Мы для этого и сделали прямой эфир, чтобы им показать, мы здесь, мы есть, были, есть и будем. И поэтому, если у вас есть вопросы, вы задавайте вопросы. И мы просим всех тех, кто может распространить на украиноговорящих площадках, пожалуйста, раскидывайте. Мы можем ответить на любые вопросы. Вот в этом плане, в этом свете и делайте прямой эфир. Что понял, брат? Смотрели это интервью Шерлам, кстати? Вы лично? Я начал его смотреть, брат, но Голсонов, я не любитель такого. Ну, я сам был Голсонов, свой фильм раз, Шекера. Я знаю, как это все происходит. И мне неинтересно было Голсонова. Как-то до конца не получилось у меня Мне кажется, вы путаете. Мне кажется, вы путаете. Вы неправильно понимаете суть сегодняшнего эфира. Владимиру Золкину, ваш покорный слуга, я, Шутоманда, задал 4 основных вопроса и 5-й микровопрос в конце. Это маленький формат вообще. Вы, кажется, вы не знаете, о чем здесь речь. Знаю. Это твое интервью я слушал. Да, я его полностью прослушал. Ну, вопросов нет у меня. Нет, тут смотрите, его выложил Владимир Золкин на своем канале. И там пошли комментарии, сколько там комментариев, более 350, ну почти 400 комментариев за час, и все в негативном свете по отношению к чеченцам, и все комментарии говорят, что вот надо с действующей властью общаться, с какими-то ичкерийцами, с какими-то Тумсо, с какими-то Анзорами Масхадовыми, с какими-то бородачами, что вот этот формат чеченский, вот именно вот этот, вообще здоровые чеченские силы вот в этом виде, они не существуют, понимаете, к тому они подводят, что они говорили с фиктивными, с фриками. В общем, вот к чему подводятся все эти комментарии. Поэтому мы сделали прямой эфир, прямой эфир, чтобы дать понять людям, площадка есть, существует, люди работают, свободные чеченцы, они были, есть и будут. Вы понимаете, о чем речь вообще? То, что Золкин выложил, я не смотрел, он не слышал, верно, и комментарии не читал. Но Голсонов, ФСБ работает, брат, да, и они все делают, чтобы нас выставить в таком свете. Да, хорошо. Смотрите, дорогой наш слушатель, вот вы, чисто как гражданин Чеченской Республики в изгнании или гражданин другого какого-то государства сейчас на данный момент, считаете ли вы вопросы, заданные нашему гостю, провокационными? Вот на ваш взгляд. Нет, не считаю. Хорошо. А ответы считаете ли вы искренними? Вот на ваш взгляд, вы считаете эти ответы искренними? Если честно, тоже не очень искренне показалось. Хотя, на самом деле, я могу и ошибаться. Это ваше сугубо личное мнение. Но оно нам интересно. Огромное вам спасибо, наш дорогой гость. Так, кто-нибудь другой может или хочет сделать реплику или вмешаться, пожалуйста. Микрофоны включены, дорогие друзья. Все могут говорить. Всем дается слово. Пожалуйста, говорите. Присоединился Чучан. Чучан, вам слово, говорите. Здравствуйте. Приветствую вас. У вас есть вопросы? Говорите. Есть один вопрос. Давайте. Почему это паблике так много постов про евреев? Я хотел бы, чтобы было много постов про чеченскую историю, например. А тут какие-то еврейские посты. Почему? С чем это связано? Если здесь выкладывается нашими администраторами какая-то информация или посты про какую бы то ни было этническую единицу, это в информативном формате, чтобы люди могли ознакомиться об культуре этого этнического
Это этническая единица, которая населяет эту планету Земля. Если вам не Ну, интересно, вы можете просто не читать. тут только еврейские пустые, например, Это нету понятно, это ваша немецких позиция. Вам ответили на или ваш вопрос? К сожалению, это не является. К сожалению, этот человек троллит этот прямой эфир, поэтому наши технические модераторы вынуждены его выключить. У кого-нибудь есть какие-то реплики, замечания? Потому что в нашу редакцию приходят вопросы, почему вы так сказали, почему вы так задали вопросы. Сейчас у вас есть возможность в прямом эфире задать вопросы. Если у вас нет вопросов, то мы, конечно же, будем сидеть, молчать, все друг друга слушать и слушать тишину. К нам присоединился анти-ЧДПшное ополчение. Анти-ЧДПшное ополчение. У вас есть вопрос? Ну, у меня вопрос только, а кто Чучан и почему у него Чучан? Он не ответит на ваш вопрос. Ну ладно, пожалуйста, включите Чучана. Чучан, вам вопрос от Чучан, античдпшное движение. да, я слышал. Чучан — это чеченская постироническая околополитическая организация. Я ответил? Ну да, спасибо. Не за что. Ну, Чучану 5 лет, если что. И заметьте, у чечен нет постов про евреев или про грузин, там, про турок. Только чеченские посты, потому что мы только чеченская организация, а не чечено-еврейская, как Вени, Вити, Виси и т.д. ну, не види просто это, как сказать. Ну, тут, короче, тема про чеченские народы и про интересы, да. Ну и, а вот нам же нужны отношения с другими странами, другими народами. Вот поэтому и затрагиваются темы. То есть, слушай, то есть, когда у тебя паблики 70% это еврейские посты, Ты прервался, Чучан. я говорю, в данном паблике 60-70% постов это еврейские посты. Ну, это странно. Разве нет? Ну, странно это или нет? Ну, мне не совсем, если честно. Ну, это Хорошо, я скорее создам вопрос паблик. к... Слушай, я создам паблик чеченский, и там будет 90% постов про имама Шамиля в положительных оценках. Это будет окей, да? Ну так, еврейский народ, в отличие от Имама Шамиля, нам ничего плохого не сделал. То есть 90% постов про евреев это окей, 90% про кавказскую историю, а имам Шамиль это часть кавказской истории, это не окей. Я тебя услышал. Изначально Была, тема какая тут была. но он Ну, ушел, он молчит. Была такая книга «Союз горцев Северного Кавказа», и там был такой момент интересный, с отсылками, кстати, ну, то есть источниками. Там говорилось, что в 20-х годах 20 века 80% численности Красной Армии в Дагестане составляли евреи. Вот такой момент был интересный. ну, Красной Армии и чеченцев хватало, и Тут ингушей. говорится, слушай, тут говорится момент от 1918 года, то есть когда появилось такое недоразумение, как союз горцев, и до 1920-22 года, понимаешь? А Асламбек Шерипов кем был по национальности? И какую должность он занимал в Красной Армии? Во-первых, ты уже тему переводишь, во-вторых, ну, я
это отрицал, что были чеченцы в Красной Армии? Да нет. Кстати, Чучан, вот вопрос, а вы, Чучан, мусульмане? Ну, организация ваша. Конечно. А я вот уже 2 года нет. Как ты к этому относишься? Никак. Потому что ты мне безразличен, понимаешь? Так, Ну, я надеюсь, что к нам придут какие-нибудь украинские друзья, но, к сожалению, они к нам не приходят. И формат идет не в том русле, который он планировался. Кроме Чучана, у кого-нибудь есть здесь мысли вслух или нет? Или вы будете слушать этот бред именно вот про вот этих вот каких-то там неизвестных чучанов? Кому-то интересно это или нет? Хотелось бы знать мнение других слушателей. ну, Абсолютно неинтересно. просто тем, что чучан, они мусульмане, уже объясняется их такое недоразумение по поводу того, что тут хвалит евреев. Ну, мы даем возможность нашим слушателям, чтобы они понимали, что мы никому рты здесь не затыкаем. Ну, Чучан вообще, я не знаю, это бредни больного человека. Кстати, Я к нам пришел... никого не оскорблял, Чучан, я подождите, никого не пожалуйста. перебивал. Подождите, пожалуйста, не привлекайтесь, пожалуйста, я вас прошу. Вам дается слово. Научитесь тоже слушать. К нам присоединяется Вячеслав Буляев. Надеемся, что это наш гость с Украины. Нам нужны украинские слушатели. Нам нужно, чтобы они понимали, о чем речь. Вы с Украины, Вячеслав Буляев, или нет? Вячеслав Буляев. Ваш микрофон включен, можете говорить. Вячеслав Буляев упорно молчит. Так, хорошо, ладно, если он не Вопрос говорит. один. Это про мою ситуацию, которая была недавно. Пожалуйста, Чучан, я вас прошу, я вас просто прошу. Общем, Я вас просто прошу, не заставляйте нас, наших технических модераторов, вас выключать. Подождите немножко. То, что вы говорите, людям не интересно. Это все уже обсуждено 10 это тысяч раз, пожалуйста. про украинцев. Что сказать. Пожалуйста, мы вас просим, к нам присоединяются Вот гости. Дайте им я, сказать слово, вставить. Ну, говорите, ладно, что вы хотите донести? Давайте, говорите. я раньше сидел в украинском Discord-канале. Это был очень крупный канал, на 5000 человек. Я там сидел еще до войны. И меня не трогали, хотя знали, что я чеченец. После начала СВО меня забанили. После Знаете начала почему? русской военной агрессии, а не СВО, дорогой мой друг. Не друг, на самом деле. Не СВО. Это война. Русские напали на Украину, на свой братский так называемый славянский народ. Давайте не Войн будем вообще здесь не заниматься подменой существует. понятий. Короче, меня забанили. Знаете за что? Это сделали. Вот я им благодарен за то, что они вызывают. Потому что вы несете русскую То, что я химию. отказался говорить на украинском. Это дискредитация чеченцев, как по мне. Кстати, вот таких русских троллей, как вы, русских православных, Ахрусуна рабов. Это вот что это называется. Потому что Не вы сам, надо по сути, раб. переходить на оскорбление. Будьте спокойными. Раб. Вы же Это не не оскорбление, это читаете. констатация фактов. Вам никто ничего не говорит. Это вам говорят, Не что вы раб. читаете. В свете ваших высказываний у большинства чеченцев свободно складывается мнение о вас, что вы русский православный Ахрушка раб. Вы раб. Вы раб Русни. Не чеченец. Большинство? Вы просто чеченоговорящий раб Русни, и все. Ну, давай на чеченском будем говорить мы с тобой. Для вас сегодня не посвящается прямой эфир. К нам присоединился Иван Козлов. Ник, пожалуйста, если вы можете говорить, говорите, мы вас слушаем. Убегают наши друзья или недруги, неизвестно, кто они такие. Кстати, после этого прямого эфира у нас резко возросло количество подписчиков. Все ники русские. Возможно, это тролли-боты из ФСБшной конторы, потому что этот канал в недалеком прошлом был подвергнут небывалой беспрецедентной DOS-вирусной атаке. Сразу 8-12 тысяч подписчиков буквально за 30 минут. И заблокирован был чат именно такими бессмысленными, дурацкими сообщениями. Поэтому даже на какой-то короткий промежуток наш канал должен был закрыть для технических работ. Этот момент античДПшное ополчение. Кстати, почему у вас цитата из Корана на канале? Явилась истина, сгинула ложь.
Присоединился депутатион, а также еще кто-то с ником ГД, кажется. ГД, ну, чуть выше депутатион. Если кто-то хочет сказать, высказать свою точку зрения, пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Этот прямой эфир создан для вас, дорогие слушатели, а не для пререканий с каким-то русским православным ахлюсунным рабом. Нам нужно мнение свободных людей. У нас в гостях Зима. Хотелось бы услышать нашего армянского друга. Карен, вы нас слышите? Можете говорить? Ох, здорово, Карен. Баредзес, Карен. Всех приветствую, извините, очень занят, не могу говорить. Только... Все, никаких проблем. Ценился ярый националист. Ярый, вам слово. Ярый упорно молчит. Ярый, мы вас слышим. Говорите. Ярый молчит. Хорошо. Так, у нас в гостях Рита. Может быть, Рита что-нибудь скажет. Надеемся, что все-таки к нам придут русскоговорящие украинцы или украиноговорящие украинцы. Потому что, как мы вам говорим, наше число подписчиков резко возросло в связи с выкладыванием последнего интервью с Владимиром Золкиным. Но, к сожалению, они не заходят на прямой эфир. Хотелось бы все-таки услышать наших друзей или недругов с Украины. Лама Марзо поднимает руку. Мы всем включаем, наши технические модераторы включают микрофоны всем. Ламан Марзо, Машовал, приходите свободными. Машу, Хылмасаги. Украинских... Какая у нас тема? Ждем украинских друзей. Тема у нас сегодняшнего прямого эфира – дать понять всем тем, которые комментируют под видео, выложенное Владимиром Золкиным, украинским журналистом, который интервьюирует военнопленных в результате русской военной беспрецедентной агрессии варварской на территории Украины со своим другом Дмитрием Карпенко. Под этим видео, которое выложил Владимир Золкин, выстраивается такая картина, такой фон, что чеченских свободных сил нету, и что нужно общаться или с той властью, которая установила в оккупированной Чеченской Республике русское террористическое образование, или с теми так называемыми чеченцами, такие как Тумсо, Аслан Масхадова, сын Анзор Маскадов, Джамбулат Сулейманов и другие. Тем самым подводя к тому, что это чеченское движение, сообщество, здоровые силы чеченского общества, которые есть на самом деле, были, есть и будут, не существует. Это создается такой информационный фон, и мы хотим им показать и доказать, что мы есть, что мы открыты, что мы открыто отвечаем на поставленные вопросы и ни от кого, в принципе, не прячемся, кроме того, что мы изменяем голоса и не показываем свои лица, потому что нам угрожает безопасность. Мы преследуемся, уничтожаемся, убиваемся русским террористическим образованием на территории России, так называемого террористического образования ФСБ, на территории стран СНГ, бывшего Советского Союза, а за пределами ГРУ и СВР. Вот в чем заключается смысл нашего прямого эфира. У кого есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Потому что многие пишут в личку или там в чатах, задают вопросы по поводу прямого эфира, интервью с Владимиром Золкиным, но когда мы делаем прямой эфир, все упорно молчат. А прямой эфир для того и создается, чтобы люди могли задавать вопросы. Мы слушаем вас. Говорите. Я сейчас вернусь, своих позову всех. Будете возвращаться, мы ждем, всех ждем. Так, дорогие друзья, ждем украинских гостей, но, к сожалению, они к нам не приходят. У них свет выключили. Так, у нас в гостях Арчи. Арчи, конечно же, кудесник слова. Арчи, если вы нас слышите, можете просто поприветствовать. Мы хотим просто знать, что вы нас слышите или нет. Дядя Хелмасери, очень хорошо слышу, слушаю на одном дыхании, как всегда, одной рукой держась за сердце, другой за стену, чтобы не упасть.
Великолепно, великолепно. Кстати, Арчи, А, ваши комментарии. Ваши комментарии. Что вы думаете о вопросах, заданных нашему журналисту с Украины? Для вас они были прямыми, честными, искренними, или все-таки они были провокационными? Как вы думаете, ваше мнение? Нет, нормальные, корректные, чисто журналистские, логические вопросы были заданы. Да и вообще, я очень рад, Вене, что ты появился. Народ ждал с нетерпением рыцаря на белом коне, который прискакал бы и воткнул бы копье в змея. Сон уже и на нашем веку гуру Асмятер Ишник, Хасан, который беспристрастный, справедливый, не фанат кумиров, как многие, а фанат, если что, чеченского народа, чеченской независимости, национально-освободительной войны, борьбы чеченского народа от этих канализаторов чертовых по кличке Бабы еще нарожают. Так что все отлично, лауреаты. Ничего я не вижу. Даже за что можно было бы просто по беспределу докопаться для разнообразия. Огромное спасибо. Но вы же знаете, мы не задаем вопросы для того, чтобы нас хвалили и слушать хвалебные речи. Хорошо. Тогда, по вашему мнению, беспристрастного мнения, а мы напоминаем, у нас в гостях Арчи, эксперт, кудесник слова, мастер слова именно на русском языке. Ответы нашего гостя, они были искренними, на ваш взгляд? Правдивыми или нет? Ну, знаешь, я пока... Он может быть даже так, как он говорит, что типа он не был в курсе и т.д. и т.п. Но, по-моему, это не искренне было. Потому что как может человек не знать, что каждый человек, который едет в Украину, это именно насильно погнанный туда. Причем у которого на кону стоит не его жизнь, не его свобода, а свобода его родственников. Весь земной шар знает, что 200-тысячная армия в Чечне, российская армия орков, рабов в Чечне и вокруг Чечни. На каждого чеченца по 5 российских танков, по 6 самолетов чуть ли, по 20 этих рабов по кличке Бабы еще нарожают. И я не знаю даже, винить чеченцев за то, что, как вот Белокиевка начинал свою блогерскую деятельность, как он сейчас, конечно, Золкина там удивляется, а сам то же самое гнал. Вы, чеченцы, как можно так трусить? Вы Кадырова боитесь. И т.д. и т.п. Это или заказуха, или человек болен, кто так говорит. Будь это мой отец, моя дочка, Улштамба отца, я, мой брат-близнец сиамский, который сросшийся со мной спинами. Кто бы это ни был, это либо лицемер, б, отрабатывает свои деньги, потому что они на деревьях не растут. Посудите ж, чуваки, у меня же есть тоже шлюхи, мне нужны ведь пятаки. Пяхчундейн. Это было, напоминаем, мнение нашего эксперта Арчи. Напоминаем, у нас 48 тысяч активных участников, все неактивные выведены и спрятаны от слушателей. В целях их безопасности вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, частично финансируемся Госдепом, Сенатом, Конгрессом США, а также нашими спонсорами. Наши технические модераторы работают в 4 уголках земного шара для того, чтобы отражать и давать возможность этой площадке работать и отражать ДОС и вирусные атаки русского террористического образования. Эта площадка создана свободными людьми для свободного волеизъявления и для свободного общения. У нас только что выступил Арчи, очень хорошо, конструктивно, как есть, беспристрастно, поэтому мы все включаем микрофоны. Как вы видите, у всех микрофоны включены. Сегодняшний, напоминаем, прямой эфир сделан в связи и в свете последнего нашего общения в формате интервью с украинским журналистом Владимиром Золкиным, которое он выложил на своей информационной площадке. За это мы его, конечно же, благодарим. Мы благодарим его за это, и мы ему искренне благодарны, потому что выкладыванием этого видео, маленького видео, он все-таки дал нам возможность, информационную площадку, маленький информационный мостик с международным сообществом, а также с украинским обществом для донесения нашей позиции в свете военных действий, именно военного нападения, агрессивного военного
беспрецедентного нападения русского террористического образования на суверенное независимое украинское государство. И тем самым он нам дает эту площадку. Мы ему за это благодарны, но под комментариями мы очень много увидели именно в формате кремлеботов, троллеботов, которые практически сделали фон того, что мы, именно вот этот формат чеченских свободных здоровых сил, не существует, что мы являемся каким-то структурным подразделением ФСБ для того, чтобы стравить украинцев между собой или с чеченцами, или с русскими, то есть с русскими, в принципе, там так выкладывается картина, что варвары-чеченцы пришли на территорию Украины воевать. Такой выстраивается фон, и мы для того, чтобы отмести все сомнения, сделали прямой эфир для того, чтобы дать возможность всем, кто интересуется этой тематикой, кому это интересно, задавали прямые вопросы. Мы открыты для всех. Мы никому здесь не затыкаем. Микрофоны у всех включены. Пожалуйста, кто хочет задать вопрос или высказать свое мнение, можете это сделать. Вопрос. Чем отличается военное нападение от агрессивного военного нападения? Хорошо. Кто-то может ответить этому гостю Чучану? Кому-то Агрессивное интересно? нападение – это когда ты являешься инициатором нападения. А на военное нападение Плохо может слышно. быть и контрнаступлением, и в ходе войны, передышки и так далее. Не понял вообще. Агрессивное военное нападение – это что? Агрессивное военное нападение – это когда ты являешься инициатором и первым нападаешь. А военное нападение? Военное нападение – это может на тебя уже напали, прошло время, и потом ты уже идешь в контрнаступление и делаешь нападение. Контрнаступление – это не синоним слова военное нападение. Не суть абсолютно. Прошло время, нету никакого наступления, ты полностью проиграл, но где-то в подвале сделал какое-то, в общем, свое собрание, Когда собрал своих война людей и началась, напал. И сделал нападение, когда чтобы война освободить свою началась, землю. Или убить когда война врага. началась, Все, закрой свой рот, тебе ответили, закрывай свой. ты неправильно ответил. Хорошо. Если он неправильно ответил, ответьте вы на свой же вопрос. Давайте мы вас слушаем. Вот. Иди, Чучан, где вы тут? Чучан, вы с нами? Чучан Чучанский. Кстати, представляем вам, Чучан Чучанский – знатнейший тролль. С начала этого прямого эфира он среди нас и троллит нас по всем статьям. Чем отличается зарезал соседа или агрессивно зарезал соседа? А вы представьтесь, пожалуйста, вы вообще кого представляете здесь? Самого себя или вы какой-то этнический русский или этнический украинец? Кто вы? Я наполовину татарин, наполовину русский, живу в Сибири, представляю сам себя. Вам вопрос тогда сразу. Мы ответим на ваш вопрос. Вы в войне, в агрессивном, вероломном, беспрецедентном военном нападении России, русского террористического образования, русских на Украину, какая у вас позиция? Это катастрофа для России, большая трагедия для Украины. То есть русские будут нести, россияне будут нести вину, долго очень виноваты. Я не знаю, самое главное, знаете что? Немцы смогли извиниться, а у наших сограждан нет такой опции извиниться за свою вину. Поэтому, я не знаю, тяжело. Вот вы, очень интересно, между прочим, мы благодарим нашего гостя за то, что он имел смелость все-таки высказаться. Мы ценим всех наших гостей, какая бы у них ни была позиция. Нам интересно мнение даже тех, кто провоенная, у кого есть позиция, Z-патриоты. Пожалуйста, приходите, мы с вами будем дискутировать. До тех пор, пока это в эстетическом формате, нормальным человеческим языком идется. Хорошо, вот Кучум, как ваш эфир, подождите, выводите, сейчас наши технические модераторы вводят на большой экран ваш ник. Кучум Хан, хорошо. Вот Кучум Хан, вы кем себя вообще чувствуете? Вы россиянин, русский или просто являетесь гражданином этой страны? Вот как вы себя можете представить? Ну, вы знаете, есть такой блогер украинский, Vox Veritatis. Он говорит, что человек чувствует, принадлежит к тому народу, или не к народу, государству, или
Кэтнос, да Кэтнос тоже не подходит, я запутался уже в этом. Кем он себя ощущает? У меня нет... Да, У меня нет... кстати, очень хороший блогер, историк. Да. Подписаться. Виталий Александрович просто это красавчик. Вот. Я бы был рад ощущать себя украинцем, но я не смею, потому что я живу в России. Мне все это мерзко смотреть на то, что происходит, но так вот. Хорошо. Это ваш ответ, мы его принимаем. Мы, как вы знаете, никогда не стараемся доказать, изменить ответы или как бы постараться подогнать ваши ответы наших слушателей, также тех людей, с которыми мы беседуем в формате интервью. А у нас обычно бывают форматы интервью, обсуждения, беседы, но бывает иногда у нас форматы hard talk with our guests. Это значит у нас формат горячих интервью с нашими гостями. И тогда для вас вопрос, так как вы себя все-таки ассоциируете с российским государством, в какое место в этом формате, в этом поле, пространстве политическом вы определяете, даете чеченской этнической нации? Мы даже не говорим о государстве, о чеченцам, как этническая единица. Как вы это представляете себе? Мне 59 лет, то есть, когда началась первая чеченская, я помню это прекрасно. Я, тогда, когда информации не было, как только это началось, то есть эмпатии там, пока места не было, то есть что-то там наши делают. И я самое главное понял, что для себя, что для нашей страны это вред. Что нафиг нам за это платить? И так далее. А потом, когда там НТВ, и все так далее каналы показывали, что там творится, для меня это был шок. То есть это государство, мое государство, от моего имени творило все это зло. Я не знаю, ребят. Ногчи, я бы хотел, чтобы вы были свободны. Мы, может быть, были дружественными странами, но как-то почему-то не получилось. Хороший ответ, искренний ответ. Человек к нам пришел с открытым сердцем. Мы еще раз мы всегда повторяем это, потому что многие говорят, вот вы постоянно благодарите своих гостей, это наши гости, мы их благодарим только за то, что они среди нас. И поэтому мы рады, что к нам приходят люди разных взглядов, политических взглядов, вероисповеданий, религий, рас. Мы готовы общаться с любыми людьми, с любыми, даже с нашими идеологическими оппонентами. Мы готовы даже общаться с нашими варварами, палачами, которые убивали нашу честную нацию. Мы хотим их слышать, мы хотим знать, что они думают еще. Поэтому они нам нужны и ценны. Приходите к нам, мы вас встречаем. Да, хороший ответ на наш вопрос. Но хотелось бы маленькую поправку сделать. Чеченцы были, есть и будут свободными. Мы свободные. Наш разум, даже если наши тела находятся в концентрационном лагере, который нам устроила Россия, русское террористическое образование на территории оккупированной Чеченской Республики, наш разум, он свободный. Мы свободные люди. Поэтому у нас есть такие слова, такая манера общения. Приходите свободным, живите свободным, уходите свободным. А по-чеченски это звучит машол, машваль, машваль. Мы всегда были свободными, даже если мы оккупированы. Это факт, и от этого никому никуда не деться. Как бы, что бы кто ни говорил, как бы ни крутили, как бы нам не навязывали эту русскую идеологию, варварскую, рабскую, мы есть и будем независимой, самостоятельной этнической единицей на этой планете Земля и независимым, суверенным, но оккупированным государством Чеченская Республика. Это просто, чтобы было всем ясно и понятно. Понятна наша позиция, а также исторические процессы, которые происходят в этой географической части земного шара и человечества. Хорошо, тогда, исходя из ваших ответов, мы понимаем, что вы все-таки считаете себя общим целым с российским государством. Вот для вас, что хорошего Россия делает для вас, вот лично как гражданина этого государства? Есть ли что-нибудь позитивное для вас в том, что вы являетесь гражданином этого государства, так называемого террористического образования России? Я вас не очень понимаю. Я нигде не сказал, что я считаю себя общим с моим государством. Вы сказали, что вы считаете. Ничего на хорошего. Конкретно приведите
какой Нет, мой... мы с вами не спорим. Я вам просто задаю вопрос. Вы можете отвечать, не отвечать, пропускать или отвечать как хотите. Вот Ну, вы, как подождите. гражданин, Да-да. говорите, мы вас слушаем, Да. говорите. Подождите, у вас тезис такой, что раз вы ощущаете, ваше обращение ко мне, раз вы ощущаете себя гражданином Российской Федерации и поддерживаете все, что она делает, я никогда этого, и здесь никогда, ни разу этого не сказал. Я против всего этого, что она делает. То, что она сделала для меня хорошего, да ничего она не сделала для меня хорошего. Все, что я смог сделать сам, но это не так уж и много при этих условиях. Ну, это ваш ответ. Мы же никого ни в чем не обвиняем, мы просто задаем вопросы. Еще раз огромное спасибо нашему слушателю под ником, подождите, Кучумхан. Вот, спасибо нашим техническим ассистентам, которые вводят бегущей строкой на большой экран. Напоминаем, мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки. Частично финансируемся Конгрессом, Госдепом и Сенатом США, нашими спонсорами, а также нашим техническим персоналом, собранной командой, собравшейся, организовавшейся на базе именно таких волонтеров, добровольцев, которые работают против вирусных атак в 4 уголках земного шара. У нас в гостях Кучумхан, который пришел к нам в гости. Кучумхан, а еще один вопрос, если хотите, можете потом как бы свои мысли вслух можете выражать. Как вы попали на эту площадку вообще? Я подписан на Золкина буквально с первых дней войны. То есть у меня оповещение выскочило, и просто посмотрел этот ролик. Хорошо. А тогда вот этот интересный момент, самый интересный момент, между прочим, Кучумхан. Огромное вам благодарность за то, что вы сказали, как вы сюда попали. Вот в формате интервью мы поработали с нашим журналистом из Украины Владимиром Золкиным. Как вы думаете, на ваш личный взгляд, вопросы, которые ему были заданы, они были провокационными или нет? Ну, именно провокацию я не увидел там, ну, неточности какие-то были там, ну, надо было проработать, подготовиться как-то обоим сторонам. Да, это же не формат интервью, свободное интервью. Это тогда уже договорняет между собой Кучумхан. Скажите тогда про неточности. Какие там были неточности, на ваш взгляд? Какие неточности? Обратите наше внимание. Заострите, пожалуйста, наше внимание. Где мы были неточны? Слушайте, сложно. Надо еще раз пересмотреть. Я не знаю. Я, знаете, что для меня, как бы вот у меня раздрай такой получился. Вы представляете себя чеченца-ичкерийца, правильно? Правильно, мы представляемся просто чеченцами независимого, суверенного, оккупированного чеченского государства. Никогда ни в каких наших заявлениях мы не говорим, что мы ичкерийцы. Мы просто чеченцы, мы младшие. Понял. Тогда мне вот, честно говоря, разрыв шаблона насчет веры. То, что вы сказали. Я сам атеист, сразу говорю. Но я не представляю себе чеченца, который не Аллах Акбар. Ну, слыша такие слова, нужно четырехкратное Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер на турецкий манер, четырехкратное Аллаху Экбер. Чеченец не Аллах Акбар. Я чеченец не Аллах Акбар. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Четырехкратное турецкое Аллаху Экбер на турецкий манер. Вас это успокоит? Творит ли вас это наше Аллах Экбер? Да нет, мне все поровну, я же говорю, я атеист. Понимаю. Да, Он имеет в виду, что у вас просто разрыв был, чтобы этот ваш разрыв соединить обратно, он привел вот, в общем, исламские слова. Аллах Акбар, чтобы вам помочь разрыв Аллах Экбер. соединить. Это очень интересный формат получается, не так ли формат? Аллах Акбер происходит, просто Такбер, Аллах Акбер. А мы вот так относимся ко всем своим гостям, без проблем. Ну, еще раз повторю, я атеист, не совершать злые поступки и делать добро, чтобы это все сделать добро и не совершать плохие поступки, мне не нужен Бог какой-то там. Я стараюсь
не ожидая там казни или чего-то, награды какой-то, я стараюсь жить хорошо, нормально с людьми, обращаться и так далее. Хорошие, интересные ответы, между прочим. Но что имеет общего наше интервью с Владимиром Золкиным и религией? Я как-то не вижу связи. Да, вы сказали, я был удивлен, что туда пришли чеченцы, которые абсолютно не на исламской, русской православной Ахлюс-Сунне. Да, это есть, это было, есть и будет. Это наша борьба, это извечная наша борьба с русским царизмом, с русской империей, потому что они нас насильно исламизируют. Это факт. И никто не сможет это отрицать. Вам был просто задан вопрос. Вы сказали про неточности, но когда вам задали именно четкий вопрос про неточности, вы сказали, я не могу вам сказать сейчас. А почему вы тогда заявляете, что были неточности, если вы не можете сказать, какие неточности? Хорошо, я забираю назад свои слова. Я пересмотрю и сообщу о неточностях. Так бывает. Ну, мне что-то, понимаете, интуитивно чисто. Мне показалось, что как-то вот какие-то это самое не складывается с чего-то. Не в ваших, не только в ваших словах, и в Владимира Золкина тоже. Ну, надо смотреть еще раз, анализировать. Ну, хорошо, ничего страшного, мы же вам не предъявляем никакие претензии, мы же просто общаемся. Мы понимаем, о чем вы говорите, мы же с вами на очень дружественной, доброй ноте общаемся. Но вы понимаете, что когда вы говорите что-то, что нужно отвечать за свои слова, вы понимаете, с кем вы имеете дело тогда. Вы видите, какие мы четкие, выверенные задаем вопросы, и какая у нас логическая связь, и какая у нас причинно-следственная связь. Вы понимаете, с кем вы сейчас общаетесь? Да, я понимаю. Я несколько раз заявил о том, что я не поддерживаю свою страну. И я за Украину считаю себя буквально украинцем, а вы мне раза 3 сказали, что вы, ну вот я цитирую вас, что вы как гражданин России можете там что-то объяснить или еще что-то. Я не вижу логики особой такой. Прошу прощения, если обидел. Абсолютно, вы нас не обижаете, вы просто показываете, как вы видите вещи, а мы вам просто задаем вопросы. Это значит ваше мировоззрение, это ваше видение вещей, и мы не стараемся его изменить. Но мы стоим четко на своих позициях, у нас четкая, ясная позиция, у нас есть во всем логика, мы ссылаемся, мы делаем отсылки на правовые нормативные акты, если где надо, на любые документы, если нас кто-то что-то спрашивает. Поэтому мы за свои слова отвечаем. Мы люди чести, мы люди слова. Мы чеченцы, мы нохчел. Понимаете? Это самое важное. Это наш титул. Быть нохчел, это не каждому дано. Мы нохчел. Это наша нация, это наша культура. А все то, что другое, наносное, которое презентируется в рамках нохчела, которое таковым не является, мы все это отрицаем и доказываем, что это не наше. Потому что нохчел – это в первую очередь кодекс нохчела. Кодекс слова, чести, точности, отточенности, достоинства. Никакой лжи, только правда. Только правда и одна правда. Не выдавать желаемое за действительное, а действительное за желаемое. Это наш постулат, это наш лейтмотив, это основа нашей жизни, это цель и смысл нашей жизни, это наш путь. Вы понимаете, о чем мы говорим? Я тут просто отвечу. Смотрите, люди не делятся на по религии, по нациям, даже по полам, по полам. Люди делятся на умных и дураков. А вот уж дураки делятся там на ногчи и так далее, и т.п. вот и тому подобное. Я так считаю. Прошу прощения, если что. Вы правильно считаете. В принципе, вы правильно считаете. Да, вы правильно говорите. Люди сами по себе, они люди. Это млекопитающие, которые населяют эту планету. Но среди этих млекопитающих есть разные национальности, этнические единицы с разными культурами. Мы являемся нохчи. Это не значит, что мы враждуем с другими культурами наций. Мы любим их, ценим, уважаем, признаем, даже оберегаем, где надо. Но мы всегда пропагандируем и защищаем, и ратуем за свое, чтобы мы не потерялись как национальная этническая единица в этом семействе государств и народов, а также народностей. Поэтому мы не делимся, мы просто защищаем и говорим о своем. А то, что вы говорите, нормальный здравомыслящий человек, он это понимает. И поэтому, когда вы сказали, что мне было странно слышать чеченцев, которые не Аллах Акбер, Аллах Акбер, Аллах Акбер, Такбер, четырехкратное Аллах Акбер, вы были в недоумении, в замешательстве, поэтому вы пришли на этот канал, чтобы понять, о чем здесь речь. И мы вам доносим нашу позицию, мы вам ничего не хотим доказать, и даже не стараемся, это нам и не нужно. Мы просто с вами общаемся. Есть что-нибудь добавить? Нет, спасибо. То есть я вас понял.
Вообще, как бы, вот ваша позиция мне симпатична. Я сейчас объясню. Можно вопрос? Расскажу сейчас. Я чувствую вину за то, что моя страна, хоть я не скажу нация, потому что я, еще раз говорю, наполовину татарин, наполовину русский. Ну, я больше русский, потому что татарский язык не знаю, мама меня не научила. Вот, я помню, что творила наша страна в Чечне. Грозный. И там ужасные вообще другие факты. Вот, я знаю, ну, еще раз, поправьте меня. Горский менталитет для меня, ну, по книгам, это то, что мстить до последнего. И, честно говоря, я опасаюсь, я опасался чеченцев. То, что, как бы, при случае они могут сделать, встретив русского. Им плевать, какого русского. Тот, кто их поддерживает или кто не поддерживает. И поэтому, ну, вот ваша позиция мне понравилась, и поэтому я хочу узнать вашу позицию по отношению, вот как вообще может развиваться в дальнейшем между нашими странами Чечня и там что останется от России. Мне интересно. Ну, это нормально. Пожалуйста, пару... Да? Адам Турлов. Да, Хотите да. добавить, пожалуйста, говорите. Да, я хочу добавить, я хочу вот этот цирк, чтобы уже прекратился. Люди делятся на дураков и не на дураков. Как раз таки вот этот человек зашел, чтобы искать здесь дураков. Если ты изначально не понял, Салих, то я тебе скажу. Сидит в России и говорит, что он любит, то, что он за Ичкерию и за Украину, то, что он сожалеет, то, что русские так сделали, ну, это уже понятно. Человек зашел сюда свою работу вести. Салих, ты... Он не говорит, что он поддерживает Ичкерию, он поддерживает Украину, он такого не говорил. Не строй свои ложные тезисы и утверждения. Нет, ты не умеешь подожди, слушать. это не мой... Давай люди пусть продолжат. Ты вообще его не слушал и не знаешь, о чем он говорит. Да, ничего страшного, может быть, у него мнение ошибочное, не надо сразу брать это в штыки, он просто сейчас скажет свое мнение, и мы продолжим. Заканчивайте, Адам Турлов, мы всем даем слово, мы не спорим здесь. Нет, пускай продолжает. Так, напоминаю, у нас в гостях Адам Турлов, это наш восточный сосед, аварец, мы его тоже ценим, любим и уважаем, просто за то, что он к нам приходит в гости. Кучумхан, наша позиция по вашему вопросу. Мы никому не ходили с войной, никакие территории ни у кого не захватывали, в отличие от того, что Россия оттяпала у нас многие территории и отдала, так называемые, создала там какие-то республики. Мы тоже их любим, ценим. Еще раз говорим, никому у нас претензий нету, все наши соседи нам очень ценны и важны, мы их любим, еще раз говорим, ценим за их культуру. Это является нашим богатством. В этом и заключается сила и богатство Кавказа в разнообразии культур, языков и этнических вот этих вот народностей, которые населяют это географическое пространство. Мы это все понимаем. Но наша позиция, мы хотим, чтобы Россия ушла с Чечни, в частности с Чечни, а если возможно, конечно, и со всего Кавказа, пускай она уходит за Дон, туда, за Дон, на север, в свои московские болота, и создает там у себя русское православное Ахлю-Сунна ва Аль-Джама Эмират с шариатом, пускай приведет ислам, русский православный у себя. И мы с ними будем выстраивать нормальные, цивилизованные отношения. Такие отношения, как у западных стран, индустриально развитых, устоявшимися демократиями стран, такие как, которые создают и являются базовой основой Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канада, Австралия, Япония и другие разные цивилизованные страны. Наша позиция такова. И мы хотим влиться, хоть и маленькое, независимое, суверенное государство Чечня, семейство развитых, цивилизованных, демократично устоявшихся стран. Именно в это семейство мы идем. Мы идем на Запад. Наша цель – это Запад. Нам нужен Запад с его демократией, с его законами, с его технологиями, с его правовыми нормативными актами, с верховенством права, а не право силы, именно верховенство закона. Чтобы было верховенство закона, правовые государства, а не полицейские, авторитарные, диктаторские режимы. И поэтому наша цель, вектор, конечно же, мы об этом говорим, Запад, но с чеченским этническим культурным колоритом, с нашей культурой, с нашими обычаями именно, по-честно это ламас, туваста, никакими там арабскими адатами,
все выкорчевать на корню именно вот это вот исламское, чтобы в Чечне больше никогда никакая исламская культура, в какой бы форме она ни была, суфизм, салафизм, маликизм, исмаилизм, шиизм, какая разница, какое течение? Все, что связано с Кораном, Сунной, хадисами, полностью выкорчевать, выкинуть за Кавказский хребет в сторону саудовских песков, чтобы эти бедуины в свою арабскую культуру себе забрали, своего пророка, всех своих ослов, своих верблюдов, свои материи, вот эти все свои никабы, хиджабы, все свое вот это вот распутство, блядство, вот этот цинизм, разврат, насилие туда вместе с русскими, а русским тоже обратно на север, за Дон, все их русское. Вот наша цель, наша позиция, наше видение. То, что мы хотим, это все, что мы декларируем. Это все за то, что боролись наши предки. Как вам наш ответ? Вы достаточен для вас или вам нужно еще более-менее развернуто отвечать? Ну, что я могу сказать? Вы опять скатываетесь на то, что на нации. То есть, что люди делятся по нациям, люди делятся на религии, там еще на что-то, да? Люди делятся на умных и дураков. Поэтому, если вы не готовы признать, что среди русских есть не дураки, ну ладно. Когда говорили, кстати, насчет этого, мы никогда же не говорили, что русские дураки или они хорошие. Нас просто не интересует, что там происходит за Доном, в России. Нас это просто не интересует. Это не наше культурное пространство, это не наше информационное пространство, это не наше историческое пространство. Все, что происходит в России, это для русских. Нам это не интересно, понимаете? Мы знаем, что там происходит. Мы не делимся на религиозные какие-то этнические. Мы просто говорим о своем. У нас нет времени, ни желания, ни ресурсов, ни средств, чтобы заниматься тем, что происходит в России. Их так много, этих русских разнообразных, что у нас просто физического времени не хватает, именно жизненного отрезка. И поэтому мы просто говорим о своем. Но у нас нет ни ненависти, ни агрессии. Мы не желаем никому зла. Если мусульмане с востока или запада населяют Чеченскую республику, мы их принимаем таковыми, какие они есть. Это их право верить в ислама, в Аллаха или в русского православного царя или халифа. Мы не запрещаем, но мы говорим о наших национальных интересах. И в национальных интересах чеченцев построить свое национальное, суверенное, независимое государство, международно признанное в своих исторических границах. Вот все, что мы хотим. Неужели это непонятно и неясно? Где вы видите какую-то агрессию, ненависть, ксенофобию, фашизм или расовую дискриминацию, или религиозную нетерпимость в наших словах, в нашей декларации? Я ни одного из этих терминов не произнес. Ненависть, фашизм или что-то. Я этого не говорил. Мне то же самое. Я был бы рад, если бы Ичкерия отделилась еще в 90-х годах. Если бы Украина вступила в Евросоюз. Если бы мы занимались своим саморазвитием. Я только за это. Мне нет, на самом деле, мне нет до вас дела. Единственное, что вот, ну, не знаю, честно говоря, боюсь, вы обидитесь, если это скажу. Говорить как есть. Мы никогда ни на кого не обижаемся. Эта площадка славится тем, что мы даем всем слово говорить как есть и то, что они думают. Пожалуйста, говорите, как вы думаете, не стараясь понравиться или как-то завуалировать ваши мысли. Мы вас слушаем. Говорите как есть. Нет, знаете, что меня удивляет или поражает? Можно найти в интернете вот эти факты. То есть чеченцев, которые сбежали от кадыровцев в Европу. Один из них зарезал, или я не помню там буквально конкретно факты, то ли отрезал голову учителю какому-то французскому в Париже, то ли просто зарезал, я не помню. Вот как так? Что с этим делать? Хорошо. Мы дадим ответить на этот вопрос нашему другу, специалисту по религиозным вопросам, величайшему мыслителю ислама, светилу арабского мира, цивилизации хадисоведу, исламоведу, короноведу, великому пророку Пармату. Пармат, если вы хотите, пожалуйста, можете развернуто, коротко ответить на этот вопрос. Это то, чем мы занимаемся, призываем этих ублюдков не называть себя чеченцами, поскольку они совершают эти поступки, основываясь и руководствуясь чисто только категорически исламом, притом полностью насрав все свое чеченское.
на всех своих предков, на их путь, на их традиции, на их законы, которые сложились в связи с их высоким, скажем так, уровнем чести, понятия человечности и так далее. То есть человек абсолютно вообще вместе со своими родителями не имеет никакого отношения к чеченскому. Вообще ничему. Имя у него Абдуллах, раб Аллаха, имя отца Мухаммеда, пророка. Сам он, в общем, воспитывался отцом, который полностью является исламизированным будулаком, полностью духовным мигрантом, абсолютно полностью. Даже запаха чеченского у него не осталось, и он им и его семейству не знаком абсолютно. И именно такие действия и сподвигли вот этому масштабному нашему наступлению, скажем так, на ислам и его уничтожению как минимум в чеченском обществе. Это уже не остановить, это уже либо мы похороним все чеченское с почестями и достоинством и оставим это имя тем предкам, которые были достойны этого имени, либо эти ублюдки перестанут себя называть чеченцами, потому что они никакого отношения к чеченскому не имеют. Эти действия полностью совершены, руководствуясь категорически исламом. Единолично исламом. Ислам учит отрубать головы, ислам учит, что кровь и имущество не мусульманина. После того, как ты ему скажешь принять ислам, и он его не примет, становятся дозволенными для мусульманина. И кровь, и имущество неверующего. Это слова Мухаммеда. Вчера был как раз эфир на эту тему. Привел сахих достоверные хадисы и аят Корана, сура 9, аят 29, аят меча, который отменил тот мекканский либеральный или толерантный аят, где он говорил там: у вас своя религия, у меня своя, нет принуждения. После завоевания Мекки и уже строительства интернационального ислама, после этого начатия, уже перешел на наступление и дозволил своим последователям кровь и имущество всех немусульман, которые сначала им надо сказать: прими ислам 3 раза. И если он отказывается принять ислам, то он становится полностью дозволенным. А оскорблений, в общем, карикатур и так далее, хотя этот учитель ничем таким не занимался, это просто вот эта арабская какая-то шлюха маленькая сказала ему это, что он им учитель показывал что-то туда-сюда, и не разобравшись вообще ни в чем, этот ублюдок, воспитанный своим отцом ублюдком, пошел и зарезал, напав сзади на безоружного человека, зарезал его голову. Это вообще не имеет никакого отношения к чеченскому. Даже по чеченским традициям я даю ему оценку, он ублюдок. Через призму чеченского он является ублюдком, недостойным. Всем тем его поступок – это тот поступок, который был присущ тем, против кого противостояли поколениями наши предки, тысячелетиями, противопоставляя свою человечность этой нечеловеческому имперскому нашествию от разных империй в округе. То есть это является, по сути, человеком на стороне врагов чеченцев и всего чеченского. Антицерор. Была. Можно я скажу? Я чуть перебью. Смотри, вот ты этому татарину объясняешь, да, отчитываешься, по сути, даже не за чеченца, а за татарина чеченговорящего. Вот. Сколько у нас этих татаров... Я ни перед кем не отчитываюсь, и кем он является, татарин, он не татарин, это не имеет абсолютно никакого значения.
Почему Тут не речь была имеют? вообще не о его... Начали и заселяли Вы сейчас чуть-чуть. его... Сегодня они Вы говорят на сейчас... нашем языке. Подождите, И пожалуйста. Марина, давайте Подождите, по очереди. пожалуйста. Марина, подождите. Мы Говори, как бы подожди. его ДНК, установлением его родства не занимаемся. Это абсолютно нам не интересно. Все народы образовались в результате этногенеза разных племен. Во всем народе даже каждый человек несет в себе несколько 1% и каких-то десятых процента неандертальских генов. То есть речь не об этом, речь о том, на чем воспитан человек. На человечности или античеловечности. Я ни перед кем не отчитываюсь. Я всем говорю это и всегда говорю, и везде это буду говорить. Этот поступок то, что сделало меня. То есть мое появление, мое возникновение – это вот этот поступок. Вот это действие. Я просто противодействие или равное противодействие, возникшее этому действию. Это и есть мой путь, я везде это говорю. Татарин он, не татарин он человек прежде всего, мне без разницы. Для меня все люди – это люди, каждый на своем месте хорош. Я вот за Можно это. слово? Ибрагим, сейчас, Ибрагим, дайте 10 секунд, я вам передам слово. Кстати, хотелось бы напомнить нашим друзьям, мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, частично финансируется Госдепом, Сенатом и Конгрессом США. На вопрос нашего гостя Кучумхана отвечал величайший исламский мыслитель, философ, а также светило арабской цивилизации Армат, один из наших чеченских пророков. Ответил он на вопрос четко, открыто. Он отвечал именно в контексте исламской идеологии. На вопрос, который был задан нашим гостем Кучумханом по поводу этнического чеченца, но мусульманина, напоминаем, мусульманина, русского православного ахлюсуйщика, который зарезал учителя и отрезал голову французскому учителю. Учителю той страны, которая приняла его родителей, дала ему кровь и убежище в самый трудный, ответственный момент их жизни, когда русские агрессоры оккупировали и уничтожали его нацию, чеченскую нацию. В угоду русским православным ахлюсунна муллам и тому исламу, который нам навязывает Россия. Противовес и противопоставлять чеченскую нацию западной цивилизации, вырывая таким образом чеченцев этой цивилизации и закидывая нас в арабо-исламскую, арабо-турецко-русскую цивилизацию. Именно цивилизацию ислама и цивилизацию варварства. А наша борьба – это защита наших национальных чеченских интересов. Огромное спасибо нашему светиле ислама Армату за его развернутый открытый ответ. Передаем слово Ибрагиму. А Марине потом мы передадим слово. Марина, подождите, пожалуйста. Ибрагим, вам слово. Маршал Духучу Масярг, будьте свободными. Вот ваш гость задал такой вопрос, что в Европу чеченцы бегут в Европу от кадыровцев. То есть это было в его вопросе вот так вот сказано. Я просто делаю вывод, что вот ваш гость, он вообще вот эта ситуация в чеченском вообще вопросе, то есть в том, что Чеченская республика Ичкерия оккупирована временно русскими фашистами, то, что кадыровцы – это официальная структура России, которая полностью, без каких-либо там отклонений, полностью подчиняется верховному главнокомандующему русскому Путину и русскому народу напрямую. То есть вот это вот понимание неправильное, скажем так, да, что чеченцы от каких-то кадыровцев бегут. Никаких кадыровцев у нас не существует в чеченской среде. То есть у нас есть захватническая вот эта вражеская сила оккупационная, которая создала из местных манкуртов и там всячески подлавливая, сажая вот по-русски на бутылки людей, да, с момента возникновения русской милиции, там сажают на бутылки, насилуют дубинками, то есть все вот эти вот методы применяют извращенные. И вот это вот перекинули на чеченцев в 10-кратном таком усиленном режиме.
И, естественно, там народ в течение 20 лет полностью мариновали под этим делом и создали своих каких-то подрусских, скажем так, да, вот эту вот среду, которая полностью подчиняется напрямую верховному главнокомандующему, который эти люди сами, они то и делают, что пытаются доказать, что чуть что, они сразу в кусты. То есть они не имеют никакой там власти, ничего. Единственное, люди, которые вот в этих русских отрядах, да, там, вот эти насильники в отрядах насильников и так далее, угнетателей чеченского народа, они, единственное, что они могут, вот когда им дают команду ФАС, вот если среди них более такая безбашенная собака, да, которая среди всех народов это бывает, то есть если там десятилетиями уже по башке бить людей, там как бы с отрицательной селекцией пытаться вывести из этой среды самых таких ублюдков, там, я не знаю, и так далее. Вот эти вот люди, они как бы имеют возможность, повторяюсь, укусить дважды, как бы от себя, да, добавить. Вот единственное, на что там способны какие-то кадыровцы или как там их угодно можно назвать, от такой вот среды, чтобы из самой чеченской среды, чтобы произрастали люди, которые сейчас преследуют как-то чеченцев своими какими-то собственными силами, возможностями, имея собственную какую-то автономию, имея собственные какие-то, я не знаю, там, полномочия и так далее, это вообще не соответствует действительности. И то же самое вот с религиозной составляющей. Вот этот парень, который отрезал голову учителю, он приехал из Москвы со своим папой в 3-летнем возрасте. И этот парень, он русскоязычный, то есть вот в их семье, там, в их вот этом, в их среде, они использовали, будучи вот этими московскими жителями, там, я не знаю, с каких пор они в Москве жили, проживали там. Ну, будучи, как бы, скажем так, людьми, приехавшими из этой среды, которые общались там на русском языке, которые там детей своих, ну, тоже в семье где-то учили русскому языку. В связи с этим, через русский язык, как это и происходит у чеченцев, в их семью, в их среду вошло вот это вот русский международный исламский терроризм, который распространяют на чеченцев там с 90-х годов через вот эти вот всякую литературу, брошюры, которые из Москвы, из Казани и так далее, там из Санкт-Петербурга, из этих городов нам поступали. Сегодня это перешло в более такой, ну, на современный лад, еще такой, скажем так, мощный формат, да, когда в разы это сильнее можно использовать через интернет, что это и делается сегодня, да, там, вот это в ногу с прогрессом. И таким образом людей дебилизируют и радикализируют именно через русскоязычную среду, то есть чеченцев. Все чеченцы, все сегодня существующие радикальные чеченцы, они радикализированы через русскоязычную, русскую литературу. Это просто для информации, кто не понимает, как это все работает здесь. Вот так я прокомментировал. Извиняюсь, что много времени занял. Передаю микрофон. Ну, спасибо нашему Ибрагиму Никархо. Напоминаем, он является одним из основателей и членом Чеченской демократической партии. Кому интересно, у них есть свои информационные площадки, тоже переходите, подписывайтесь, там очень интересные ребята, они говорят о нашем, о наболевшем, о чеченском и о нашем национальном чеченском кодексе Нохчалла. Да, давайте дадим слово тогда Марине. И если, Кучумхан, у вас есть что-нибудь дополнить, или наши ответы вас удовлетворили, или они были неправильными, на ваш взгляд? Вам слово.
Ну, честно говоря, поток сознания. Много звучало обвинений именно в русских там. Я сам не русский, если что. Ну, не, наполовину русский. Еще раз напоминаю. Люди делятся на дураков и умных. А дураки уже делятся там на русских, чеченцев и так далее. Хорошо, ваша позиция ясна, но мы напоминаем, мы никого не обвиняли. И наши спикеры, которым мы дали возможность ответить на ваши вопросы, просто констатировали факты. Это была констатация фактов, а не обвинения какого-то этноса. Это были факты, задокументированные, исторические, причинно-следственные факты, а также именно те процессуально-правовые акты, которые западные страны провели, и это на основе этих вследствие расследований это было доказано, что след ведется в Москву, в Россию, что российские специальные службы, русские специальные службы, такие как ФСБ, ГРУ, СВР, этим занимаются. Это не обвинение, это факты. Изложены были факты. Я не спорю, Москва за все отвечает. Маршал Духович, ну пока не забыл великий и могучий русский язык, пару слов дайте тоже. Говорите. Дадим слово Марине после теста. Марина, не уходите, мы вас ждем. Ждите наш прямой эфир. Маршал Махмад, говорите. У меня короткий вопрос, я не собираюсь говорить вообще. Говорите, Тесла. Кучумхан, вы знаете, кто такой Владимир Ветров? Честно говоря, на слуху, но не знаю точно. Напомните, пожалуйста. Не, если не на слуху, то не знаю. Если не знаете, просто скажите, что не знаете. Значит, не знаю. Хорошо, больше вопросов нет. Я пару слов добавил бы. Тут я вижу, человек сейчас говорил, что русские, чеченцы, там нации. Нацию обвинять ни в коем случае вообще не было бы смысла, если бы эта нация, так называемая, когда их избранники, которых они выбирают из года в год, суют в пенки, не в пенки, вот эти выборы, не выборы, если бы они хотя бы, когда весь чеченский народ клеймили вот этим исламским международным терроризмом, который они сами туда завезли, те избранники народов, которых они выбрали. И этот ярлык, когда через их телепомойки, вот эти телеящик, через все средства массовой информации, когда весь чеченский народ клеймили террористами, бандитами, убийцами, если бы вот так, как ты, Кучумхан, русские высказывались бы хотя бы из миллионов, хотя бы 1000 человек, 100 человек, что это неправильно, что нельзя так обвинять целый народ вот этом варварстве, коварстве, что у них были свои традиции, культура. И вот сейчас вам живой прямой пример привели, что через призму религию вот этой арабов нас хотят показать миру как варваров. Ни один нормальный себя уважающий чеченец не одобрит то, что этот человек сделал во Франции. Ни один. Ни для какой религии. Потому что наши отцы из века в век доказывали, что они не варвары. Даже к врагу относились по-человечески. Одно. Они показывали все человеческое. 30 лет, 20 лет кровной мести, если этот кровник на глаза попадается, если у него нет оружия, месть отменялась. Вы понимаете? Это там можно первой в русско-чеченской войне посмотреть, как наши командиры отдавали русских пленных, от которых Россия отказалась, их матерям. Огромное количество видео в Ютубе. Просто пленных. Просто так отдавали. Тела наших погибших русские нам продавали. Вы представьте картину?
Тут матерям отдают живых Запомните, невредимых, которые пришли убивать наш народ, а нам наши тела продают. Представляете картину? А тут просто целых невредимых тех, кто пришли убивать полностью всех, не щадя ни детей, ни женщин, никого. Людей отдают им матерям живыми и здоровыми. А тут нам наши тела продают. Вы представляете изувеченные, разницу? подтвердите, наш Адам, изувеченные, с оторванными частями, с внутренними органами внутренними. Отбитыми всеми. Вот правильно, когда каждая группа, которая приезжала в командировку, когда перед отъездом от командировки, чтобы нарубить бабла себе, вот так заходили в село под названием зачистки, блядь, забирали всех наших молодых ребят, молодых, 14, 15, 16 лет, навязывая на них терроризм, клише бандитизма. От 14 лет все террористы. От 14 лет в каждый чеченец потенциальный террорист. Им же халиф это сказал. Навязывая на нас эти клише терроризма, преступников и убийц. И просто уничтожали и делали деньги, зарабатывали деньги на то, что продавали этот труп обратно. Понимаете? В конце-то концов, блядь. Хватит уже это, хватит. Кучумхан, тут я еще раз скажу, про нацию не говорили бы, если эта нация сама считала себя какой-то нацией, если бы у них была хотя бы совесть признать, что их вот эти люди совершали преступление. Это преступление, это не будет просто так в конце воду, это просто не останется. Они должны были понимать, что их потомки, как и потомки тех, кто евреев засовывал в печи и сжигал, будут платить 100 лет репараций, что этого с рук не сойдет. Это просто так не уладится. Это нужно признать, это не то, что для нас, для сегодня живущих нужно, это нужно для того, чтобы это не повторялось. Это повторяется 400 лет, Кучумхан. Мы устали, бедные русские, типа, что они могли, Сталин сделал, потом Ельцин сделал, потом Путин уйдет. Проклятый Путин виноват. А русские, понимают, что не виноваты, которые все это поддерживали, сидя у телека, бухали. Правильно, мочите их. На дому, на кухне сидят русские. Дорогие друзья, сейчас я всем дам. Я хочу просто напомнить. Дорогие друзья, это хотелось бы напомнить. Я вас просто прошу, умоляю, у нас запись ведется, прямой эфир, он будет выложен на все информационные площадки. Я вас просто призываю всех, выражайтесь. Вы можете выражаться жестко, но эстетично и литературным языком, потому что нас могут заблокировать на информационных площадках. Пожалуйста, выражайтесь корректно, дипломатично, эстетично, но не скупитесь в своих выражениях. Умейте выражаться жестко, но корректно, потому что нам важна эта запись, чтобы мы смогли выложить на все информационные площадки. Огромная благодарность за понимание. Давайте дадим слово Мике. Мика, вам слово. Это была просто реплика, назвав себя при этом титульным народом России. Они себя ни в чем не считают виноватыми. Вот так. Это была просто реплика. Кучумхан, все, спасибо, Мика. Кучумхан, вам дается слово, чтобы вы могли что-то возразить или... Да, у меня есть что ответить на то, что было перед этим. Сейчас, секундочку. Я процитирую, как вы думаете, кого? Ой, господи, где это, блин? Сейчас, если что, говорите, я найду потом. Подготовьтесь, мы дадим слово Яраби. Подготовьтесь. Яраби, давайте дадим слово. Яраби, без крепких словцов. Яраби, вы очень яростно хотели это выразить, вас правильно. А потом Фридом Нохчи, а потом будет Марина после Кучумхана. Яраби, вам слово. Хороший парень с вами. Женя, можно прокомментировать тремя словами один момент? Прокомментируйте, потом я рад. Я просто хотел сказать, я вот то, что высказывался здесь, я там не пытаюсь навесить какую-то ответственность на кого-то, не пытался кого-то принудить, как бы подтверждать это и так далее. Я просто констатировал факт.
когда здесь высказывался. То есть я разъяснял вот вашему гостю, который как бы не информирован, на мой взгляд. Вот. Спасибо. Яраги, Сатур, вам слово, говорите. Я бы просто хотел... Я вас просто умоляю, без крепких словцов. Просто литературная критичность. Да, я постараюсь ненормативную лексику не употреблять. Я сейчас быстро, коротко выражу. Просто иногда эмоции хлынут и из-за этого выскакивает. Так, насчет того, насчет преступлений, которое было совершено российской военной машиной, и то, что они пытаются открестить, сказав то, что это делали войска. Типа, если мы думаем, пример войска, это значит, они утюжат все территории, и на них типа якобы нет вины. Уж нет. Вот тут мы уже можем поспорить. Вы отправляли нам действующие органы власти, получается, исполнение наказания. Вы отправляли нам милицию, вы отправляли нам ОМОН, вы отправляли органы, которые должны защищать конституционный строй. И вы отправляли этих людей, чтобы защищать конституционный строй в Чеченской Республике. И такие совершения они совершали. Эти же люди потом дальше находятся в России и продолжают работать, судить людей и все дела тому подобное. Вот за это все вы будете отвечать. Вы будете это отвечать. За все преступления, которые вы совершили, вы ответите по закону. Все, и больше у меня нет комментариев. Да. Огромное спасибо, Яраги. Мысль основная была в посыле нашего слушателя Яраги, что нету срока давности международным военным преступлениям на территории Чеченской Республики по отношению к чеченцам со стороны русского террористического образования под названием Российской Федерации. Мы резюмируем как бы. Яраги, правильно мы поняли ваш посыл? Все правильно. Любому преступлению нету срока давности. На какой почве бы оно не было совершено. Будь то на религиозной, будь то на этнической или на любой другой либо. Это закрепили, ясно дали понять. Фридом Новши, говори. Маршал Душ, я приветствую. Я хотел сказать, что такой момент тоже высказать с моей стороны, это прозвучит, не все поддержат, но вот этот пресловутый русский народ, он сам же и то, что вот русский народ, он тоже является заложником политики имперской, и поэтому, то есть среди этого народа тоже находятся достаточно хорошие и порядочные люди, и они являются заложниками ситуации. Это ваша мысль. Вы полностью высказались. У вас есть что-нибудь другое добавить? Я просто для уравновешивания. Я могу добавить по этому поводу. Да, Возможно, ваша реакция. Я могу добавить. Можно? Путинскому режиму крайне выгодно, чтобы максимальное число россиян верило, что весь мир их ненавидит. Весь мир считает их рабами. И весь мир хочет их всех наказать. Всех до одного. Путинскому режиму нужно, чтобы Петя из Архангельска и Маша из Новосибирска не поддерживали войну. Не поддерживающие войну. Знали, что виноваты в той же мере, что и Путин, Пригожин, Соловьев, Скобеева. Что они виноваты в той же мере, что и те, кто своими руками убивает украинцев, а недавно было и чеченцев. Вот почему я думаю, что именно режим Путина главный бенефициар. Все россияне рабы, все россияне виновны. Если вы это поддерживаете, то вы поддерживаете Путина. Ваша реакция. Вы будете читать то, что вы хотели здесь зачитать? Меня не было слышно? Он зачитал. Услышали вас. Мы услышали вас. Это ваша позиция. Вы будете зачитывать то, что вы хотели только что зачитать? Мухан, вы будете читать то, что вы хотели нам зачитать? Мы слушаем. Да, буду. Секунду. Мы вас слушаем. Сейчас, секунду. К россиянам, к соотечественникам, от Валерии Ильиничны Новодворской. Я ее полностью поддерживаю сейчас. Никогда не забывайте про нашу историческую вину.
Мы должны склонить голову в раскаянии перед тем, кого мы лишили национальной независимости и, кроме Ерма и Растова, не дали ничего. Мы должны соскретить с себя имперское прошлое и искупить свою вину. И никогда не ставьте знак равенства между нашими собственными преступлениями и жертвами этих преступлений. То, что Орел увидел во сне, я сейчас вижу наяву. Закончили, Кучумхан? Вы закончили свою мысль? Вы слышали? Да, мы слышали. Я вас просто спрашиваю, вы закончили свою мысль или нет, чтобы передать слово? А так непонятно, что мысль закончена уже, что ли? Правда, что ли? Вот так вот. Хорошо. Огромное спасибо. Потому что мы даем людям договорить до конца. В этом сила нашей площадки. Ашиль ЮА. Это значит Украина. Ашиль, вам слово. Да, у меня такой вопрос. Что вообще Кучум скажет мне в его понимании, кто такие вообще русские? Мне просто интересно, как он это понимает, какие их этнические границы, какая их история как народа, откуда она берет начало. Вот просто мне интересно его мировоззрение на эту точку, потому что он назвал себя наполовину русским, да, и наполовину татарином. Мне интересно просто, что он имеет в виду под вот этим термином «русский». Хорошо, этот вопрос хотим просто, чтобы понимали люди, которые нас будут слушать. Ашиль ЮА – это украинец, я так понимаю, этнически с Украиной, задает вопрос россиянину, наполовину татарину, наполовину русскому. Кучумхану, нашему гостю. Кучумхан, можете отвечать, если хотите. Слово. На самом деле, мне не важно, кто я там по генам, по этническому происхождению. Это никакого значения не имеет. Честно говоря, если говорят, что генетически... Вы не поняли вопрос. Какая разница, как он? Да, он отвечает. Подождите. Запись идет, пускай отвечает как хочет. Говорите, Кучумхан. Генетически не важно, кто ты. Кем я себя ощущаю, я уже говорил, что глядя, я смотрел канал Fox Veritatis, и человек может считать себя по своим взглядам принадлежностью хоть к кому. Я считаю себя принадлежащим к европейской расе какой-то, не расе даже. Я поддерживаю европейское развитие. Я не знаю, что еще раз повторите вопрос. Добавьте, Тесла, добавьте. Сейчас, подождите, Тесла, добавьте, что вы хотели добавить. Он четко, ясно спросил, кого вы считаете русским, не про вас, любимого, кто вы, кем вы себя считаете. Он не про это спрашивает. Он спрашивает характеристика русские, кто они, национальность. У вас есть какое-то мнение по этому поводу? Кого считать русским? Не вас там абстрагируетесь от себя, вас нету, вы марсианин. Вот вы считаете, смотрите и говорите, вот это русский. Характеристику просто спрашивал вам, и как я понял. Я еще раз повторюсь, люди не делятся на национальности, по религиям, по еще каким-то там признакам. Люди делятся на дураков и умных, а уж дураки делятся на все остальное. Хорошо, тогда я понял, что вы считаете, что русских не существует в вашем понимании. Не знаю. Честно говоря, не уверен. У меня вопрос. А зачем тогда государство, флаги, гербы и языки, если люди ничем не делятся? Зачем это? Вас плохо было очень слышно, очень было плохо слышно. Зачем русским флаги? Давайте я задам тогда вопрос более, скажем так, который подтолкнет вас слегка, скажем так, в этом направлении. Вы слышали, как российский корабль и русский корабль подошел к острову Змеиному, и капитан корабля, вот этот в мегафон сказал, сдавайтесь русскому кораблю, то есть русский корабль. Он не сказал Российской Федерации, там, еще что-то. Он именно сказал русский корабль. Это капитан, это типа должностное лицо, исполняющее какие-то обязанности, причем от которых зависит там жизнь людей. Да, это было классно, конечно, что после этого стало с этим кораблем, но неважно.
На самом деле вы опять склоняете на то, что, блин, в чем вы пытаетесь меня обвинить? В том, что я живу в России, что ли? В том, что я живу в России? Не, вас никто. Я же сказал, вы марсианин. Я считаю, что в России есть некая общность, которая создана при помощи пропаганды, столетней пропаганды под названием русские, и им вбита в голову мысль, что они чем-то особенные и могут подавлять более слабые народы, и это нормально. То есть искаженное понятие добра и зла у них в голову. Избранные, великие. Подождите, простите. Я 100% с вами соглашусь, что у нас с населением что-то произошло с большинством. Они потеряли ориентиры, они стремятся назад в средние века. Я не хочу, как русский, как гражданин России, что-то там... Опять вы о себе. Речь не о вас, как человек. Вы все время или пытаетесь оправдаться, или как-то вести разговор к себе. Вот есть такой еще момент. Хорошо, русский корабль оставим в покое. Чеченцы, например, находясь в составе Российской Федерации, не могут учить свой язык. Но их заставляют учить русский. Русским это нравится, что их язык навязывается. Они даже в Украине воюют, типа русский язык защищают. То есть есть какая-то русская общность, явно фашистующая, которая вот, пусть она создается при помощи пропаганды, потом вот эффект этой пропаганды в народе ходит, потом его собирают, власти снова кидают. То есть власть и народ, они как-то повязаны вот на этой русскости. Даже Путин, когда сидит, говорит, я это все делаю для русского народа. Да, у него там друзья-миллиардеры, он там коррупционер, бандит, убийца, я не знаю, еще много чего, но при этом титульность русской нации пропагандируется, не оспаривается, все истории переписываются в пользу русских. Вся вот эти русская история, еще при советского времен, пестрит всякими придуманными фейковыми русскими изобретателями. То есть они не делали там фейкового белорусского изобретателя или там фейкового Мордвина там, или Ханты Манси, или это все время в пользу русских шло. То есть все сливки пропагандистские, культурные, они снимались в пользу русского народа. И создавалось вот это чудовище, которое сейчас мы все расхлебываем. То есть и для вас эта общность как-то не существует? Ее нету? Я полностью согласен насчет того, что вы говорите про граждан России. Не знаю, что еще сказать. Ну, я не думаю, что это граждане России. Сейчас, кроссовки, подождите, очень важно. Сейчас я вам дам слово. Наш гость с Украины, Уахил УА, вы с нами еще? Дайте знать. Да, я тут. Вас устроил его, вообще вам достаточно его ответа? У вас есть какой-то еще вопрос? Ответа как такового не было, но тот эффект, который этот вопрос имел, меня он устроил, в принципе. Ну, в принципе, то, что я и хотел донести, да, то, что, он сам, в принципе, озвучил то, что я и хотел донести. Как бы очень сложно их поймать, потому что всегда можно сказать, я марсианин. И, в принципе, идея Советского Союза, да, создать советского человека, где не будет этносов, там, народов, наций, вообще никого, будет просто советский человек, это, в принципе, идеология. Не просто совка, это идеология вообще, в принципе, московской деспотии. И, в принципе, кто такие русские, в моем понимании, русские, да, это те, кто был вот этой московской деспотией просто оккупирован первыми и лишен своих этнических принадлежностей, своей культуры, своей идентичности, своего языка. Кому навязали чужое, грубо говоря, вот эта московская деспотия. Это даже в истории просматривается, да, то, что они вырезали там города целые, русинов. Потому что русские – это не русин. Да, они Тверь сожгли, там Новгород геноциднули при Иване Грозном, который никакого отношения к Москве не имел вообще. Там ВИЧ происходило, это свободный город был, где выбирался князь. Так вот, они там все население вырезали просто и заселили его кем? Рабами, которых они, по сути, оккупировали до этого. Так вот, русские это такие же россияне, это такие же
как и все остальные уже оккупированные народы, да, и которых тоже лишили идентичности, культуры и так далее, ну, просто которых изначально захватили, да, там в процессе. И вот он вспоминает про Средневековье. Ну, а давайте вспомним Средневековье. Что там, что происходило на территории там, России в Средневековье, в принципе? Да то же самое происходило. То есть вот этот путинский режим, в кавычках, он с первого дня этой московской деспотии, да, ему уже сколько лет, сотен лет, он, в принципе, он уже с самого первого дня длится существование этой деспотии. Так вот, условно говоря, там, когда говорят, что вот русские, как этнос какой-то, как народ, ну, человек сам говорит, как бы, что, ну, то есть он даже не признает, что они существуют сам, это не я говорю. Какие у них границы, да, с чего их история берется? С Киева? Ну, мне как бы, я даже не буду это комментировать, да, потому что я украинец, да, он говорит, что я дурак, да, получается, то, что я считаю себя украинцем. Хотя я хочу напомнить, что есть понятие политической нации, а есть понятие народа, этноса, да. Так вот, политическая нация – это идентичность, культура, да. Вот, условно говоря, приехал к нам там чеченец, да, на территорию Украины, да, и он там через 5 лет там стал гражданином Украины, у него родился ребенок. Этот ребенок останется чеченцем, но он будет по идентичности, он будет украинцем. По крови будет чеченцем. Да, питание, забывая свое происхождение и культуру. Да. Поэтому, когда он говорит там то, что такие, да, и народы, ну, как бы, ну, это очень удобная позиция, да, потому что ответственность нужно нести, защищать. А вот вы как бы ответственности никакой. Там, Вы прерываетесь. Ашил, вы прерываетесь, плохая связь. Да, я прошу прощения, у нас просто отключение света, поэтому... Хорошо, продолжайте, завершайте. Сейчас вас очень хорошо слышно, продолжайте. Да, ну, да, не это супер важно, да, своим заданием, правильно? Все равно лагает. Записи участвуйте. Так лучше? Подождите сейчас. Подождите. Вот только что у вас хорошо было сейчас, а сейчас плохо. Пожалуйста, выключите микрофон. Выключите микрофон, пожалуйста. Хорошо, вам вопрос. Ашиль, UA. Я знаю, вы с Украины, вы сами сказали, я с Украины. Разумеете, по украинской мове, разумеете? Вітаю вас з України. Вот, дякуем вас, щиро дякуем за то, что вы с нами. Смотрите, вот вы украинец, гражданин, этнический украинец, по вопросам, которые ваш покорный слуга, это значит, речь идет обо мне, по-чеченски томанда, значит, человек, который делает всем приятно, всех встречает, всех провожает. А в кавказских народах это называется тамада, но это само слово чеченское, томанда, чтобы всем сделать приятно, всех уважить, принять и отправить куда надо, во свояси, как говорится. Вы слышали интервью с Владимиром Золкиным? Вообще, вы знаете, о чем речь? Да, конечно. Да, хорошо. Смотрите, там мы еще раз пользуемся случаем, благодарим Владимира Золкина, хотя мы не думали, что он выложит, но он выложил, он имел такую смелость, мы ему серьезно очень благодарны, потому что сам того не подозревая, он донес позицию здоровых чеченских сил, чеченцев, которые понимают, о чем речь, на информационное поле, площадку украинской стороны, а также международного сообщества, потому что все-таки, как бы, что бы кто ни говорил, у него очень большая аудитория. Мы за это ему серьезно, искренне благодарны за то, что он с легкостью согласился на общение с нами. Вот вопросы, которые... Потому что этот прямой эфир сделан по реакции именно в комментариях под этим видео, потому что там кто выстраивается... Пожалуйста, выключите микрофон. Пожалуйста, выключите микрофон. Выключите микрофон. Не мешайте, пожалуйста, я вас прошу. Потому что там создается такой фон, как будто бы там набежали кремлеботы, троллеботы, русоботы. Такой выстраивается фон, как будто чеченцы пришли с войной в Украину. И выстраивается такая ситуация там, что лучше общаться с нынешней так называемой установленной русской оккупационной властью в Чечне или с так называемыми исламскими русскими православными ахлусунно-фундаменталистами, которые находятся за пределами оккупированной чеченской территории, в лице Масхадова, Джамбулата, Сулейманова и других. И что вот эта вот здоровая сила, именно вот мы, чеченцы, здравомыслящие, здравые, нормальные,
ни дурные, ни подверженные исламскому, русскому православному радикализму, которые отрицают на корню ислам. Вообще в чеченском обществе это наша цель. Это наша борьба с давних лет, с давних пор, выкорчевать ислам из чеченской нации, культуры, общества с нашей территории. Вопросы, которые были заданы Владимиру Золкину, вот по вашему личному мнению, как гражданина Украины, украинца, они были провокационными или нет? Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение. Нет, они не были провокационными, я даже понимаю их природу. Вот, но я просто, в принципе, я свое мнение высказывал, да, и оно, в принципе, идентично с Владимиром. Я его высказал, кстати, еще до того, как Вова это сказал. Ну, я, в принципе, кто со мной общался, он это знает, да, что я еще до этого эфира, я, в принципе, идентичные мысли сказал, не зная заранее, как бы, мысли Вовы, я никакого отношения к нему не имею. Вот, я это к чему? Я к тому, что оно, в принципе, да, большинство, если спросить, примерно такие же будут ответы, да. И вот сам формат претензий к нам во время войны, да, когда к нам, ну, просто, мы ж, вот когда ты там умовно, ну, там на фронте, да, сидишь, там же не написано, да, на лбу, там, да, ну, хотя это еще надо с прицела, да, рассмотреть, что там написано, да, какая там этнос, национальность, да, то есть все, кто нам приходит с оружием, это враги. А по какой причине, да, их там заставили, не заставили, это уже, ну, никого не волнует. В том плане, что это, ну, вот хорошо, узнали мы, да, что вот, да, это чеченцы, которых заставили. И наши действия какие, ну, что нам, не стрелять в них или что? Ну, то есть в практическом смысле это не имеет никакого значения. А вот с точки зрения уже такой, ну, глобальной, да, наши отношения к там, чеченцам, к чеченскому народу, к их борьбе, это уже совсем другая история, да, и мы поддерживаем всячески ваше стремление там, да, к освобождению, да, и созданию своего государства. Ну, не созданию, а восстановлению, да, его. Вот. И вот я просто, ну, призываю то, что вот претензия к нам вообще, вот очень все любят, да, накидывать претензии вообще Украине. Это происходило и до, вообще, даже до войны, да, которая в 2014 году началась. Когда Натаньяху приезжал, да, и там высказывал претензии, что мы там антисемиты, да, там и так далее, что мы там пособники, там, что там, ну, помогали там уничтожать евреев. При этом он абсолютно, ну, не берет во внимание, там, да, если уже там переходить, да, там на какие-то там этнос, да, то что Голодомор там был, да, где там были еврейские фамилии. Но это не претензия, а просто, да, что человек приезжает и начинает с претензий. И как бы кому ты предъявляешь претензии? То есть людям, которые сами, в принципе, жертвами были, да? То есть почему ты России претензии там не высказываешь какие-то, да? И вот сама форма, там, потом Орбан, да, претензии высказывает, да, вот там угнетают там угорцев. И со всех сторон вот это льется, эти претензии. Со всех сторон. Это при том, что мы сами-то, в принципе, ну, выживаем, боремся, да? Вот. И та же самая история с терроризмом, да, российским. Вот такое, да, говорит Кучум, да, то, что вот меня там пугают чеченцы там и так далее. Ну, в том плане, что вы там голову отрезали. Бляха, да ты сначала, ну, разберись, что вы творите, да, то есть за себя сначала отвечай, за свое государство, а потом накидывай претензии кому-то, да, потому что, ну, просто интересная логика, да, то есть вы напали на Чечню, вот, геноцидили там население, да, убивали там, ну, как бы, я не буду в подробности, но там кошмар, что они творили. А потом человек такой просто, то, что его там накрутили по телевизору, чтобы он поддерживал, да, чтобы он боялся, да, чтобы он поддерживал все эти меры, да, по уничтожению чеченского народа, да. Ему говорят, вот они, видишь, какие они плохие, да, значит, боишься их, вот, значит, надо поддерживать, значит, надо их убивать. И потом этот человек просто говорит, вот там какой-то чеченец, который, скорее всего, ну, в Чечне, ну, как бы под Россией, да, сидит, грубо говоря. Вот он там кому-то голову отрезал. Бляха, то есть, ну, сам смысл, да, то, что он отрезал голову, это очень плохо. А когда он просто убил, да, россиянин там какой-то убил кого-то, это типа норм, да? Сама форма убийства, да, она типа норм. Типа логика, она какая-то, ну, она просто античеловечная, я бы сказал. То есть начинать нужно всегда с себя. Вот. У меня к вам вопрос, как бы закончить. Геради, дайте секунду. 39 секунд. Ну, в принципе, да, давайте больше конкретики, потому что я сейчас просто, ну, полемика, да. Да. Нет, полемики нету. Вы закончили свою мысль? Я хотел просто справочку, Римон. Да. Огромная благодарность, что вы с нами находитесь, потому что нам важны все украинские граждане.
Мы в своих вопросах, в своих замечаниях, в том, что мы высказываем, никогда, нигде, ни в какой форме украинцам, украинскому государству претензий не предъявляем, даже не вменяем вину, даже не упрекаем. Мы, наоборот, полностью, всецело поддерживаем украинцев, украинское государство в его борьбе за свое национальное суверенное государство, за свою территориальную целостность и борьбу за сохранение своего государства, а также этноса, как украинцы. В какой бы форме оно не было, с разными этническими группами, которые населяют эту страну. В вопросах к Владимиру Золкину мы никаких претензий не предъявляли. Мы просто задавали вопросы, на которые он имел право отвечать, не отвечать, пропускать или вообще отвечать, как он хочет. Мы прекрасно понимаем, все те, кто приходят с оружием в руках на территорию суверенного независимого украинского государства в составе русских оккупационных террористических банд под названием российские войска, русские войска, они являются законными целями украинской армии и тех вооруженных сил украинских, которые противостоят этим русским террористическим бандам на территории Украины. И даже те этнические чеченцы, которые попадают в плен на территорию Украины или в территорию Украины, в Украине, они являются военнопленными. Мы это русскими военнопленными. Мы подчеркиваем это. Мы просто хотим донести для широкой общественности, не только украинской, а для международной общественности, что чеченцы являются оккупированным, загеноциденным, культурно геноциденным, этнически геноцид, преследуемым, оккупированным государством и нацией. Наша территория – это концентрационный лагерь под открытым небом. Это то, что делали нацисты евреями во Второй мировой войне. На территории Чеченской Республики 5 блокпостов, больше 150 тысяч вооруженных сил. Даже на сегодняшний день русские войска там стоят. Чеченцы не имеют права голоса. У нас оккупационная власть. Мы просто хотим донести и хотим предотвратить любое участие чеченцев этнических в какой-либо форме в составе русских террористических банд. Насильно, ненасильно, добровольно мы всегда говорим, что мы никогда их не поддержим, что мы осуждаем, что они являются военными международными преступниками, в отличие от русских. Мы это подчеркиваем. Понимаете нашу позицию, она какова? Вот что мы хотим донести. Да, я абсолютно поддерживаю. Это действительно так. Ну, то есть в этом моменте я абсолютно солидарен. Абсолютно. Я, в принципе, это всегда говорил. И причем я еще хочу добавить то, что в принципе, чеченцы – это единственный народ, который с оружием в руках, ну, по крайней мере, с того, что я знаю, да, отстаивал своего государства и высказал, да, свое желание, ну, такое, прям, которое, скажем так, сложно оспорить, вот, что они желают быть независимыми. Это единственный народ, ну, и который кровью, в принципе, его завоевал, это право отстаивал, да. Что может быть выше, чем заплатить кровью, да, за какую-то свою идею? Нет ничего. Человек больше нечего отдать, кроме свою жизнь за какую-то идею. Это высшая степень отдачи. Поэтому, конечно, я поддерживаю такие мысли. Вот, я просто говорю про то, что, в том, что мы же не можем сказать, что это не чеченцы этнические, да. Как бы, если они сами себя идентифицируют. Если бы они там считали себя русскими, мы могли бы там, россиянами, да, точнее, потому что, русские это как бы, уже высказывался насчет этого, да, если они считали сами себя, вот назвали себя россиянами, да, я считаю себя россиянами, как большинство, в принципе, говорит. Это одно дело, но когда это этнические чеченцы, просто мы при всей симпатии к чеченцам, я ж не могу просто игнорировать реальность, что это действительно люди чеченцы. Да, они оккупированы, да, их заставили, да, я понимаю это прекрасно. Но просто сама суть, да, что я хотел донести, что мы, если человек, там, допустим, идентифицирует себя как там бурят, еще кто-то, он является бурятом, да, этнически по крови. Идентичность, да, носит, да, хотя это уже далеко захожу. Смысл понятен, да, в принципе, что я имел в виду. Совершенно верно. Мы вас, еще раз говорим, поддерживаем во всем, не стараемся ни в какой мере защитить эти этнические чеченцы, которые с оружием в руках, в какой бы то форме ни было, приходят в составе русских оккупационных войск, террористических банд, территории Украины, они являются законными целями украинской армии, и они являются их военнопленными. Поэтому мы говорим, это русские террористы, даже если это этнические чеченцы. Мы их не защищаем, в отличие от русских. Мы говорим, они преступники,
Международные военные преступники, даже если они приходят с оккупированной территории Чеченской Республики. Мы всегда призываем в какой бы то форме, если вас забрасывают, не воюйте, сдавайтесь, не будьте в составе русских террористических банд. Это наша позиция. Понимаете, вот что мы хотим донести. Давайте потом я ради. Да, я еще добавлю по этой теме, да, и, в принципе, я все свои мысли уже высказал. Да, я еще добавлю насчет этого, то, что вообще вот этот термин «кадыровцы», он, в принципе, появился именно из-за нашей вот солидарности, да, к вам. Поэтому, ну, мы же не называем там путинцы, да, ну, как бы всех, кто к нам приходит. Это тупо звучало, да, и вот эта риторика, да, там, псевдо-хороших русских, да, типа, что путинский режим и так далее. Ну, бляха, как бы этому режиму уже 1000 лет, и он как бы всегда был, этот режим, да, ну, и как бы, ну, Путина заменит кто-то другой, и что, и то же самое, и что, опять приходить, да, придут нам с оружием, и опять вся эта катавасия, снова мы будем погибать, снова они будут рассказывать, что у них там режим, там, не знаю, кого-то другого, там, не знаю, даже кого назвать. Вот. Ну, то есть, понятно, да, идея. Потому что они уже к нам приходят не первый раз, и все это вы знаете. Сколько, они уже к вам приходили, и к нам приходили по 10 раз, вырезали там, да, нас, ну, как бы, смысл понятен. А вот поэтому у нас кадыровцы, это мы именно из-за того, что мы хотели отделить, да, как бы понятие, ну, потому что как бы Чечня, она оккупирована, соответственно, Кадыров – это ставленник Российской империи, ну, соответственно, все, кто его окружение, да, все, кто его поддерживает, свита, это кадыровцы. Ну, логика понятна, да? Вот. Вот это единственная, кстати, ситуация, когда мы так поступили, когда мы выделили конкретно, ну, вот этот момент, да. Больше такого нет. Мы там не говорим, там, что там у бурятов, да, какой-то есть там их местный там наместник, и мы не называем их именем ихнего наместника. Именно потому, что они не боролись там, да, как-то не проявили свое желание, ну, по крайней мере, в какой-то форме, которая была бы нам видна, да, может, там это есть, мы просто до нас это не доходит, да. Но вот мы об этом факте не знаем, поэтому, ну, вот то, что мы видим, да, можем оценивать. А в Чечне, там выборы были. Соответственно, она оккупирована, соответственно, наместник и Кадыров, и его свита, его банда, это кадыровцы. Вот, все сказал. Олесь, дайте мне прокомментировать. Здесь одна непонятная ситуация есть. Вот это тактические какие-то мысли, вот пришли с оружием, ну, естественно, там, ЗСУ должно защищать свой народ, свое государство. Об этом нет. Вот это вся кадыровцы, не кадыровцы, это все медийная история. То есть речь идет именно о пропагандистской войне. Вот что там правильно, что неправильно. Вот, потому что пропаганда в головах создает какую-то картину. И вот называть чеченцев даже кадыровцами тоже неправильно, потому что... Поэтому мы не называем чеченцев кадыровцами, мы называем кадыровцами свиту. Вам следовало называть оккупированные чеченцы. То есть на нас напали оккупированные чеченцы, оккупированные. А когда вы говорите кадыровцы, это все, это полдела всего лишь. Потому что есть, например, глава Ингушетии Калиматов, вот, не называют калиматовцами их, или там Васильев, Дагестаном, Васильевцы. То есть вам просто следовало их называть русские или российские войска. Ни в коем случае. Потому что вся вот эта медийная... Когда государство борется с пропагандой врага, то есть надо всегда слушать, что делает враг. Вот кадыровцев рекламирует российское государство. Значит, Украине делать от противоположного идти. Делать наоборот, а не поддерживать вот эту рекламу. Потому что это делается специально. До начала войны у нас есть записи, мы предупреждали украинцев. Здесь, в Европе, предупреждали, говорили, что русские специально раскручивают Кадырова, делают из него какую-то независимую фигуру, специально, чтобы на него все грехи списать. Пожалуйста, не поддерживайте. Вообще, это просто обыкновенный чиновник. Вы же не говорите вот этого бурятского чиновника, там, не знаю, краснодарского чиновника, или там Аксенова не рекламируете. Аксеновцы напали на Украину. То есть это просто марионетка оккупированной территории. Она абсолютно не играет значения. Абсолютно. И можно добавить? Сейчас я закончу. Мы всех предупреждали, пожалуйста, не рекламируйте его, пожалуйста, потому что русские спишут на него все преступления, скажут, Путин же тоже сидел
и выступал в Европе и говорил, и мы чеченцам дали выбрать Кадырова, они там независимо занимаются своими делами. И вы как бы вот эту путинскую позицию, называя их кадыровцами, еще какими-то дыровцами, поддерживаете. Хотя пропаганда должна действовать противно, смотреть, что враг говорит, и противодействовать, то есть противоположно. А здесь получается в унисон. И Путин кадыровцы, и Кремль кадыровцы, и Украина кадыровцы. И вот это неправильно. Лучше бы вы называли оккупированные чеченцы. Вот на этом вот сейчас против нас выступают оккупированные чеченцы. Нормально? Можно добавить? Да, я потом добавлю. Сразу можно даже сейчас найти подтверждение твоему сейчас спичу, зайти на канал Золкина, закинуть этот эфир Вени Видевича с ним и посмотреть, какой комментарий он закрепил. Русские украинцы, ну, утрированно скажу в двух словах, русские украинцы – это братья, вся эта война нужна олигархам. И в конце… Пожалуйста, зачитайте полностью, без изменений, я вас умоляю. Да, сейчас, секундочку. Важно, зачитайте, пожалуйста. Да, без проблем. Вы давали присягу защищать Родину от врагов, а не воевать украинским народом. Война с Украиной – преступление, у которого нет срока давности. Это война на руку врагам России. Это не ваша война, это не наша война. Это война Путина за власть и деньги. Это война его подельников, миллиардеров Ротенберга, Тимченко, Якунина, за их обогащение. Помните, вы сражаетесь и умираете за них, а не за Россию. Борис Немцов. То есть кадыровцы какие-то ведут какую-то агрессивную войну на повестке дня, это в информационном поле. А русские, короче, ни в чем не виноваты, это война там Путина одного, тот дух русский, мы славяне там, давайте единым, англосаксы против, за который русские идут и просто зная, что они сдохнут, на этой идее готовые подыхать, дохнут. Это действительно идея, и не стоит ее недооценивать. А тут нам, короче, отводят глаза, типа, нет, русские, украинцы, мы братья, это там он, олигархи, короче. Кто был никем, тот станет всем. Забирай у богатых, раздавай бедным. Причем тут вообще Ротенберг, Тимченко, Якунин, они что ли там воюют? То есть, что я хочу сказать? То, что ты говорил, Тесла, и Хусейн Исханов выступал на украинских, там, ну, интервью у них, вызывали они его пару раз, но поскольку он не повелся на эту продаваемую вот эту повестку, типа Кадыров, кадыровцы, и сразу же обрезал этот момент и сказал, что Кадыров это никто, какой Кадыров вообще говорите, это просто ставленник, губернатор в каком-то районе, просто раздутая фигура. И все, они больше его не вызывали. Пару раз вызвали на украинский. То есть это не продается. Продается кадыровцы, продается чеченцы. Во всем мире продается, даже в Европе. Просто слово добавлю, извините, что когда любой африканец, любой там мусульманин какой-то, иракец, араб что-то делает там, убивают, они же каждый день там насилуют. Швеция, город Мельме, это столица изнасилований. Там эти черные мусульмане, арабы там насилуют каждый божий день на этих шведок. То есть ни одно, даже просто сразу категорически там вплоть до судебных разбирательств доходит, если даже просто национальность укажут преступника, либо скажут просто мигрант. А когда чеченец этнический совершает преступление, то во всех заголовках большими буквами чеченец отрезал голову, чеченец взорвал это. То есть это продается. И, к сожалению, большое количество людей на сегодняшний момент это просто толпа, которая руководствуется стадным инстинктом. Спасибо за внимание. Коротко совсем. Ты ж фразу я одну тоже добавил, что да, вы закончите. Ира, 10 секунд, Луаса. Да, вы закончите.
10 секунд. И на интервью Золкина, вот этот Золкин отказался называть, то есть это русским, как бы, русским вторжением, русской войной. То есть типа это россияне, не надо говорить русский. То есть он там оборвал, сказал, не говорите русский. Все. Пожалуйста, говорите. Русские бедные. Да, как как не обращаться к этому Ачи, да, у него? Смотрите, Без разницы. Его имя, Ахиллес. Ахиллес, да, точно, Ахиллес. Да. Ахиллес, я бы хотел к вам обратиться в лице вас, точнее, к украинскому обществу. Вот когда вы берете пленных чеченоговорящих людей, посмотрите на них, изучите их чуть-чуть, задайте элементарные вопросы, хотя бы знают ли они, что они оккупированы, у них сейчас территория или нет. Я почему это все к этому свожу? Потому что, еще раз я повторяю, Путин, когда военные действия у вас начались, он обратился к своей нации и сказал то, что принимает всю ответственность того, чего они делают, все зверства, которые совершают на вашей территории. И он добавил очень важный момент, то, что все забудется, он говорит. Это не я придумал, вы можете поискать на интернете, по-моему, мартовский или февральский, конец февраля выпуск, где он обращается к народу российскому. И вот там он говорит то, что все забудется. Вот теперь посмотрите на этого чеченца, которого вы взяли в плен. То, что он даже не знает, то, что они оккупированы, он совершенно не в курсе, какие зверства та же самая военная машина России творила на его территории. И вы вот этот человек вам должен быть примером, то, что то же самое они над вами вытворят. И тогда за что нас судить? Единственная претензия к вам я бы оставил, не отрицаю. Я понимаю, это враг, это преступники, те, кто на территорию с оружием к вам пришли. Но если они попадают в плен, будьте тогда максимально цивилизованными людьми и соблюдайте Женевскую конвенцию 1949 года о военнопленных. И покажите именно своему народу, какой стимул, для чего они должны вести борьбу, для чего мы все должны вести борьбу. Потому что в конечном итоге нас вот так же обратно одурманят и навяжут нам эту пропаганду, какую хотят. Вот и все. Я пару слов просто добавлю к сказанному. Архилес, если планы России, русские, неважно, вот это империя, не до империи, сбылись бы, и за 2 недели они успели бы вот это все провернуть в вашей стране. Через 10-15 лет вы убивали бы ваших соседей, поляков, не знаю, там, сколько у вас округ этих стран балтийских. Вас бы Так мы это и делали. Мы это и делали. Как бы история повторяется в данном случае. И Вот чеченцы уже были в оккупации, мы были в оккупации. Это уже все пройдено. Просто в этот раз, я думаю, оно немножко иначе уже будет, да? Потому что они уже конкретно начали на этническую составляющую бить. Такого раньше не было. Это уже, они уже лишают нас права вообще на существование. Такого до прошлых оккупациях не было, да? То есть, опять же, они когда в Чечню вошли, они же не говорили, что чеченцев не существует, да? Что вот это выдуманные чеченцы. Такого же не говорили, правильно? Сейчас они говорят про то, что украинцев не существует. То, что они, ну, грубо говоря, не имеют права на существование, нас просто, ну, недвусмысленно уничтожат. Выгонят там, да, ну, как бы понятно, да, это уже и так куча людей повыезжала, куча людей напугана, да, и как бы, ну, результат этого уже есть. Я уже молчу про то, что будет, если они добьются. Поэтому я абсолютно с этим согласен. Насчет того, что ранее говорили, да, то, что доносить. Кстати, насчет Женевской конвенции, я думаю, что в этом плане, ну, кто смотрел эти интервью, и вообще кто, в принципе, в теме, да, что так как мы выполняем эти конвенции, я думаю, их никто в истории не выполнял. И это на фоне того, что они, как они с нашими, да, поступают. Ну, по сути, ну, посмотрите фото, как наши пацаны приезжают, там, женщины, да, ну, как они выглядят, что с ними, ну, что им рассказывают, да, что с ними творят. И никакого доступа, там, Красного Креста, еще какие-то международные организации, никакого доступа к ним нет. Тех же азовцев, да, их вообще еще, ну, вот уже сколько, за последнее время вообще ни одного не освободили. Освободили там тех, кто коллеги, там, ну, ранены были.
Вот, и командирский состав высший. Все, больше никого не отпустили. Морпехов, кстати, тоже. Еще раз, Дорогие друзья, 10 секунд. Можно я закончу? Ахилл, подожди. Вот как вы закончите, я хочу, чтобы, для наших слушателей, у нас другой украинский гость, Красовки. Как вы закончите, давайте, дорогие друзья, дадим слово нашим украинским гостям. Красовки после вас. Хорошо, Ахилл? Заканчивайте ваш да. Насчет посыла, да, который вы говорите, что доносить до них то, что они там, что чеченцы в оккупации, да, что там была борьба. Насколько я смотрел эти интервью с чеченцами, то именно это Дима и делал. Брал, кто не знает, Дмитрий Карпенко брал интервью у них, а не Вова, не Владимир Золкин. Так вот, в принципе, посмотрите посыл, по крайней мере, у 2 людей он такой и давал. И причем он там посадил даже, я не помню, какого-то грушника, кажется, да, он посадил грушника, посадил чеченца, и он как бы показывал там хронологию событий, что происходило, да, там, как бы это делается. Вот. Нет, я хотел бы, чтобы он, если возможность есть такая, если он задает, чтобы он прокомментировал это. 10 секунд. Я всем даю слово, вы же знаете. Нам очень важно мнение наших украинских гостей. Красовки – это украинский гражданин, мы дадим ему слово, а потом Яраня вы. Красовки, пожалуйста, говорите. Я не украинский гражданин, я гражданин России. У меня вопрос к украинцу. Хорошо, это для нас еще лучше. Давайте говорите ваши реакции. Вопрос аналогичный украинцу хочу задать. Он спрашивал, кто такие русские. Если коротко, пусть ответит, кто такие украинцы. И да, я военный. Хорошо. Ахилл, вы хотите ответить на этот вопрос или можете пропустить? Да, почему нет? Украинцы – это народ, который сформировался на нашей территории расселения, да, котел народов, грубо говоря, который имеет свою культуру, историю, традиции. И, соответственно, язык свой имеет. И, соответственно, в этом котле, да, в своей культуре, мы, как нация, сформировались. В принципе. Ахилл, извиняюсь, я вас перебью. Это русский военнослужащий российских террористических вооруженных банд. Красовки, вам вопрос. Кто для вас чеченцы? Смотрите, украинцы, слушайте наш разговор с русскими военными. Кто для вас является чеченцем? Вот вы русский военнослужащий, террорист, международный преступник. Вам вопрос. Кто для вас является чеченцем? Как понять? Этнический чеченцы – это народ такой. И являются врагами России, русского этноса, русских или нет? Вы же пришли к нам с войной, вы же нам навязали свое государство, вы же убили более 35% чеченского населения, и 1/3, более 350 тысяч чеченцев вынуждены эмигрировать в страны Запада и другие страны, Америка, Австралия. И вы установили оккупационную власть на территории Чеченской Республики. Вы оправдываете действия вашего государства, русского террористического образования на территории Чеченской Республики или нет? Нет, не оправдываю. Хорошо. Тогда вы соглашаетесь с тем, и вы признаете право чеченского государства, чеченской нации, и признаете ли вы государственный суверенитет Чеченской независимой суверенной республики? Нет, вы вопрос 2 задали. Вы спросили, являются ли чеченцы врагами. Когда войны нет, они не являются. Когда, если будут воевать, они будут являться врагами. Вы же приходите к нам с войной, мы же к вам никогда не приходим с войной. Вы эти как вы манипулируете. Вы признаете чеченское государство как независимое суверенное государство, которое находится под оккупацией русского террористического образования? Вы признаете этот факт сам исторически или нет? Вопрос интересно, конечно, сформулирован. Нет, не признаю. Короткий ответ. Вот смотрите, дорогой Ахилл, это реакция русского международного преступника, военнослужащего русской террористической банды на вопросы чеченского гражданина, который вынужден жить и скрывать свое лицо, а также голос за пределами своей исторической родины. Как с такими людьми мы можем говорить? Они же международные преступники. И мы не можем дать себя ассоциировать с такими международными военными преступниками. Ахилл, если хотите, можете прокомментировать, добавить или задать вопрос. Вам что? Да, я думаю, всем все понятно. Если человек считает, что если была война, и она закончилась оккупацией Чечни, да, он считает, что это все, это уже мир настал, да, то есть они оккупировали народ, да, поставили там наместника своего, там террор производит. И на этом война закончилась, все в мире, а потом, когда чеченцы захотят освободиться, это же война будет, да, так понимаю. Тобто, если там какие-то отряды будут, да,
чеченцев, которые будут бороться там за свободу, это значит, что уже война с Россией, я так понимаю? Ну, конечно. Ну, так правильно, ничего удивительного. Ну, это имперское, Вы обычное поймите, имперское мышление. независимость, это даже и до больше к чеченцам, чем к тебе. Независимость никто никогда не отдаст. И нам бы ее на месте чеченцев тоже никто не отдал. Ее нужно завоевать в любом случае. Так же, когда-то и мы ее завоевали. И никогда ты не От будешь белым кого? пушистым От всем кого вы никому. ее завоевали? Независимость. Кто из вас завоевал независимость? От чего, от кого? В Кто мы числе твоей вообще? любимой Украины. От Украины в смысле? В каком смысле от Украины независимость? Все, давай без полемики, ты все прекрасно понимаешь. Я не понимаю. Объясни. На самом деле, Смотрите, Акил, подождите, я выступлю сейчас модератором. Дорогой наш, недорогой наш гость, потому что, но смотрите, это очень важный сейчас момент, это может быть даже очень важно для украинцев и для русских. Это платформа независимая, мы беспристрастны. Дорогой или недорогой наш гость, а мы уважаем всех гостей и даем им право, даже если они являются нашими идеологическими оппонентами, врагами даже, если они наши враги, которые будут на нашу территорию с оружием нас убивать, мы даем им слово. Кроссовки, если вы оппонируете с Ахиллом, гражданином Украины, пожалуйста, без вот этих вот ваших наскоков, неуважения и вот этой ругани, перебранки, просто отвечайте на вопрос, или не отвечайте, или пропускайте, но чтобы был конструктив. Ахилл, вам ясно, пожалуйста, говорите. Да, Да, я вроде отвечаю, не грублю никому. Без хамства. Ахилл, говорите, что вас интересует, почему, что вы хотите донести до русского общества? Вот это независимая площадка, говорите, мы вас... Да я не вижу смысла ничего туда доносить, вообще никакого. Они ни на что не влияют, в принципе. Ну, то есть, в чем смысл? Что, в принципе, вот просто берем за основу историю, да, вот чтобы что-то спрогнозировать, нужно посмотреть, что было до этого. Да, и как бы если они 500 лет ничего не делали, все, кого берут в оккупацию, их перемалывали, да, то есть делали из них, ну, эту субстанцию, да, такую, без этнических своих каких-то принадлежностей, то, соответственно, что от них ожидать? Ну, если они что-то захотят сделать, и кто, ну, как бы, кого-то что-то не устраивает, они сами сделают, им не нужно мои слова, в принципе. Как бы мы, как украинцы, мы постоянно, все время, что мы там были в оккупации, так или иначе, постоянно какие-то были попытки, какие-то движения. Да, они были часто не массовые, да, ну, потому что я уже говорил свою мысль, да, что, в принципе, большинство в любом народе, это, в принципе, люди, которые приспосабливаются, они пытаются выжить, да. И единственная их, в принципе, функция в этом режиме – это просто передать свою кровь, да. Ну, как бы просто потомство свое передать. И в каждом народе, в каждой нации есть, соответственно, люди, которые как бы стремятся, да, к независимости, к свободе, да, к каким-то ценностям. Они за это борются. Это всегда меньшинство, это не секрет. Но именно эти люди стают как бы воодушевителями, вот, и с них там берут пример, да, и, соответственно, так история рождается народа. И, в принципе, так народ независимым и встает. Это все. Ахилл, вы из кого пример берете? Хорошо, это, пожалуйста, Алексей, у вас на аватарке русский какой-то боец, международный военный преступник. Это я есть. А вы... военнослужащий? Хорошо, подождите. Я вам дам слово. Дам слово, подождите. В отличие от вас, мы даем слово всем. У нас здесь свобода слова. И гласность, а также прозрачность. Мы своих слушателей уважаем. Пожалуйста, если есть возможность, как хотите, представьтесь, вы являетесь для нас, для меня лично, сейчас я вас представляю, русским военным международным преступником. Пожалуйста, вам слово, говорите. А вы с чего это взяли? Что мы русские военные преступники? Вы вроде бы собирались как бы не хамить. Я говорю, вы слушайте. Вы же вроде тут говорили до этого товарищу моему с России, что вы тут никому не грубите, никого никак не провоцируете. Вы с чего взяли, что я, что товарищ, вот, который мой до этого был с России, что мы русские военные преступники? Вы к какому-то международному праву относитесь? На какие-то нормативно-правовые акты опираетесь? Это раз. Во-вторых, Ахилл, вы там говорили, что вы брали пример с кого-то. Вы с кого сейчас берете пример? Как уроженец Украины? Я беру пример с украинцев, соответственно. Ну, кого конкретно? Со всех.
кто боролся Ну, за со свободу всех это Украины. понятие нерастяжимы. Я со всех, кто боролся Можно за свободу очередь Украины. Я занять тебе что, буду сейчас основу. перечислять, что ли? Ибрагим, Ну, ладно, я тебе это говорю, Россия, ну, Украина здесь. Пожалуйста, не как бы, вмешивайтесь. это не один человек, это сотни, это тысячи, это миллионы людей. Я тебе что, сейчас всех Ну, перечислять буду? один пример. Не надо на «ты», я на «ты» не переходил. Шухевич. Просто. Шухевич. Знаешь, кто такой Шухевич? Я знаю. Бандеру вы там прославляете, да? Вот меня Я, вот ты, ну, ты интересует. мне, и как бы понятно, Я, что ты сейчас я говоришь. еще раз А говорю, какая на у «ты» тебя я не претензия? Ну, переходил. подожди. И не надо Какая у тебя переходить на претензия «ты». к Бандере? Вот какая у тебя к нему У претензия? меня не претензия, у меня просто к тому, что вот вы там, большинство из вас, кто сидит, вы там не были. Ни в одном окопе, ни в одном поле. Не были, конечно. Они говорят, не знают, о чем говорят даже, вояки. А какая... Вы... ну, подожди. Какая Большая, разница? стойте. А разница Какая в том, разница, был я там или нет? что когда у Только вас... русские воевали, черт возьми, что вы тут сидите и разговариваете? Только русские войны, мать вашу. Свободе, формат. Антитеррор, приходи под Бахмут, Подождите. повоюем, Лошара. Не вынуждайте выключать микрофоны наших технических Да. модераторов. Подождите. Ребята, Сейчас, подождите. Алексей, жду. подождите. Алексей, подожди. Так, дорогие чеченцы, это нейтральная площадка для русских и украинцев. Два военных русских террористических банд, международное сообщество признало... Сейчас, дайте закончить, я вам дам возможность. Я же вам даю слово. Послушайте его. Выключайте микрофон. Вы фоните. Это нейтральная сейчас площадка для того, чтобы могли друг с другом пообщаться в какой бы то ни было форме, хоть в агрессивной, но в корректной форме, наши друзья украинцы и наши идеологические оппоненты, а также враги, военные преступники, русские международные террористы. Это весь цивилизованный мир признал. Есть резолюции ООН, которые вас принимают как русских международных террористов, потому что вы на военных преступников, потому что вы напали вероломно, кощунственно на территорию независимого суверенного украинского государства. Это факт. Это факт юридический, правовой, международный. И призываю наших чеченских слушателей, я вас прошу, просто умоляю, чеченоговорящих, не вмешивайтесь, дайте поговорить украинцу и русским. Давайте, говорите. Сейчас такой общий вопрос тогда. Если, как вы говорите, типа ООН признала нас международной террористической организацией, хотя это документально нигде не подтверждено, это вот на словах, также вот в таких же группах, как вы сидите, диванные эксперты. Вопрос в другом. Когда в Одессе сжигали дом управления с людьми, не помню, 4 или 2 мая, что-то их никто не признал террористами. А разве это не террористический акт? Тот, кто руководил этим поджогом, почему в России сейчас? Формат, собор, пожалуйста, я вас умоляю. Чеченоговорящие слушатели, когда в окопах мы находим нацистские знаки после украинцев, свастику, когда мы находим со всякой литературой этой нацистской, азовцы, которые зигуют везде, это не террористы? Почему мы террористы, когда мы освобождаем людей от вот таких вот нацистов? Что вы сразу замолчали? Подожди. Это сейчас Чечню вы тоже освобождаете? Я сейчас буду вас вынужден всех выключать. Не слышите? С вами говорит русские этнические военнослужащие или нет? Я хочу просто знать, с кем мы имеем дело. Я военнослужащий. Там видно даже на фотографии. Я даже ни от кого не скрываю. Вы русский там, этнически русский? Я русский. Вы же на территорию Украины пришли. Кто вас туда звал? Зачем вы туда пришли? Если бы мы не пришли, то товарищи бы, куда они хотят, украинцы, в это ЕС и НАТО, они бы пришли к нам. Вы посмотрите даже ту же карту, как уже вот эта чудо-структура ООН сближается вокруг России. Нам по барабану, пожалуйста, у Украины нейтральный статус, да не вопрос. И чтобы не было ущемления российского народа. Сейчас в Чечне... Алексей, подождите, дадим слово потом вам. Кто вам давал право решать за суверенное 50-миллионное государство Украина? Кто вам дает право решать, как они должны жить и какой у них должен быть статус? Вы кто такие вообще? Ну, если вы еще раз посмотрите
те же новостные каналы, то вы увидите, что люди, которые власть, так сказать, в областях, они обратились к нашему президенту за помощью. Это раз. Во-вторых, поднимался вопрос Чечни. Если вам так плохо жилось в Чечне, да, вы говорите, вы все там оттуда поуезжали. Почему сейчас в Чечне? Сейчас Я не вопрос ухожу, об Украине. я Чечню мы уже не обобщаю. обсуждаем. Чечню мы не обсуждаем. Я вам еще раз говорю. Украину. Я вас так буду закрывать, если вы не будете отвечать на правильно поставленные вопросы. В смысле, Сейчас так мы вы Чечню не дослушайте, а не обсуждаем. перебивайте. Мы Я говорим понимаю, про что цель ваша Украину. заткнуть Мы рот. говорим про Украину. Мы говорим про Я вам Украину. еще раз говорю, Независимая. вы не перебивайте. Вы видите, вы Слушайте, перебиваете. подождите, я Вы вам дам хотите ответить. слышать, Я вам дам что ответить. Я вам дам надо ответить. вам? Я вам дам ответить. Я вам дам ответить. Свободел Новчи, Свободел Кузюк и Цам Малялыш. Я вам дам ответить, Алексей. Вас о Чечне не спрашивают сейчас. Вам говорится и задается вопрос. Модератор этой площадки, нейтральной площадки, даже если я являюсь этническим чеченцем, но я всегда дам возможность всем ответить и сказать. Я являюсь модератором этой нейтральной площадки, слово дается вам, а также нашим украинским гостям. Вам вопрос. Украина, мы обсуждаем Украину, мы не обсуждаем Чечню. Кто вам дает право нападать на Украину? Он убежал, видите, он убежал. Вот такие вот они мерзавцы. Подлые мерзавцы, которые не отвечают на правильный вопрос. Он убежал, просто вы его... Подождите, да. Я вам задам вопрос, вы отвечаете. Хорошо. Мы Чечню не обсуждаем. Мы обсуждаем суверенное, независимое, международно признанное в ООН, являющееся членом ООН, Организации Объединенных Наций Украины. Кто вам дал право решать за Украину, что и как делать, и какой вектор на внешней политике они должны быть? Отвечайте. Мы вас слушаем. Отвечайте, кроссовки, отвечайте, мы вас слушаем. Услышал. Ну, вы говорите, кто дал право. Ну, как это право? Решили так, вы зашли туда. Зашли туда, потому что у вас сомнения, вы говорите, что они бы к нам не пришли. Они пришли бы еще как. Так же, как и пришли, только в другом виде. Независимость есть всех республик СНГ, особенно там азиатских. И что они там все в России тусуются? А там бы с оружием пришли бы. Так что зря вы под сомнение факт ставите. Ахилл, у вас есть возражения по этому поводу? Вы хотели к ним прийти с войной? Так, ну, я буду так по частям, да, потому что много было сказано. Ну, во-первых, факт, что ты, то есть в будущем числе это факт, да, я так понимаю. То есть ты говоришь о сценарии гипотетическом, что если вы типа на нас не напали, то мы вас напали. Это гипотетический сценарий, да, это ты так думаешь, точнее тебе так сказали думай, да, что ты так должен думать. Если ты что-то имеешь против, мы тебя посадим. Вот, это первое, ну вот, про последнее слово. Потом вообще про саму логику, да, то есть империя, самое большое государство в мире, да, с самыми большими ресурсами в мире, оно такую логику, да, значит, себе создало, да, то, что, значит, какое-то государство, оно как бы несет угрозу, да, они по телевизору это все проталкивают, что вот оно несет угрозу, соответственно, мы имеем, ну, мы как бы приходим в него и осуждаем его, оккупируем, просто потому что мы так решили, что они несут для нас угрозу, потому что там нацисты, еще кто-то, бляха, ну, логика, ну, так можно тупо на всех напасть, и именно поэтому, кстати, НАТО расширяется, это оборонительный альянс, который ни с кем, ну, оккупационные войны не вел, ни с кем. Поэтому, и, кстати, наибольшая волна его расширения, она произошла именно после того, как вторжение было в 2022 году. И что сказал тогда Путин, когда Финляндия и Швеция подали? Окей, пускай уходит, не проблема вообще. Ну, как бы это его слова. Ну, и как бы комментировать на свои каналы пропагандистские России как источник информации, ну, бляха. Типа, это что, факт? Ну, то есть, ну, это просто ложь. Просто ложь. Включайте ваш микрофон, сейчас говорит Ахилл, вам дадим слово. Пожалуйста, вы фоните, за вас фонит. Ахилл заканчивает. Алексей, военнослужащий, вам говорится, пожалуйста, выключайте свой микрофон, это говорит Ахилл. Потом вам дадим слово. Ахилл, заканчивайте. Ахилл, украинец, заканчивайте. Вы закончили свою мысль? Да, в принципе, я уже просто смысл утратил, но, в принципе, я могу и дальше продолжить эту мысль. Ее можно, в принципе, вечно про нее говорить, потому что, ну, тот уровень, ну, просто лжи и, ну, просто это настолько вопиющая наглость, просто наглость,
да, вот эта вот логика, когда мы решаем за кого-то, как они там должны жить, и вот мы выдумаем там всякие сценарии, вот вы будете так жить. Ну, как бы он сам говорит, да, что если, типа, хотите свободы, вы должны бороться. Ну, так мы и боремся, только вы не боретесь, да. То есть у вас там царь сидит, вот, что хотят, то и делают, да. И никогда вы за это не боролись вообще ни за что, в принципе. Вот, ну, просто прошу, были просто перевороты и все, которые решались там элитами местными, и все. То есть, как бы, нас в том, что мы за что-то там не боремся, нас не обвинишь. Но, как оказывается, можно просто сказать по телевизору, что у нас там, типа, нацисты. Да, 900 тысяч сейчас в армии, да, и постоянная мобилизация, да, ну, тобто ротации ж идут. Соответственно, там уже через армию 1,5 миллиона прошло, да, и все нацики, да. То есть мы сами выбрали себе нациков, да, ну, по логике, да, сами пошли в нашу армию, там, да, и так далее. Ну, это, конечно, очень смешно. Хотя я уже наперед скажу, да, сейчас скажу там про бусификацию, про там 10 этих случаев про бусификацию, да, типа, что мы там заставляем, да, это при том, что миллион людей в армии, ну и как бы там 1,5 миллиона людей, да, и 10 случаев бусификации. Это типа, да, вот смотрите какие, да. То есть, а что нам капитулировать? Ну, как бы логика в том, да, смотрите, какие украинцы, да, как бы воюют за свою свободу от оккупанта, да. Ну, логика как бы, ну, как бы я даже не хочу это комментировать всерьез, потому что это просто тупо повторение их пропаганды, просто. Как бы это все уже обговаривалось, это все всем понятно, и я не вижу смысла никакого этого бить, потому что все люди, которые это понимают, они это понимают. Все, кто этого не понимает, и как бы им ничего не надо объяснять, они как бы на своей волне, и как бы их убедить может только одно, да, когда они столкнутся с плодами, да, своей работы, да. Точнее, не работа, а бездействие. Вот, точнее, да, точно, вот тут правильно, бездействие с плодами. Когда они просто там на диванчике сидят, да, и вот, бей хохлов, так, как круто. Все выдумано, буча выдумана, инсценировка, короче, все тупо. Все их задокументированные преступления, это все выдумано. Тупо все, да? Ну, окей. Все Как бы, правильно, Ахиллес, ты говоришь. Все выдуманная пропаганда. Дайте слово, уважаемый модератор. Ой, представьтесь, кто вы? Можно слово? Я из ДНР. Алексей, давайте после Алексея. Алексей, у вас есть что-нибудь сказать? А потом вы из ДНР. Алексей, говорите. Хорошо. Да у меня-то есть много чего сказать. Просто я вот вообще не понимаю. Ахилл начал за одно, закончил за другое, перевернул на третье. Каких-то диванных экспертов. Так тут я говорю, тут из всех, вот сколько я просмотрел, тут все диванные эксперты, за исключением 2, которые реально находятся сейчас на передовой. А остальные только рассуждать. Вот этому Ахиллу, ну чисто мое мнение, ну лет 25. Ну что ты видел? На Майдане скакал, и то навряд ли. Если ты так топишь, что говоришь, что вы там нациков не выбирали, хорошо, почему вы не пошли за Беркут, за тот же? А вы жгли его на Майдане. ну, У вас подожди. справедливость. Вообще, а кто ты такой, чтобы вообще высказывать мысли про то, что происходит в чужом доме? Кто ты вообще такой? Вот почему я, человек Почему из вы вообще Украины, оценки гражданин ставите? Украины, Я не понял. должен перед Зрителям. тобой... Не перебивайте, зараз можно тишину? Тишину, пожалуйста. Кто ты такой, что ты будешь гражданину Украины пояснять, что он там что-то не делал, как он должен был делать? Кто ты такой? По какому праву? Хорошо, аналогичный вопрос. Кто вы здесь все такие, чтобы что-то говорить, якобы мы террористы и еще что-то? Ну кто вы тогда такие? Да никто. Правильно? Ну, так, а смысл тогда ты же мне сейчас так ответил. Ты же мне так ответил. Соответственно, я тебе то же самое говорю. Ты никто, ты диванный эксперт, знаешь, который как это сидишь называется? и ни хрена Нет, не подожди. делаешь. И ничего не Подожди. знаешь. Ну, так смотри. Да не подожди, я тебе так говорю. Понял меня? А я в первую очередь человек. Дайте сказать. Я Да? буквально 10 Что минут тебя назад слушать? озвучил. Я тебе говорю, То, ты что- сидишь вот на диване, либо перед компьютером, Да, блин, да, и так кроме есть. как Да, тыкать так и в клавиатуру и в есть. кнопочку, Отвечайте Да. на ты больше вопросы. ни хрена не держал в руках. И Да, так и большинство есть, это тут. правда. В чем Вот, проблема? а что ты тогда можешь рассказывать людям? Не, так просто, ну, и он ушел, ну, просто я 10 минут назад сказал, что есть приспособленцы. Акил, услышьте Да. меня, не переживайте, мы здесь контролируем ситуацию, антитеррор, формат, наш светило исламских наук, пожалуйста,
без эмоций. Мы понимаем, что вы хотите. Мы вам дадим Можно я его. мысль закончу, да, чтобы я ее не Подождите, утратил? Ахил, закончить дадим. Алексей, если вы будете продолжать в таком тоне, вам микрофон мы включать не будем. Нам здесь зверье не нужно. Нам нужен конструктивный диалог, какой бы он ни был. Ахил, заканчивайте ваше мнение. Ваше мнение. Да, я 10 минут назад сказал, да, что есть люди, которые просто приспосабливаются, да, просто выживают. Есть люди, которые готовы бороться, у них хватает там морали, духа, да, и так далее. Это всегда меньшинство. Я отношусь к большинству, да, те, которые не готовы, там, да, по каким, ну, неважно по каким причинам. Это не лишает меня права, свободы, да, грубо говоря, которые выбрали мои соотечественники, и те, которые ранее за нее боролись, да, чисто по праву принадлежности к этому народу. Как бы есть женщины, да, что может женщина предъявлять такое? Что ты не борешься, что ты не в траншее сидишь, да? Да, что ты детей-то воспитываешь? Что дети не борются, правильно? То есть, что старики не борются, правильно? Вот все же, давайте все бегом с оккупантами российскими, потому что они такой, потому что это для них аргумент, да, типа, и аргумент чего, да, вот он говорит там нацики, то есть по твоей логике все, да, ну, то есть, чтобы ну, как бы вы защищаете от нациков, да, значит, это, условно говоря, там какое-то меньшинство, какие-то там, не знаю, там несколько тысяч людей, да, или не так, да, или выходит, что у нас 1,5 миллиона нациков, да, в армии, это логика интересная, конечно. Ну, типа, ну, как бы что-то комментировать. Когда просто двойные стандарты, он как бы сам себе противоречит во все, что он говорит. А это неудивительно, потому что просто когда у человека нет принципов... не считают нациками, не передергивай. Что-что? Мы не считаем вас всех поголовно нациками. Кто мы? За кого ты говоришь? Русские. Вы, кстати, вопрос тут поднимали, кто такие... А, ты задавал, кто такие русские. Есть такой народ, так же, как и украинцы и чеченцы. Относятся к славянам, так же, как украинцы или чеченцы, к войнахам. Прошу, подождите, дорогие друзья. Кроссовки, здесь не обсуждается сейчас чеченский вопрос. За войнахов чеченцев прошу вас не отвечать. За них ответим мы перед украинцами. Отвечайте за себя. Вы русские, отвечайте за ваши международные военные преступления перед украинским гражданином и государством Украины. Вот и все. Отвечайте, не трогайте. Алло. Могу говорить? Да, говори. Насчет русских. Кстати, вот чисто по моему мнению, да, как бы, вот как раз-таки, когда русские появятся... Вас прервало. Вас не слышно, Ахил. Вас не слышно, Ахил. Вас выбило, Ахил, кажется, вас выбило. Давайте тогда, знаете, пока Ахил настраивает свою связь, у нас был гость из ДНР, так называемый ДНР, бандитского образования, которое Россия установила на территории оккупированной Донецкой республики, Донецкой области, государства Украина. ДНР, где вы тут? Преступник Да, из я ДНР. здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые русские. Витаю украинцев. Ассалам алейкум, мусульмане. Вот я много здесь слушал, видел. Трудно сказать. Моя мать русская, отец украинец. Кто я без паспорта в ДНР? Это можно риторический вопрос. Конечно, война была, есть и будет. Не будем искать, кто прав, кто виноват. Я без паспорта здесь нахожусь, потому что мой украинский паспорт разорвали. Русский, если я получу, пойду в армию. А убивать украинцев я не хочу. А если я не буду не хотеть, тогда меня посадят русские. Как быть? Хорошо. Это вы вопрос в студию, как я так понял? Или вы это кому это задаете вопрос? Вы русским это задаете вопрос или украинцу? Я за ситуацию говорю, как мне быть? Вот как кто видит? Вы кем себя чувствуете? Чеченцы, пожалуйста, чеченцы. Это не наш вопрос, это русские украинцы обсуждают, не вмешивайтесь. Это нейтральная площадка, мы вообще молчим. Это не наш вопрос. Так, это вопрос вслух, в студию. Русские международные военные преступники, которые находятся на этой площадке, можете отвечать, прокомментировать, и наш украинский гость тоже, если хочешь, добавить. Говорите. Ну, ему нужно определиться, кто. Так не бывает. Это русский международный военный преступник под кодовым названием «Кроссовки», который отвечал. Акилес, ваш бывший гражданин или настоящий гражданин, который находится на территории оккупированной Донецкой области, задал вопрос. Вы его услышали или нет?
Вы с нами или вы уже... Вы можете говорить или вы не говорите? Хорошо, давайте, Алексей, прокомментируйте то, что сказал ваш оккупированный вами человек, гражданин Украины, бывший или настоящий. Вы его оккупировали, вы разорвали ему паспорт. Что ему делать? Начнем с того, что я лично ему ничего не разрывал, это раз. А во-вторых, как правильно товарищ сказал, он пусть для себя сначала определится, кто он. Если ему что-то не нравится, пожалуйста, дверь, дорогу в Украину открыта. Если ему все устраивает, пожалуйста, иди получай российский паспорт. Никто не против. Просто человек пусть сам определится, что он хочет вообще в этой жизни. Пожалуйста, молчите, чеченцы, спокойно, без эмоций. Мне Я вас 37 умоляю, лет. прошу. Я давно определился. И определять меня не надо. Я спрашиваю, как мне выехать на территорию Украины, если вы меня поймаете на границе и объявите врагом, и я сяду за то, что у меня нету паспорта. А хочешь получать паспорт, иди в военкомат добровольно-принудительно и пойдешь воевать. Ты на Украине пойдешь воевать. Чего ты взял, что украинцы тебя не пошлют на войну? Они тебя не то, что на войну пошлют. За столько лет они тебе не поверят, что ты сидел там и любил Украину 10 лет на Донбассе без паспорта, что тебе порвали. Ну, хорош. А русские не поверят. Можно слово, пожалуйста, прошу прощения. Так, дорогие русские международные военные преступники в русской оккупационной форме, которые находятся в рядах русских террористических банд, вам, гражданин суверенного независимого украинского государства, которое вы оккупировали, оттяпали, жители Донецкой области, бывшей украинской, настоящей на самом деле, и вы создали там анклав бандитский военный, Донецкая Народная Республика, задает прямой вопрос. Вы можете ему ответить по существу, конструктивно или нет? Или вы будете просто здесь разглагольствовать? Он вам задает конкретный жизненный вопрос. Вы можете ему ответить. Задайте ваш вопрос, можно слово. Говорите. По-моему, ему конкретно 3 раза ответили. Куда ему еще конкретно? Его взять за ручку и привести, получить российский паспорт? Или его увезти через блокпост на территорию Украины? Нет, мне Он, этого по-моему, не надо. взрослый Я уже говорю, человек что и может сам все делать, правильно? Да, могу. А то, что на Украине тебя потом отправят, ты даже границу перейдешь, тебя обратно отправят в окоп, только уже за Украину. Сколько ты там проживешь? Да До это не час в этом минимум. вопрос был. Что делать в данной ситуации? То, что меня там... Собирай эти вещи и на ближайший блокпост, как говорил товарищ Жириновский, вещи, вокзал и там 3 буквы. Ну, если бы у меня был на 14-й год паспорт, и я бы смог отсюда выехать, а так как типа не вы были, а именно конкретно вооруженное формирование ДНР это сделало, разорвали паспорт, я бы уже давным-давно уехал. И, наверное, бы как было бы, так было. Мы не об этом говорим, как бы было. Если бабушка была, дедушкой был, кто, всем все ясно. Это не серьезно, это на самом деле разговор, это ерунда. Смотри, у меня в крае, ну не скажу в каком, в столице, на украинских номерах куча машин ездит, это херсонцы, так называемые, выдавали им квартиры, все такое, я это даже не поддерживаю. Не в том дело. Никто тебя тут не тронет, уже на украинских номерах машины ездят. И никто тебя, поверь, не пошлет тут же в окопы и все такое. Вон, годами живут, годами год живут, и все, никто никуда никого не посылает. Так что зря ты тут ошибаешься. Меня за отказ о том, что я не хочу служить и не хочу убивать людей, били на яме, что ведро мусорное. Просто били за мою, как говорится, жизненную позицию. Вот это сейчас может... Не проблемы без паспорта выехать или прям там его сделай. Ну, ты, блин, я не знаю, ты как маленький ребенок. И вот это вот сейчас говорить, да меня там в яме били, да меня еще что-то. Да я сейчас тоже могу сейчас куча наговорить, блин. И пусть мне сидят, все верят. Если такое было, есть компетентные органы, которые разбираются. Ты хоть раз обращался туда? Нет. Да вот это вот сейчас выдумывать, да меня там то делали, да надо мной там издевались, да мне паспорт порвали. Да я сейчас тоже такого могу нагородить. И сидите, верьте, слушайте. Алексей, Что за детский сад-то? Вроде все взрослые люди. Я никого не заставляю верить, я говорю факты. А вы говорите, что может было, а может нет. Документально факты.
Документально. Я говорю, хоть раз было одно обращение в полицию, например? Или А то, какая что... полиция? Как можно верить тем, которые предали присягу? Так вот я вам не верю. То, что у вас там Это порвали ваше право. паспорт, ну так и вот. А что тогда тут? Я говорю, вот вы врете. И товарищ мой говорит, что вы врете. Если бы мы там не были бы Можно верить и не еще знали как. бы, как ваши Можно диванные верить еще эксперты как. сидят. Органов. Ты говоришь, паспорт порвали и не дадут. Да тысячам людей эти паспорта раздали, а тебе Да несчастному он не мне дадут. не Ну, нужен ты даром. надоело уже. Вот в чем дело. Он мне не нужен. У меня был паспорт, которого мне лишили. Вот я за это говорю. А то, что получить, прийти я могу, но он не нужен. Тебе нужен этот паспорт минимум для того, чтобы через Россию, там, через ту же Турцию приехать на любимую Украину, и все. Да при чем здесь любимая Украина или нелюбимая? Я имею в виду, как быть в данной ситуации. Вы мне говорите опять то же самое, что и мне здесь товарищ Пушилин говорит и так далее. Надоело, если честно. Хорошо, давайте вопросы, да. Подождите, дорогие друзья, или не друзья наши, которые здесь слушают. Давайте, можно слово говорить. Можно слово? Вам несколько вопросов можно задать? Вы можете отвечать? На слово. Вы слышите нас? Да, слышу. Хорошо, давайте вам вопрос такой зададим. Вы видели интервью с Владимиром Золкиным или нет? Да, я постоянно его смотрю. Как вы сюда попали на этот канал? По этой ссылке, которая была, и вы закрепили ее. Вообще, вы вообще кем себя считаете? Гражданином Украины или гражданином России? Я человек мира, не хочу убивать ни с той стороны, и не с той стороны. Но, как сказал Ахиллес, он живет там, и он защищает свою родину. Россия защищает свою. Тут, можно вдаваться в подробности и так, и сяк. Понимаете, это, риторический слишком вопрос. Но вы для себя, вы человек мира, вы себя никакому государству не приписываете, я так понял, да? Смотрите, если я сейчас где-нибудь оставлю комментарий о том, что мне не нравится, как работает или не работает, служит армия, я поеду на срок 5 лет за комментарий. И это закон РФ. Как быть? Мы понимаем это, мы все это понимаем, поэтому мы хотим просто, чтобы люди понимали, которые будут нас слушать, с кем мы имеем дело. С нами говорит человек мира, который просто хочет жить и который просто хочет провести свою жизнь, не убивая и не участвуя ни в каких войнах. Я так понимаю, с кем мы имеем дело? Да. Но если придется, значит придется. Я вообще его понять не могу, если честно. Подождите, с вами мы поговорим потом. Подождите, давайте уметь слушать тоже. Мы же всем даем слово. Прошу прощения, можно слово? Можно слово? Вопрос. Вопросы, которые мы задали Владимиру Золкину, хоть в какой-то форме для вас они были провокационными или нет? Как вы смотрите на это? Нет, они не были провокационными, он ответил как есть. Вы посмотрите, вы просто посмотрите, что делает Украина для обмена и что делает Россия. Азовцев до сих пор не отдали, которые сдались в Мариуполе. Почему? Неизвестно. Понимаете? Почему их не отдают? Что не меняют? Почему 3-2 меняется? Последний обмен был 53 человека, если я не ошибаюсь. Они идут за бабки. Они таких денег никогда нигде не заработают. Где им 194 тысячи дадут в месяц? Их бабки свели с ума. И все. Так же самое всех. Он пошел в окопе, месяц отбегал и умер. За что? За 2 миллиона. И это нормально у них. Можно слово? Вопрос. При Украине, когда Украина имела контроль над этими территориями, которые сейчас Россия оккупировала, вы плохо жили? Вас притесняли, вас ущемляли украинские нацисты или нет? Почему они нацисты? Это вопрос. Это такой вопрос задают русские. Были ли там нацисты? Вообще вопрос такой. Вы можете ответить. Понимаете, есть 3 аргумента, которые всегда плывут рядом.
они неотъемлемая часть друг от друга. Нацизм, фашизм и национализм. Пока люди не научатся эти три фактора вмещать в одно и понимать, что каждое слово из данного списка является чем-то большим, чем просто слово, ну, тогда они ж вот половина не знает, что это обозначает. Если евреям предложить сало, они будут есть? Нет. А если их заставить? Как это называется? Ну ладно, Принудительно, дорогой наш гость, добровольно-принудительно, концентрационные лагерные методы. Ну вот, кто разорвал Польшу? Советский Союз и Германия. Ну вот, это ж история. Ну, посмотрите историю, и все будет ясно. Чечня страдала, первая чеченская, вторая чеченская. За что? А это вопрос, на который каждый отвечает как хочет. Чеченцы говорят одно, и они правы, потому что они там были и это видели. А русские говорят, а нас там не было. Ну, давайте, говорят, как же эта страна, которая, сейчас вспомню, в Абхазии поставим воздушную установку и собьем самолет. Ну, нас же там русских не было. Так же самое было и тут, в ДНР, когда Боинг сбили. Типа, не те. Где сейчас ФСБшник, ДНРовский министр обороны Гиркин Стрелков? Сидит. Где сидит? В России. Красавчик. Ну. Так, можно слово? Хорошо. Можно слово тогда? Последний вопрос, и мы перейдем к обсуждению других тем. Вас, вы сказали, задержали и в яме, в Зиндане, надо подчеркнуть, в Зиндане, избивали русские оккупационные войска. Это было давно, когда и почему, если есть возможность, пожалуйста. Ну, дело в том, что не именно русские, а именно жители Донецка. Я не говорил, что они русские. Не, они русские, ну, они были сперва украинцами, а потом, потому что их стадо повело куда-то, и они пошли за ним. И теперь большинство сказало бы по-другому, но им закроют рот, или они просто исчезнут. Ну, кто-нибудь из которые вот служат на стороне Украины, пришли в ДНР, ограбили кого-то? Нет. А Пушилин 300 тысяч людей на квартиры жахнул, и нормально. Все глаза закрыли. Да что тут 300? От Мариуполь стерли. Квартиры, которые жители Украины там жили, сейчас не могут сказать, что они там жили, потому что их вытесняют. Вы хотите сказать, что вы имели, как сказать, не то что глупость, а смелость сказать что-то, за что вас взяли и закинули в Зиндан, избивали ногами в течение сколько времени? Сколько времени они вас избивали, держали там? Больше 2 недель. Потом я ехал на передок, рыл каналы под клеткой. Насильственно они вас возили на передок? Пожалуйста, извините, насильственно они вас возили на передок? Ну, конечно. И если не мои... что вы просто сказали? Можете сказать, что вы сказали? За что вас они взяли? Я сказал, слава Украине. И за эти слова... Героям слава. Кстати, подождите, это очень важно. Слава Украине! Героям слава! Говорите, продолжайте. Вот за эти слова я поехал. Потому что они все мычат, а я, я не знаю как. Я не говорю так, как... Я всю жизнь так говорил, как и говорю. Они все говорят одно, а я говорю. Мне не нравится. Ну, что я могу, маленький человек, сделать? У Пушилина 7 машин, его все охраняют. Ну, он такой хороший, вот здесь все сделал. А кто он, по сути? Он МММщик. Мошенник, признанный. И я не хочу, чтобы вот такой вот, как он, управлял мною. А если я начну говорить, я просто либо исчезну, или либо поживу, но недолго. И все. У всех есть страх. У всех. И Алексей там говорил, мы диванные эксперты, нигде там не участвовали. Откуда ты знаешь, Алексей? Хорошо, можно слово? Последний вопрос, если хотите, развернутый коротко. Я так понял, что на оккупированных Россией территориях, российским террористическим образованием,
Донецкой, Луганской, вот этих всех Мариуполя, Крыма, идет насильственное заселение новыми вот этими поселенцами, которых они завозят из-за Сибири, из-за Урала, отнимают нормативно-правовыми преступными актами жилище у бывших хозяев и туда заселяют новых поселенцев из Русни. Я так понял вас? Практически, я сейчас смогу пояснить. В Мариуполе был театр, драмтеатр. Все об этом знают, все это видели. Рядом стоял дом. Старый дом сталинской постройки, вот его снесли. И те жители Украины, которые там были прописаны, увидели, что там строится новостройка. И говорят, мы здесь жили, у нас есть на это право вот документы. На что им говорят, ваши документы можете выкинуть, они не котируют на территории России. И уже еще здание не построено, а уже квартиры все распроданы. А их просто вытесняют, угрожают. И им что остается? Бежать вглубь Украины. Что, нету в Мариуполе украинцев, которые могут сказать, что они не согласны? Есть. Так а где они? Боятся? Можно слово? Еще один. Буду вам задавать вопросы. Вот если хотите перебраться с оккупированной территории российским террористическим образованием независимого суверенного государства Украина на территорию, контролируемую украинскими властями, легитимной, есть такая возможность? Какие там блокпосты? Как вы можете перейти? Вообще, вы знаете, как это можно делать? Вы представляете себе это или нет? Вот поэтому я и задавал этот вопрос в начале нашей беседы. Понимаете, здесь блокпост 1, блокпост 2 и блокпост 3. Идет наша типа граница с ЛНР. Здесь отбирают мужиков призывного возраста, потом везут в неизвестном направлении, что с ними делают, это понятно. Потом есть государственная граница, которая между Белгородской и Харьковской областью, там государственная граница. Там еще надо пройти. Ну ты туда просто не попадешь, даже если захочешь. Я прихожу в миграционный центр и говорю, вот такая у меня ситуация. Они говорят, ну а чем? Надо, чтобы ты получил паспорт. Как мне, будучи... Ну ладно, у меня одно свидетельство СССР на руках. Как мне с ним получить? И здесь начинается именно бюрократическая проволочка. А кто ты, а что ты, а где ты, а зачем ты, а с кем ты. И все. И просто на этом факте меня могут задержать от 3 суток до 3 лет. И зачем мне нужен этот паспорт, если я уже с 2014 года сижу здесь на попе ровно, и я не знаю, что дальше будет. Служить я не хочу. Я не хочу быть материально зависимым, получить 2 миллиона. И если меня убьют, жена моя получит 15. Что эти деньги моим детям дадут? Разве хорошая? Ну купит он машину и разобьется нахрен на ней. Это ж могильные деньги. Понятно, что если кого-то там засылает жена и говорит, иди воюй, ну значит она любит так своего мужа. Я смотрел эфир, когда чеченка плакала и говорила, благодарю военнослужащих ВСУ за то, что они сохранили жизнь. Это жена, красючка. Но я видел такая, которая сожалела, что его не убили. Ну, это канал Золкина, пожалуйста. Можно слово? Вопрос. Вот вы сейчас там живете на оккупированной территории. Пожалуйста, выключайте микрофон, и кто не говорит. Я вас прошу, я вас умоляю, не заставляйте выключить микрофон. Вот вы сейчас живете там на территории оккупированной Донецкой области. У вас там есть свет, электричество? Какие у вас там бытовые условия? Можете просто описать ситуацию? Воды, короче, в некоторых районах не было очень давно. В некоторых есть, но отключают. Почему? Ну, потому что то свет не горит, то еще какая-то проблема. Никто это решать не будет. Вот у меня соседке было плохо сердцем. Я звоню в скорую, говорю, у меня женщине, говорю, плохо, так и так приезжайте. На то, что пришел муж, и уже потом, мне говорят, сейчас подождите, мы перезвоним. Не звонят, муж опять набирает, он пришел с работы выпивший. Они ему в телефон говорят, вы бухой, мы не поедем. Вот, пожалуйста. Второй случай. Вчера у меня есть кума, который пристает военнослужащий. Бухой там приходит и рассказывает, ну, в общем, преследует.
Она вызывает милицию. И вы знаете, она не приехала. Она второй раз вызывает, она тоже не приехала. На третий она приехала, сказала, ну вас же не убили. Вот когда убьют, тогда мы приедем. И как? Мгм. Это смешно. Значит, такая российская власть у вас хорошая, она защищает своих граждан. Да она хочет, чтобы все сдохли. Понятно. А вот вы можете пересечь границу Донецкой, вот этой оккупированной территории с Российской Федерацией? Там Нет, невозможно пересечь эту границу? нет, они меня задержат. Потому что у меня украинский паспорт, а по закону, если я имею, короче, паспорт враждебно настроенной страны, короче, я сразу попадаю под статью. Но если они вас аннексировали, юридически, они же подписали эти договора в Кремле, они вас за своих граждан не считают. Мы так понимаем ваше высказывание. Они вас за своих граждан не считают. Вы граждане второго сорта, даже если вы являетесь этническими русскими. Мы так это понимаем ситуацию? Ну, я же говорю, у меня мать русская, отец украинец. Кем я считаю, я не знаю. А вот дело в том, что я не христианин и мусульманин. Как же ж мне вообще тогда быть? Ну, понимаете? Тут, ну, вообще, тогда кем я считаюсь? Русским, украинцем, мусульманином? Ну, вот, ну. Просто я начал слушать с той, как бы так сказать, с той, что вы начали говорить за чеченцев, почему, ну, вот, где-то с той, ну, я не знаю, когда это было. Ну, в общем, я не с самого начала на эфире сидел. Ну, я достаточно долго посидел, послушал. Уважаемый модератор, можно одно Подождите, слово? подождите. Сейчас, Алексей, я вас сейчас дам слово. Можно слово? Напоминаем, у нас в гостях гражданин независимого суверенного государства Украина, находящийся на данный момент на оккупированной территории Украины, Донецкой области, русскими террористическими бандами. Вам огромное спасибо за то, что вы участвовали в нашем прямом эфире. Вы всегда у нас долгожданный, самый желанный гость. Мы уважаем всех наших гостей, даже идеологических оппонентов. Если я что-то добавить, пожалуйста, вам слово, и мы перейдем к горячей фазе, вы сейчас увидите, нашего прямого эфира. У вас есть что-нибудь добавить, дополнить? У меня есть, можно скажу? Сейчас, подождите, вам дадим слово. Можно слово? У вас есть что-нибудь добавить или нет? Нет, все, всем спасибо. Хорошо. Огромное спасибо. Смотрите, Алексей, а сейчас вам будут задавать вопросы наши чеченские граждане, вынужденные находиться вне территории оккупированного чеченского государства. Это будет очень жарко. Говорите, перед тем, как вам Уважаемый начнут задавать модератор, вопросы. я можно закончу фразу, вот этого, который товарищ был, можно слово? Можно? Мы вас слушаем. Говорите. Вот я же понимаю, все же внимательно слушали, правильно? И вы крайний вопрос товарищу задали, как он может пересечь границу. Мы полчаса слушали его, как ему в 2014 году порвали паспорт. А сейчас он сказал вам, отвечая на ваш вопрос, что у него паспорт гражданина Украины и что его возьмут как преступника. Это еще раз доказывает, что он просто врет. У меня все, спасибо. Все, это не важно. Сейчас, Собоня, князь, подождите. Все, это все. Мы закрываем тему с нашими гражданами Украины, россиянами. Разборка с Украиной, Россией мы закончили. Мы даем слово нашим чеченским гражданам, которые находятся вне территории оккупированной Чеченской Республики. Первым задает вопрос самый яростный светило исламских наук, исламской арабской цивилизации, являющийся фикхом, фатихом, шейхом, улемом Пармат, потому что у него эмоции просто переполняли, и он вмешивался каждый раз. Пармат, потом Ибрагим, и потом князь. Пожалуйста, Пармат. Вам... Да не, я просто нашему гостю говорил, зачем вы ставите оценки, там, диванные, не диванные, всем зрителям, зашедшим, какое это вообще имеет отношение, тут никто не вмешивается, никто не экспериментирует, никакого мнения не высказывает, тут зрители просто сидят и слушают, человеку был задан вопрос, когда не было ответа против аргументации, а его взял как быдло и перешел на личности. Я, в принципе, это говорил. Зачем на личности приходит и говорите по теме? Ибрагим, вам слово. Я бы вот хотел, ну, такой небольшой тест, скажем, провести. Грубо говоря, проверка на вшивость. Вот у вас есть гости, которые позиционируют себя патриотами, которые находятся сейчас в окопах, по их словам.
И дело в том, что, ну, как бы патриот там издалека узнает патриота и может испытывать симпатию, даже если он на вражеской как бы стороне находится, да? Будь это там чеченец, японец, китаец, то есть все-таки люди понимают вот так вот, скажем так, интуитивно, да, на одной волне находятся. Вот мне интересно, вот эти товарищи, которые якобы в окопах находятся, они как относятся? Вот в 99-м году в России прошла серия взрывов такая. Сначала был взрыв в Буйнакске, потом 2 в Москве, потом в Волгодонске. И учения кончились на Рязанском Сахаре. Впоследствии учения Рязанского Сахара засекретили на 75 лет. И вот мне интересно вот этот такой своего рода тест, скажем так, да, вот как вот эти вот товарищи относятся к вот этому засекречиванию вот этого учения в Рязани произошедшего. Спасибо. Алексей или Красовки, вам слово. Ну, сахар сахаром, а что нам теперь? Из-за этих терактов, удавшихся и неудавшихся, что, разваливаться теперь? Как быть? Нет, конечно. Но этот ваш друг, ваш товарищ по оружию, Алексей, он может откомментировать? Подождите, Ибрагим. Или он уже не с нами? Алексей, вы с нами? Продолжайте, Ибрагим. Ну, как я понял, наш товарищ, которому по барабану, да, что тогда погибло там 300 с чем-то жителей в одном вот этом теракте, потом в другом еще сколько-то погибли дети, женщины, старики, гражданское население. И из-за каких-то вот этих вот массовых гибелей, взрывов, наш товарищ как-то не хочет на это распыляться. И вот лично я делаю вывод, да, несмотря на то, что это сторона вражеская, что это противник, когда человек относится патриотично к своему народу, к своему государству, к своей нации, это все-таки заслуживает уважения. Но вот в данной ситуации я вижу, что это обычно диванный тролль, которому вообще по барабану, что его народ взрывали, а потом взяли это все, засекретили. И он якобы за Украину сейчас. Вот таких вот за украинцев, имеется в виду за оккупацию Украины, да, ну или как они это называют, там в кавычках, освобождение. То есть вот эти вот люди, это не больше, чем обычный подстрекатель каких-то молодых людей, которые закидывают туда как пушечное мясо, там под этими лозунгами патриотизма, там за наших, за Россию, там за матушку, 5-е, 10-е, там. То есть вот такими лозунгами. А на деле, как мы видим, наш или ваш гость, вот этот товарищ, просто слился он. Ему вообще даже отвечать не вариант, как я понял. А погибло тогда, его соотечественники погибли, люди лишились многие близких, там кто-то остался инвалидами. То есть это такая волна была, когда люди даже засыпать, спать боялись у себя дома в России. Вот каждый вечер это был как бы последним, даже люди прощались там вечерами. Уже, то есть каждый вот этот житель того или иного здания, городов, они были потенциальными жертвами, да, и это очень психологически так влияло на всех, после чего там Путин начал пищать на весь мир и жаловаться Западу, что на них напали якобы, и после этого начали очередное вторжение и очередной геноцид чеченского народа, уже под аплодисменты там многих и так далее. То есть вот этому челу
как я понял, вообще плевать там по барабану о каком-то патриотизме, о каких-то жертвах русских, о погибших. У меня все. Я теперь просто это был тест своего рода. И Ему все. не интересна истина, я так понял, да, Ибрагим, ваше резюмируя то, что вы говорите. Ему не интересна истина и правда, все как бы. Ну, дело в том, что чел себя позиционировал якобы каким-то защитником русских интересов России, которую сжимает там он по всем периметрам географии. То есть он вот такой весь из себя защитник русского мира. А на деле там, как это говорится, как бы это помягче сказать, ну, вы поняли. Или он раб, так и надо говорить, раб. Так, хорошо, ладно. Спасибо вам за ваш вопрос, за ваш комментарий. Давайте дадим слово сейчас, а потом я передам слово другому. Мне тоже. Яраги Сатор, вам слово. Да, вы эмоции, пожалуйста, без нецензурной нормативной лексики. Я вас умоляю. Говорите. Да вы что, вы помилуйте. У меня вопрос есть к человеку, который спрашивал, это русский военный, по-моему, да, Алексей, который спрашивал насчет украинцы и русские, кто это, что это. Вот у меня к вам вопрос. Как-то Лукашенко в своем интервью, когда, как обычно, с вами поругается по экономическим планам, когда вы деньги ему не дадите, он упомянул, сказал, вот, что, кто такие белорусы. Раз существует такое государство под названием Беларусь, тогда с ним нужно считаться. Вот поэтому с украинцами тоже вам нужно считаться. Так что, потому что уже они имеют, как и все остальные государства, государствообразующие атрибуты, как язык, территорию и свой флаг. Так что, пожалуйста, считайте с ними тоже. И еще насчет украинцев я еще хотел бы добавить к своему сказанному в прошлый раз. Вы посмотрите сейчас, как в ДНР и ЛНР пропаганда ведет работу над этими людьми. Сегодня им запрещают говорить слово, их поколение вообще даже думать об этом не будет. И они не будут, как бы вам сказать, иносказательным вариантом мыслить не будут совершенно. С меня я все. Да, спасибо, Яраги. К сожалению, Алексей нас покинул, к нашему сожалению, потому что даже если он является нашим идеологическим оппонентом, врагом, даже международный военный преступник на самом деле он, но он нам был интересен. Кроссовки замещают своего друга, боевого товарища. Кроссовки, у вас есть что возразить нашему спикеру, который только что выразил свою мысль? У вас есть что возразить? Ну, говорят, вы говорите, что война, ну, с нашей стороны это было ради войны, ради трупов людей, там, чеченских трупов. Это как бы, ну, не совсем так. В основном воевали как бы за целостность, так скажем. Не могу сказать, я тогда не воевал, я был еще, ну, не так много лет. Тогда я не воевал. Хорошо. Подождите. Ну, у нас женщина чеченка. Подождите сейчас. Внимание. У нас наша женщина, наша сестра, мать, без разницы, она чеченка. Тамила, мы ей даем слово. Тамила, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я слушаю, ну вот, достаточно продолжительное время. Я хорошо в политике не разбираюсь, но тем не менее есть у меня беспокойство за будущее детей. Я, ну, не молодая, вот так скажем. В политике, еще раз, вот я отмечу, что не разбираюсь хорошо, но в любом случае интуитивно я поддерживаю вот кроссовки и Алексея. Я не являюсь А вы что, чеченкой. Вы чеченка? Вы вообще ногчили? Нет, я не чеченка. Не отвечайте за людей, я вас прошу. Я просто чуть-чуть владею, чуть-чуть совсем. Что? Чуть-чуть. Пожалуйста, я вас умоляю, дорогие друзья, каждому дать слово. Эта запись пойдет в эфир. Я вас умоляю, не делайте из этого балаган. Камила, Яц, я сказала, нет, я чуть-чуть просто. Как вы знаете, откуда вы знаете чешский язык? Вы хотите знать просто, с кем мы имеем дело. Скажу, я вместе жила с
в одной квартире 2 семьи нас жило с чеченцами, и мы друг у друга, как говорится, учили кое-что. Понятно. Дорогие друзья, мы совершили глубочайшую, грубейшую ошибку. Тамила не является чеченкой, она не является этнической чеченкой, она не является гражданином оккупированной чеченской территории. Это было ее личное мнение. И вы знаете, кто она. Она не выражает волю и мнение чеченской нации. Но она имеет право говорить и выражать свои мысли здесь, на нашей площадке. Так, давайте дадим слово Имею тогда. право, да? Да, конечно, вы Имею имеете право, право. получается. Да, конечно, вы Ну, имеете. Вы хотите добавить что-то? да. Добавляйте, говорите. Я тоже вот с Кавказа, но не чеченка, и тем не менее я больше вот придерживаюсь за Россию, за то, что не просто так они там оказались на Украине. То есть вот этого можно говорить, как его там, который ныл, я извиняюсь. Я хочу сказать, что просто так вот пришли и начали воевать. Это ведь не так. Они ведь предательски почему-то приняли. Они приняли. Не перебивайте, не превращайте в балаган. Это историческая запись. Я вас просто умоляю, призываю к разуму, дорогие чеченцы. Не заставляйте наших технических модераторов выключать ваши микрофоны. Это историческая запись. Здесь разные национальности выражают свою позицию по ходу истории, которая уже вошла в историю. Это очень самый важный исторический момент. Война цивилизаций, мира, добра. Камила, неизвестно, кого она представляет. Пожалуйста, скажите, кого вы представляете тогда? Если вы говорите от какого-то имени, вы кто вообще? Кого вы представляете? Скажите нам, кто вы? Ну, я должна назвать национальность свою. Скажите, Тогда кто вы? Вы не черкесов. русская? Вы... Да, Я черкес. не Хорошо, русская, да, нет. говорите. Да, Ага. хорошо. Вы черкеска, и Я вы не себя русская. считаете россиянкой, да? Я так понял. Конечно, все ведь россияне. Сделала В вам данный хорошего момент Россия. хотим мы не Что? хотим. Хорошо, вот, понятно, давайте не будем спорить. Что хорошего сделала вам Россия, русские? Вот именно лично вам. Ну, лично мне, я не знаю ничего плохого, пока, если моим предкам разве что во время российско-кавказской войны, если оттуда плясать, конечно, но в данный момент вот я считаю, что нужно здесь и сейчас с этими проблемами разбираться, да, не забывать, то есть это не значит, что плюнуть на свою историю и решать все вопросы, все проблемы, которые возникают, все недовольствия именно мирным путем, каким-то, ну, я не знаю, другой компромисс Подожди, находить. давайте, я понял вашу мысль, извиняюсь, я вас перебиваю, может быть, но это очень важно. Смотрите, дорогая Тамила, мы вас уважаем только за то, что вы с нами, и за то, что вы имеете смелость выражать свои мысли, говорить как есть, и то, что вы думаете. Вы нам очень ценны и важны. У нас в гостях черкеска Тамила. Тамила, мы не будем говорить об Украине. Вы являетесь представительницей одного из кавказских этносов, черкесы, которых вырезала Российская царская империя, террористическое государство в 17, 16, 18, 19 веках. Недавнее наше прошлое. Вы знаете, что они сделали, русские варвары, террористы, международные преступники с чеченской территории, на чеченской территории, с чеченской нацией. Вот за последние 30 лет. Вы знаете вообще, что там было? Вы видели, как они нас вырезали? Нас, Камила. Я извиняюсь, я не могла говорить немного. Вы услышали вопрос? И еще раз повторите. Я прошу прощения. Вы знаете ли вы, видели ли вы вообще понимаете ли вы, что сделало российское террористическое образование в последние 30 лет и то, что оно сейчас творит на территории оккупированной Чеченской Республики? Вы знаете, в каких формах, масштабах они вырезали, загеноцидили чеченскую нацию? Что более 350 тысяч чеченцев вынуждены проживать вне территории своей исторической родины, и что более 45% чеченского населения было просто уничтожено русскими варварами, международными преступниками на территории Чеченской Республики с 94-го и по сей день. Вы это знаете или нет? Ну, вы знаете, на тот момент как раз-таки я и проживала с чеченцами, это, ну, где-то 2000-е годы, ну, далеко от Чечни это было, от Кавказа. Я по их рассказам вот знаю, что творилось, и хочу сказать, это ведь нельзя взять и
говорить вот так вот однозначно, однобоко. Дело в том, что все, что вы говорите, это не совсем наглядно, потому что Россия утверждает одно, а вот вы сейчас утверждаете другое. Подождите. Мы не будем вдаваться в пропаганду. Извиняюсь, вы наши гости, вы женщина, мы вам еще раз выказываем самое глубокое уважение, но вы говорите с тем человеком, не забывайте, который прошел все ужасы войны и который потерял все на своей, всех своих близких, окружающих, родственников своей родины. Как вы можете мне, гражданину оккупированной Чеченской Республики, вынужденному беженцу, который потерял все и вся, говорить, что это неоднозначно? Какое вы имеете моральное право и на основании чего вы это говорите? Даже если вы являетесь кавказской женщиной. Вы даже там не были, вы даже не знаете, что это такое. Какое Да, я там имеете не вы была. право моральное, я вам еще раз заявляю. Право мне, чеченцу, и нашим чеченцам здесь заявлять, что там было, как было и почему мы должны так думать. Вы кто такая вообще? Вот такое право, потому что от того, что вы сейчас будете именно такую позицию держать, вопрос не решится, и проблема усугубится, а не решится именно. Вы так не думаете? Что вы От того, предлагаете? что... Хорошо. Что вы предлагаете чеченцам? Какой путь вы нам предлагаете? Мы вас слушаем. Вы знаете, я не скажу, что ваш канал мне совсем не импонирует. Я не скажу, что антитеррор, он задел меня, конечно, это я давно уже, ну как давно, в течение месяца здесь Мы не нахожусь. говорим об антитерроре, не уходите. Вам вопрос, что вы предлагаете чеченцам? Что нам Нет, нужно? я Склонить голову? вам хочу Подождите, сказать, дайте, что... вы должны понимать, о чем речь. Вы нам предлагаете склонить головы, положить на плаху, чтобы нам их отрубали? Русские Я этого не бандиты? говорила. Я предлагаю решать другим путем. Путем, Каким-нибудь, он, давайте наверное, говорите, каким существует путем? этот путь. Он, Путем, наверное, говорите. существует этот путь. Я не Нужна знаю карта. какой, но не Слушай, такой, дорогие который вы друзья, выбрали. подождите, Камила, подожди. Дорогие друзья, наши слушатели, те, кто нас будет слушать, Камила, черкесская, гражданка России, предлагает нам дорожную карту. Мы вас слушаем, говорите. Я не говорила, что я вам предлагаю какую-то карту или какой-то путь, но я говорю, что это не тот путь, где нужно выходить в одиночку. Вы не думаете, что выйдя из состава России, то есть Чечня, а возможно за вами еще и пойдут остальные республики, правильно? Решат, что за вами последуют, что угрозы извне, уже не российские, а другого масштаба, они окажутся еще страшнее. И вы же не думаете, что корень зла, что эпицентр, как говорится, зла, ну скажем, вот давайте на медицину проецировать, опухоль находится в Москве, в Кремле. Оно же подальше, вы же, ну я думаю, я так думаю, я не утверждаю. И все, что происходит, это уже метастазы идут через Украину, через Грузию, через, я не знаю, пусть и даже через Кремль прут они. И получается, что вот с этим и борется Москва. Да, не всегда правильным путем, не всегда, как говорится, честным Камила, путем. подождите, давайте вот эти демагогии мы тут много слышали. Вы импонируете, симпатизируете и входите в понимание. Подождите, задаю вопрос, подождите. Задаю вопрос. Вы входите в положение русского теоретического образования России, но вы не входите в положение маленького, независимого, суверенного чеченского государства, чеченской нации, которые являются, несмотря ни на что, вашими историческими соседями. Я не понимаю вашу позицию. Что у вас происходит в голове? Вы отказываете чеченцам. Подождите, я закончу. Вы отказываете чеченцам в их праве, данное им, их Богом, чеченским делой на свою свободу. Вы нам запрещаете быть свободными, а нас не интересует то, что думают другие вокруг, наши соседи, чем они занимаются. Мы имеем право, и это наше право суверенное. Вы нам отказываете в нашем праве иметь наше государство? Вы так понимаю, я вас говорите? Нет, вы неправильно понимаете. Я не считаю, что вы не имеете на это право. Имеете, как и мы, как и вы, как и каждый, вот в частности на Кавказе народ, но не таким путем. Не таким путем. Давайте мы выйдем отсюда и будем сами, или как, в единстве ведь сила, это же тоже, как сказать, лучше... Камила, в единстве с кем? В единстве и с Россией все вместе, мы с вами, Да, они вы не с нами. слышите нас, вы меня не слышите, вы не слышите чеченский народ, вы не слышите чаяния чеченских людей, граждан, которых уничтожила, изнасиловала, погубила, сделала калеками, психические травмы нанесла, изуверские, сделала здесь всякие вот эти вот зверства,
пытки, насилие чеченцев. Вы не понимаете, нам не нужны они, не вы. Мы имеем право жить на своей земле, как мы хотим. Нам не нужно это мимо единое, это нас убивать. Вы не слышите нас, что ли? Вы не понимаете, с кем вы говорите? Я вас слышу, просто я переживаю, что за вами еще пойдут остальные народы Это их Кавказа. проблема, это их проблема. Все, хорошо, дорогая Тамила, давайте, смотрите, мы вам дадим слово, вы будете всегда долго говорить. У нас в гостях наши чеченские женщины. Я хотел бы, чтобы ей оппонировала чеченская женщина. И я для этого вызываю, как говорится, к барьеру. Здесь была наша чеченская сестра. Подождите, Ламан Серлу, хоп, подожди, зада. Где вы тут? Мне нужны чеченские женщины. Здесь есть эти чеченские женщины? Или они уже Да, убежали да, куда-то? Зада хочет сказать. Так, Дайте слово. Зада, пожалуйста, Зазе давайте слово, а потом, если хотите, Ламан Марзу. Я вам даю возможность пооппонировать с Камилой. Говорите. Говорите, где вы, Заза? Зазуля, говорите. Тоже чеченская женщина, Камила, к вашему сведению, мать, чеченская женщина, наша сестра, этническая чеченка, которая прошла все ужасы войны. И она знает, о чем она говорит. Сейчас она вам будет говорить, и вы можете с ней пооппонировать. Да, вы будете говорить или нет? Да. Все. Всем добрый вечер. Попрошу не вмешиваться, микрофоны будут выключаться. Зада, говорите. Всем добрый вечер. Всех приветствую. Маршал Думасарги. Постараюсь говорить без эмоций. В общем, я послушала этого простого мужичка, у которого мама русская, отец украинец. В общем, что он рассказывает? Он рассказывает о проблемах, которых коснулись все народы, живущие по соседству с россиянами. Вот он рассказывал про то, что его русский паспорт порвали, он ходит с украинским паспортом. Тут, значит, наш военный преступник, офицер российской армии, кто он там, не знаю кто, он, в общем, его обвиняет в том, что он не прав. Пойдите, говорит, в паспортный стол. Я за вас должен идти в паспортный стол. А тут же, в общем, их российские органы власти, времена меняются, люди меняются, а их вот эта подлость никогда не изменится. Вот слушайте, все органы, вот бюрократические органы власти, которые во всем мире созданы для того, чтобы помогать людям, как устроены в России. Ты идешь в паспортный стол, в паспортном тебе не помогут. Паспортный стол создан для того, чтобы это так формальный орган. Этот орган создан для того, чтобы выуживать информацию, ставить человека в тупик, где ты был, где ты жил, а что ты делал все это время. В общем, чтобы выудить информацию о том, какие политические идеи у этого человека. То есть позвонишь в милицию, вот он рассказывал случай, как жена, у нее был приступ, вызвали скорую, так как он был пьяный, муж этой женщины. Скорая сказала: нет, вы бухой, мы не приедем. В общем, все органы, абсолютно образование этих органов для людей, они не несут никакой помощи людям. К чему я все это говорю? Вот все, что он говорит, мама у меня русская, отец украинец. А тут оккупант у него спрашивает: а вы должны сделать свой выбор. Вы русский или вы украинец? Я просто провела параллель, как эти тираны разделили мой народ на две части. Ты чеченец или ты мусульманин? Вот вы понимаете вот эти параллели? И абсолютно одинаковая тактика. Они идут рука об руку. Ислам и Россия. Вы должны сделать свой выбор. Это первое. Если бы мы на вас не напали,
Вы на нас напали бы, такие вот беспочвенные какие-то обвинения непонятные. В общем, я его слушала, и он мне просто поднял мои эмоции, потому что мы все это прожили. То есть с украинским паспортом на границе ему не пройти, потому что он потенциальный враг Украины. То есть физическое лицо, вот просто человек, просто мужичок, простой мужичок, хочет пройти границу. Ему не дадут, потому что он украинский бунтарь, потому что в руках у него украинский паспорт, а русский паспорт был порван. В общем, он враг со всех сторон. Вы понимаете? Вот то же самое было с нами. А вот послушав сейчас нашу соседку из... Откуда она? Черкешенко, Тамила. Она мне просто дала ответ на мучающий меня вопрос, почему же к нам заходят на форумы не чеченцы и волнуются, очень сильно переживают, что за нашу религию, за наш быт, как бы, когда нам нужна была помощь когда нас оккупанты долбили, убивали, вырезали, никто за нас не волновался. Но почему-то им очень интересно, вернее, их очень волнует вот эта проблема нашего духовного бытия. Они переживают за то, что мы не попадем в рай. Она мне дала сегодня Нет, вы здесь ответ. очень сильно ошибаетесь. Не-не, я не Религия закончила. Дайте досказать. Она мне Дайте ответила на Тамила вопрос. досказать. Да. Она мне ответила, вот видите, ну там наши предки воевали, их вырезали, их там убивали, насиловали, наших предков. А мы сегодня же хорошо живем в России. Дело в том, что у нас в Чечне есть тоже такие люди, и их кажется, что их большинство, но это не так. Это видимость, что их большинство. Эти люди считают, что, ну, предки, ну, подумаешь, вот как вы, Тамила, уважаемая Тамила. И я вас за это не упрекаю. Вы такая женщина, вот вы такой человек. И вот такие у нас все соседи. Вы озвучили, просто я не могла зацепиться за какое-то физическое лицо и спросить, почему же вы так переживаете за наше духовное будущее, за наши, в общем, проблемы. Мы сами как-нибудь решим. Когда нам нужна была помощь, вы нам не помогали. А сейчас свой нос не суйте в наш монастырь, пожалуйста. Это во-первых. А во-вторых, вы ответили мне на вопрос, раз вот вы сказали, вот если чеченцы это захотят, то все тогда захотят. Если чеченцы этого добьются, то все этого добьются. Но вам просто нравится плыть по течению, как кое-что, что я не буду называть, которое всплывает и плывет себе по течению. Мы, чеченцы, вот так же вот половина нашего населения околпачена, что без России мы ничто. Но все-таки, я думаю, в них проснется то, что есть в нас. Я же тоже чеченка, и я женщина, но я никогда не успокоюсь и никогда не забуду, как вырезали моих предков. Даже если бы после того, как их вырезали, лет 200 не было бы войны между Россией и Чечней, я бы не забыла то, что они сделали 200 лет назад. В этом разница между нами. Ну, в общем, так, в общем-то, все. Слушаю Тамила, вас. вот сейчас, Очень... да, Зазуля, огромное спасибо, не уходите, вы нам нужны, Ламан Сергу тоже не теряйтесь. Это было очень красиво, Зазуля, без эмоций, мы это ценим, уважаем. Сосредоточьтесь, сконцентрируйтесь, Тамила, такой, знаете, крепкий орешек прорусский. Но нам такие тоже люди нужны. Тамила, вам слово, говорите, защищайте вашу позицию. Мне когда-нибудь слово дадут? Уважаем женщин, а потом вам дадим слово. Если Давайте, вы Тамила, Тамила, говорите. вам... Говорите, наша черкесская гостья, русская гражданка, по духу русская, но этническая черкесская. Мы вас слушаем. Лауреат личку пишут, что она ингушка, а не черкешенка. Нам не важно, кто она. Главное, что она пророссийская. Нам интересны пророссийские люди. Тамила, говорите. Тамила, говорите. Вы будете говорить или нет?
Просто просили вас поправить, что он без разницы. Да нет, нормально же, Ярик, огромное спасибо. Без разницы, кто бы он ни был, Кто чеченец, он пишет, русский. то всем, Нам кто без личку разницы. пишет, проверять. Нам без разницы. Даже Ну, если он будет этнический чеченец и будет с позиции России с нами говорить, он все равно является нашим идеологическим оппонентом. Нам без разницы. Тамила, вы будете говорить или можно я нет? скажу? Видите, вы Тамила, вот сейчас Тамила, подождите, дайте Тамилу досказать. Тамила, вы будете говорить или нет? Хорошо, Тамила не говорит. У нас крымский татарин, видимо, у него крымский флаг ММА. Вам слово говорите. Ассаламу алейкум. Я не крымский татарин, я вообще с Кавказа. Крымско-татарский вот этот флаг у меня тоже там не случайно. Я хочу некоторые вещи сказать, которые там... Тамила говорила, что если одна Чечня уйдет в одну сторону, а другая сторона потом пойдет за ними, я образно скажу, я с тех годов возраста, который это все помнит, историю, которая была в Чечне, по первой кампании, которую там они делали войну, и по второй, я скажу, что у меня жил именно, я не знаю, как сказать, я не буду говорить его, что это был беженец, он для нас был как мой маленький. Кто мне там пишет? Этот беженец тоже не скажу, я скажу, что это соседние республики, брат по крайней необходимости, который стал беженцем, да, вот, и он у нас жил, мы его приютили к себе домой. Чеченец, его звали Хасан, сейчас, наверное, где-то ему лет 40, наверное, 41, вот так примерно. Тамила говорит, вот если Чечня бы ушла отдельно, да, как Чечня хотела уйти отдельно жить, то хотели бы все республики другие. Да, хотели бы. И хотим, да, по сей день, да. И скажете, почему? Ну, я скажу, мне приличный возраст, мне не 20 лет, чтобы я говорил так, чтобы не понимал, что я говорю. Я живу в Москве, чтобы понимали, да. Я живу в Москве, и я, как имеющий паспорт Российской Федерации, хожу здесь, да, но я никогда не буду таким же россиянином, как они все. Я всегда буду низким сортом для них. Я не хочу жить низким сортом для кого-то. Я хочу жить гордо, высоко поднятой головой. Если бы, конечно, изначально определенные республики поддержали в ту ситуацию, да, я думаю, все было бы иначе, по-другому. И там, как она говорит, Карачаево-Черкесия, но она маленькая, и много других же республик есть, которые могли сплотиться и держаться. Держались бы до конца. А то, что здесь братья говорят о том, что знаете ли вы, сколько чеченцев там перерезали, я знаю, не, как говорится, не просто с их слов. Я знаю, когда военных я видел, как они рассказывали о том, что они там делали. Я когда это слышал, у меня прям кипело все. Я маленький был, щегол был такой. Но у меня все кипело, потому что эти люди делали. Потом скажу другую ситуацию, когда в Дагестане была война в селах. Я не буду там районы, все знаете, какие села, да, в Дагестане была война. После Буйнакска, когда дом взорвали в городе Буйнакск, а потом на следующий день сразу начали входить в села. А зачем-то дом взорвали? Для того, чтобы был, как это называется, повод зайти туда. Зашли туда, там же мои родственники жили. Я же прекрасно знаю, как они там жили, и не было там никакого бардака, чтобы туда можно было и зайти. Они зашли, ограбили там все, что можно было. Они в этих своих машинах, этих БТРах, выезжали с коврами, золотом, мясом, развешенных там в этих машинах своих, украли. Их работа воровать. И пускай на меня здесь обижаются, я не знаю, кто меня здесь слушает, обижаются мои земляки или там другие. Я говорю правду. Вы говорите о том, что если бы Россия не вошла в Украину, то они бы зашли. Но смотрите, вот кулак с правой руки, да, вот у меня кулак и палец с левой руки. Ну, примерно понимание, что кулак это как Россия и палец. Ну, палец против кулака не пошел бы явно, да. Может, когда-то бы пошли, но не в этом случае.
И то, что они зашли, и то, что как зашли, вы не знаете, как она там называет, Тамила. Вы не знаете. А не знаете почему? Потому что я знаю больше, чем вы даже представляете. А почему я знаю? Потому что я являюсь человеком, который больше этого всего знает. У меня столько знакомых там, которые военных всякие вещи рассказывают, как они там жили, как они что делали. Мне было очень противно это слышать. И я являюсь не по собственному желанию гражданином России, не по собственному желанию. Я всем женщинам, которые, Мужчина. если чеченка говорит, она с Чечни, да, я ее прекрасно понимаю, я ее слушаю, и у меня здесь внутри кипит. А почему кипит? Потому что я знаю, о чем она говорит. А Тамила, вы якобы, вы, наверное, далеко просто были, когда эта беда у них была, вы, наверное, просто далеко были. И не с той чеченкой, наверное, вы общались между вами, когда общение было, вы не так, наверное, хорошо общались. Почему не стоит? Подождите, он закончит. Он закончит, Тамила. Когда вам слово давали, вы молчали. Я не Давайте он закончит, молчала, вы потом вы мне не говорите. дали говорить. Вы... Вам давали слово, вас несколько десятков раз попросили. Подождите сейчас, вам дадут слово. Дайте закончить человеку. Дальше, Вы, Тамила, если бы общались с той женщиной, которая была в таком нехорошем месте, в тот случай, когда ее родственников убили, и перед ними там лежит ребенок, или там отец, или дедушка, она бы тогда вам рассказывала по-другому, и вы бы уже по-другому это сегодня нам говорили. Я слышал этого Хасана, который мне рассказывал. Он сам был, у него джинсы были, такие штаны были, все в крови было. Он говорит, я еле как вышел, и я все видел, говорит, как убивали, говорит, моих родных. А пацан бедный убегал ночью. Я закончил, просто пока не могу. Молодец, красавчик. Да. ММА, огромная благодарность за ваше свидетельство. Вы войдете в историю просто вот этим своим голосом. Это все выкладывается на информационной площадке. Кем бы вы ни были, вы являетесь выходцем одного из кавказских народов, наших соседских. Эти люди могут вами гордиться. Вы просто человек совести и чести. А любые люди с доброй волей, с честью и с чистой совестью, нам очень важно. Огромное вам спасибо за ваше свидетельство историческое на самом деле. А сейчас мы дадим слово Тамиле. Тамила, говорите, мы вас слушаем. Говорите, Тамила, мы вас слушаем. Когда вам Меня дается слово, слышно? вы молчите, а когда кто-то говорит, вы врываетесь. Говорите, мы вас слушаем. Нет, я не молчала, я говорила, но почему-то никто не слышал, либо я что-то не то нажала. Ну, смотрите, вот Заза говорит, что я вот прям отстаиваю вот то, что лишь бы плыть по течению, главное там молчать, пусть все будет хорошо. Ну, ведь не хочется, чтобы повторялось, так ведь? Чтобы повторялось, ведь это все взбудоражит, это разве не так? Надо еще дополнить, что ли, теми же, как сказать, средствами, что ли, так же, вот, я не знаю, вот вы просите свободы, вы просите освобождения от России. Ну, на самом ли деле она будет выгодна тем же чеченцам? Не вам же это решать. Нет, Тамила. вообще хочу сказать, тем же черкесам, тому же Кавказу, все равно, когда речь идет о чеченцах, нужно понимать, это тоже наши соседи, и я лично плохо не отношусь, если выбирать, я честно скажу, почему я уважаю чеченцев, потому что вы те, кто имеют свои правила, свои адаты, как и черкесский хабза, вот понятно, да, вот. У вас есть вот примерно вот такие эти ценности в прошлом сложившиеся из века в век, это тысячелетиями, как вы говорили тоже. И не хочется, чтобы опять именно таким путем. Я считаю, что можно сосуществовать, можно с ними решать. То есть не надо ту позицию оставлять, где мы унижены, где мы оккупированы, где нас... Я не говорю, что нужно ее дальше наклонять. Подожди, мы с Тамилой общаемся. Да, я и Тамила общаемся. Да, дальше, как говорится, склоняться совсем, вбиться ниже плинтуса, я это не предлагаю. Я говорю, что все вопросы, мне кажется, вы слишком
сильно вот эту Россию совсем втоптали. Она тоже не везде виновата. Не везде. Да, в прошлом я не отвечаю, но сейчас есть за пределами силы, которые тоже давят. Так ведь? Вы же это, знаете и лучше меня. Они же не всегда могут... Тамила, вы закончили? Нет, я не закончила. А где я была, когда у я вас... просто Вот хотела... лично я где была, когда у вас война шла? У нас тоже были беженцы. Мы к ним тоже плохо не относились, не обращались. А насчет женщины, с той ли женщиной я говорила или нет, у этой женщины маму пытали. Она рассказывала, как днем ФСБшники заскакивают, делают, что хотят, обвиняют в терроризме, там, обвиняют еще в каких-то... Я еще даже случай припомню, где забирали мальчика, сказали, вообще лет 17, родился он у этой семьи, несколько дочерей было, и как на Кавказе важен сын, да, у них он родился на старости лет, в преклонном возрасте, можно сказать, сказали. И они очень дорожили им. И как его уносили, она рассказывала, как его сажали в эту машину, а мама онемела, как вот она говорила, как у меня в память это врезалось, как утка, которая не разговаривает, а народ открывает, хочет кричать, говорит, вообще не выходит никакой голос, говорит, 17 лет в районе этому парнишке, он тихий, говорит, спокойный, который сидел чисто там, себе читал какой-то Коран там, как и учили, да, в то время, и все, говорит, от него, говорит, ничем не веяло, никаким там терроризмом, его забрали и труп привезли. А ночью, говорит, как ты только пенсию получишь, говорит, они знали, кто получает, люди бедствовали на этот момент в Чечне, вот именно в их ауле. Я скажу, какое село, это даже Цацанюрт. И она говорит, а ночью, говорит, вот эти в масках, вот эти ваххабиты, или как они там назывались, эта сторона. Например, ее позиция такова, что не было ни от одних защиты, а ни одного поля ягоды, ни от тех, как говорится, которые якобы защищают, отстаивают Чечню. Они из лесу ночью, говорит, выходили, грабили и объясняли, ты ложишь деньги до копейки на стол, либо мы сейчас тебя всех, всю твою семью вырезаем. И причем получали поочередно эти пенсии и поочередно знали, кто это получит сегодня ночью. Вот это вот рассказы моей вот той подруги, вот с которой я жила 2 года, общались мы, и очень хорошо. И вот что хочу сказать, то есть не виновата одна вот, то есть Россия, можно, она, как объяснить? Я хочу сказать, что с ней вместе можно свою идентичность отстаивать, свои права отстаивать, показать, что хватит все, если даже они и виноваты в чем-то. Вот мы хотим вот так вот. Если все вместе вот так вот свою позицию выразить, неужели всю жизнь нас будут 21 век во дворе? Неужели всю жизнь люди уже продвинутые, люди уже не дикари, кем можно управлять? Как вот вы и говорите, сейчас на многое глаза открывается. И по Извините, поводу можно вопрос? Татары, кабардино-балкарцы сохранили свою идентичность? Башкиры сохранили? В Кабардино-Балкарии? От русских не отличишь те народы, которых я назвал. Татары, кабардино-балкарцы, башкиры, якуты и так далее. Просто по внешности якуты, они там могут чуть-чуть отличаться, но по ментальности от русского их не отличишь. То есть ваш тезис, что с Нет, русскими можно сохранить Кабардино-Балкарии вы национальную ошибаетесь. идентичность, полностью противоположно. Я жил в Нет, Кабардино-Балкарии, я Армат, видел, в общем, я знаю, о чем я. Армат, огромное спасибо за ремарку, она очень конструктивная. Давайте дадим Зазе Зазуле оппонировать этой женщине. Вы закончили, Тамила? Да. Зазуля, вам слово, говорите. Да, Тамила, я не собираюсь вас переубеждать, я уважаю ваше мнение, но я вам хочу, может быть, я надеюсь, вы просто заблуждаетесь. Может быть, я сейчас в 2 словах вам объясню, и вы как бы не меняя своего мнения, просто отдадите нам свои симпатии, капельку. Мнение оставляйте, как оно есть, оно ваше, оно сформировано вашей генетикой, вашими привычками, вашим образом жизни, вашими друзьями.
И все это прекрасно. Так вот, я вам отвечаю. Почему мы не хотим жить и как бы хитро сожительствовать с Россией, делая свои дела, лишь бы не умирать? Я вам сейчас объясню. На все поколения у нас всегда был геноцид. Бабушка в детстве не могла иметь свое детство, в старости она не могла спокойно умереть в постели, ей приходилось бегать по подвалам, прятаться от ваших друзей русских. Например, мое поколение, мы тоже пострадали, я прошла войну. В общем, если мы будем также продолжать страдать, я готова умереть сегодня, сражаясь за свою свободу, чтобы не жить на этой пороховой бочке и зависеть от этого алкоголика, который сидит и управляет этой пороховой бочкой. Это империя зла, которая не даст жить никогда ни одному живому существу. Вы понимаете? И я не хочу, чтобы хотя бы мои потомки жили на свободной кавказской, чеченской земле. А если вы захотите, наши соседи, если у вас хватит смелости и веры, и любви к своей свободе, к своей национальности, к своим корням, вообще самой к себе, ну как такое можно говорить? Жить рядом с Россией, с ними невозможно, ты живешь на пороховой бочке, как вы это не понимаете, кавказцы? В любой момент этому пьяному медведю придет что-то в голову, и он разнесет каждого из вас. Вы понимаете, что с ними жить, сожительствовать невозможно? Это пьяная, отмороженная маньячила, которая никогда не даст жить ни одному существу. И если вас устраивает та пороховая бочка, вулкан Везувий, который сегодня хорошо, постройте дом до неба, оградите его оградой, накупите мебель, это все не ваше, вы должны это понять. Мы это поняли. Вот все, кто находится в этом форуме, небольшая часть чеченцев, которая не обманулась, которая не подумала вот так, не пошла на поводу у таких подруг, соседей и телевизионной информационной войны, промывание этой, слушания новостей, все, что вы слушаете, вы должны обязательно на себя примерять. Неужели вы не видите? Я же ничего не придумываю. Ни одному народу они не дадут никогда жить. Азербайджан, армяне, всегда будут, у них всегда будет конфликт. Грузины, абхазы, всегда. Им всегда нужен второй народ. Им просто не повезло, что нас с ингушами они не могут довести до степени украинец, русский, вот как этот дедушка говорит, ну вот мужчина говорил с Украины, прям все, что он говорил, отражалось. Вся наша история, вы понимаете, где Украина, где Чечня, а одна и та же история. Ихние милиции и полиции – это органы, карательные органы, созданные для уничтожения человечества по районам, по улицам. Они не просто там какую-то нацию уничтожают. Уничтожив ее, они же уничтожают улицы, районы, семьи. Ты понимаете, они сейчас, не найдя вот эту вот вторую, армяне, азербайджанцы, абхазцы, вот у всех есть какой-то ну как бы близкая нация, братская. У нас ингуши, но не смогли они нас рассорить, не смогли они нас натравить друг на друга, чтобы мы между собой передрались, как украинцы с русскими. Тогда они придумали внедрить ислам, а не нас изнутри. Одну нацию настроили друг против друга. Одни несут слово Аллаха, чеченцы, другие несут слово своих предков, слово свободы. Они несут свое имя, чтобы мы остались на все века, чтобы нашу нацию никогда не забыли. Мы несем слово наших предков. Мы отваиваем нашу свободу, как это делали наши предки, со времен царя Гороха, с тех времен, когда русских вообще не было на земле, лаптежников этих. Понимаете, мы всегда были свободны, даже если мы не были, нас никогда не закабалить. И в ваших же интересах, все наши соседи,
которые хотят мирно жить с Россией. Слезайте с этого вулкана, откатывайте эту пороховую бочку и присоединяйтесь к нам. Они агитируют нас жить с Россией в дружбе, в согласии и в любви. Это невозможно. Я закончила. Спасибо, Заза. Тамила, у вас есть что? Да, Адам. Да, давайте дадим слово Адаму. Маленькая ремарка. Адама несколько тысяч раз мы прервали. Адам, маленькая ремарка. Спросим у Тамилы, если у нее что сказать. Адам, вам слово. Да, за Дика или Заза очень хорошо, доходчиво, очень четко все разложила, объяснила. Я надеюсь, Тамила послушает, прислушается, постарается понять правильно, что мы не несем никакого, как бы сказать, негатива в себе, пытаясь сохранить свое, и не собираемся как бы посягать на свободу чужого. Просто нас надо понять правильно, мы прошли через все это, не то, чтобы нам рассказывали, или по телевизору мы смотрели там всякие фейки. Мы это все уже увидели и точно знаем, что откуда и откуда веет этот ветер, ужасный холодный ветер. И надеемся, что вы тоже соберетесь, подумаете и опомнитесь, что вы творите, с чем вы живете. Ну, в общем, спасибо. Заза, он деревья, Тамила, перед тем, как вам дать слово, подождите, Тамила, секунду. Мы вам дадим слово, не переживайте. У нас самый такой ценный гость. Ламан Марзо. Подожди, собрались, посуды без традиции, собрались, всех молодежь махнут. Я пропущу пока слушаю, Салях, дорогие я друзья. пока пропущу, пусть Тамила скажет на реплику. Хорошо. Давайте вот наша Махбац, правда, вы несколько раз хотели высказаться, мы вас тролль, поэтому вам эксклюзивно даем время, пожалуйста, коротко, наш Махбац, и потом Тамила пускай отвечает. Говорите, Маршо Махбац, говорите. Спасибо за слово. Всем, кто слушает эту запись, не знаю, мы тут понятно, коротко, ясно изъяснили позицию большинства чеченского народа, который не может высказать по понятным всему миру причинам свою позицию, высказать в политическую сторону, религиозную, ничего, слова сказать не может чеченский народ. И вот при таком раскладе, когда нам со стороны наши соседи, наши, не знаю, оппоненты, враги еще упрекают, не знаю, или советы дают, почему вы не хотите оставаться в этом рабстве, в этом бесчеловечном, не знаю, вообще аморальном, вот этом униженном состоянии, просто злости не хватает и слов подходящих, уже невозможно выбрать. Понимаете, тут, если бы это один раз был, этот случай в нашей истории, и как бы это замять, там, не знаю, если там даже десятки или пару десятков тысяч человек умерло при этих конфликтах, еще можно было бы, не знаю, давайте, короче, все хорошо, уладили. Но тут каждые 50 лет наш народ истребляет наполовину. Остальную половину изгоняет с этой земли. И это продолжается уже на протяжении 400 лет. И вы нам предлагаете оставаться в этом положении. Сейчас что мы видим? Хорошо, остались вынужденно. Что мы видим? Сыны, которых кормят, еле-еле одеваются, короче, чтобы, не знаю, не спят, не едят родители, чтобы выросли. Сейчас Россия их посылает на убой, еще плюс наши муллы говорят, что это джихад, что они попадут в рай. Вы понимаете всю абсурдность ситуации? Вчерашние наши убийцы, которые терроризировали нас, сегодня наши, они по-любому наши, потому что они выросли, их отцы, матеря, их кормят, они разговаривают на чеченском, хорошо, это наши. Но они не идут же туда по своей инициативе. Они не от чеченского народа туда идут. Чеченский народ
не призывает убивать украинцев, не знаю, ставить там русский мир. Нам какая разница, как, под каким соусом Россия нас будет убивать? Добровольно, принудительно или открыто на глазах у всего мира. Это будет продолжаться до тех пор, пока русские не будут призваны к ответу перед всем миром, пока русские не признают, да, это была ошибка, мы извиняемся, и каждый год в память о всех убиенных будут, все руководство России будет стоять вот так, и другие. Русский народ не лучше и не хуже, не знаю, как это сказать, немецкого народа, и мы не хуже евреев, и не лучше евреев. Мы хотим, чтобы мир в конце концов прекратил это открытый геноцид уже на протяжении 400 лет этого маленького народа. Под любым предлогом мы это не признаем. Мы пока будем живы, пока один даже чеченец будет оставаться как Авторхан, который вот просто в горле стоял у всего СССР. Один чеченец, если даже будет жив, он будет доказывать и призывать мир, вот просто притащить эту империю грязную к ответу за все варварства, зверства, которые она совершает на протяжении всей вот помнившей и, не знаю, незабытой истории. Каждые 25-50 лет одно и то же. Вторая мировая война. Всех отправили на фронт, целый народ просто вытеснили в один день. В этих хайбах прочитайте просто историю нашей соседки. Вы что, предлагаете нам сосуществовать с людьми, которые заживо сжигают наших людей вообще в конюшне, где женщина родила двойню? Вы представляете, вы с кем вы просто просите нас остаться? Нет, конечно, вы что? Ни за какие блага. Мы не хотим, чтобы нас ассоциировали с этими извергами, с этими животными. И не с арабским миром, и не с этим миром. У нас есть свой мир, своя культура, свои традиции, свои национальные обычаи испокон веков, которые передаются из уст в уста и соблюдались, пока вот этот руссо-бедуинский мир не втерся, не пришел со своими благими намерениями. Мы жили в мире согласия. В год, там, 5 лет, один человек. Наш Адам, вам дадим партию, мужскую партию. Сейчас женщины. Извиняюсь. Я вас прошу прощения, Адам. Вы же знаете, у нас всегда самый желанный гость и самый лучший спикер. Да. Ну, сейчас женская партия. Перед тем, как передать слово Тамиле, мы нашу сестру чеченку, нашу гражданку Чеченской Республики, независимо оккупированной, которая вынуждена находиться вне территории Чеченской Республики. Лаван Марзу, пожалуйста, если у вас есть возможность, зачитайте этот текст, который вы должны зачитать. Я вас просто прошу, если есть возможность. Вы готовы? Можете зачитать? Да, Мы ждем сейчас я текст. готова. Лаван Марзу будет... Да, зачитывай текст. Читайте, мы вас слушаем. Слава Мазу зачитает текст, а потом мы передадим слово Тамиле. Буквально минуту, чтобы не срывалось. Сейчас я налажу интернет. Буквально минуту. Никаких проблем. Мы вас буквально минуту ждем. Напоминаю вам, дорогие друзья, наша чеченская сестра, подождите, смотрите, махкой, бо она позахорних, Дорогие друзья, напоминаем вам, что мы вещаем из Вашингтона, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки, частично финансируемся Госдепом, Конгрессом и Сенатом США, а также другими нашими спонсорами. Наши технические модераторы, технический персонал, который создан на базе добровольной основе, работает в 4 уголках земного шара для того, чтобы эта свободная площадка, созданная свободными людьми для свободного волеизъявления, обмена мнений, могла существовать и борется против ДОС и вирусных атак русского террористического образования и всех ее террористических спецсил и спецструктур. Сейчас мы дадим слово нашей сестре, чтобы зачитала этот текст. Пожалуйста, вам слово, Лаван Марзу. Если вы готовы, можете читать. Добрый вечер всем. Добра желаю украинцам, чеченцам. Что не могу сказать о русских, извините, конечно.
Добрый вечер, Тамиля. Я хочу зачитать письмо Ермолова царю, если вы не против. Эти чеченцы – сильнейший и опаснейший народ. Письмо Ермолова царю. Эти чеченцы – сильнейший и опаснейший народ, сверх того ему вспомогающие соседние народы. И не потому, что они любят чеченцев и ненавидят нас, а из-за боязни, что чеченцы, попав под власть русских, повлекут их и за собой под тяжкую русскую ладонь. Что там Кабарда? Конечно, кабардинцы своими несносными шалостями вызывают на бой, но я их должен пока терпеть, ибо занят гораздо опаснейшими злодеями-чеченцами. При укусе змеи жало комаров не так уж чувствительно. Спокойствие и безопасность в краю могут быть тогда, когда будут заняты земли по правому берегу нижнего течения Терека. Это они, чеченцы, возмущаются весь Кавказ, проклятое племя. Общество у них не так многолюдно, но чрезвычайно умножилось последние несколько лет, ибо принимает к себе дружественных злодеев всех прочих народов, оставляющих землю свою после совершения каких-либо преступлений. И не только. Даже наши солдаты бегут именно в Чечню. Их привлекает туда совершенно равноправие и равенство чеченцев, не признающих в своей среде никакой власти. Эти разбойники принимают наших солдат с распростертыми объятиями. Так что Чечню можно назвать гнездом всех разбойников и притоном наших беглых солдат. Я этим мошенникам предъявлял ультиматум: выдать беглых солдат или мщение будет ужасным. Нет, не выдали ни одного солдата. Приходилось истреблять их аулы. Всего народа, конечно, нет под солнцем. Ни гнуснее, ни коварнее. У них даже чумы не бывает. Я не успокоюсь до тех пор, пока своими глазами не увижу скелет последнего чеченца. Тамила, это письмо я обращаю к вам. Если вам будет интересно, я отправлю вам его лично. Напоминаем, что... Сейчас, Тамила, подождите 10 секунд. Напоминаем, что письмо выставлено в печатном формате в канале, нашем канале. Все, кто хотят, могут сейчас пройти по ссылке, прочитать. Мы не занимаемся манипуляцией. Это письмо было зачитано, такое, как оно есть, выложено на этом канале. Тамила, вам слово говорите. Все, что вы говорите вот в данный момент, все, что вы предъявляете, для меня не ново. Вы мне Америку не открыли. Вы думаете, только ваши предки вам рассказывали о том, как было, что было? Да, я хочу, насколько я осведомлена об истории своих народов, да, вот тут своего народа в КЧР, вы страдали побольше. Правильно вы говорите, каждые 50 лет то высылка. Вот мой народ, например, высылку эту, кроме карачаевцев, да, вот в нашей республике, этого, как говорится, на своей шкуре не испытал. У вас там потом еще вот эта война каких-то там 25-30 лет назад. Это все, я понимаю, и не ново. И Ермолов для меня, не, как говорится, не открытие, кто он такой и как он брал Кавказ, как брал и чеченцев, и Шамиль ваш, вы его хотя не признаете, да, вот дагестанский этот. Я все это, не знаю, как сказать, правдоподобно, либо неправдоподобно, я не знаю, я в любом случае, я наслышана. И хочу сказать, что вот сегодня, что делать? Вот вы поднимаете эту историю, вот на сегодняшний день я не предлагаю вам остаться такими же, как есть. То есть не решать никакие свои проблемы, молчать. Я не говорю этого. Я не говорю, что вы или мы не должны свои позиции проговаривать, выражать свою волю. Очень уважаю, да, вот то, что, то село, откуда я его не буду называть, тоже не имело князей. Во всех других селах князья были. Вы чуть-чуть похожи на нас. Тамила, чтобы вы не отошли далеко, дайте я вам скажу, почему историю поднимают. Потому что путь достойное будущее лежит через знание прошлого. Так вы знаете очень хорошо, и мы знаем. Мы тоже не, как сказать, не с дубу рухнули. Мы тоже понимаем, о чем речь. Черкесов тоже, вы знаете, все побережье вот это. Нам, думаете, не больно, когда мы едем Красная Поляна, вместо Губада сейчас называется Красная Поляна.
там кругом заселены. Вы думаете, мы вообще, когда, вот я помню, села в Икарус просто по Вот, экскурсии. теперь я вас слышу. Ну, это все понятно, но я против того, чтобы разъединяться. Я за то, чтобы всем вместе решать. И те, которые резали черкесов, чеченцев, Тамила, это их без проблем. Вы соединитесь только под властью чеченцев вместо русских. Не переживайте, все будем единстве, только под властью чеченцев. Хорошо? Ну, Формат, даже пожалуйста. под властью чеченцев, даже под властью чеченцев мы маленькие, а с Россией мы един, ну, как сказать, это мощь. Не так ли разве? Это больше. Не так. Тамила, Нет, не Тамила, так. давайте, знаете что, давайте мы не будем заниматься русской пропагандой здесь. Мы вас услышали, мы поняли. Сейчас Зазуля слово, потом дадим Ибрагиму, потом дадим Хармату. Давайте, Зазуля, вам слово. Тамила, вы просто занимаетесь русской пропагандой, и это мы уже слышали 1000 раз. Зазуля, у вас есть что-нибудь сказать? Извините, пожалуйста, как и вы занимаетесь? Как и вы занимаетесь тем, Тамила, что такое ощущение, я что вас... заметила, вы 30 минут назад, когда толкали свою великую речь, делали ударение на то, что ваших предков убивали, ну вам как бы, ну было, подумаешь, там перерезали, убили. Но мы хотим жить мирно. А какого черта вы сейчас наслушались нас, чеченских женщин, и начинаете вспоминать о своих предках, сравнивать нас с вами? Вы сами нас оттолкнули от себя, вы сами вначале нам показали, что вам не важны ваши предки, вам не важны ваши потомки, вы хотите жить на пороховой бочке, облизывая лапоть русни. Все, живите. И нечего копировать теперь то, что я говорила, другая чеченская женщина. Вы показали, что у вас нету ни прошлого, ни будущего. Поэтому салют вам. Вы ошибаетесь. Я не собиралась вас ни приближать, Ты ни сама это отталкивать говорила, от я этого. ничего не говорила. Вы сами все сказали. Из вас никто не вытягивал. Да, Тамила, давайте дадим Что слово. именно я сказала? Я не сказала, да. Ты сказала, что мне наплевать на моих предков, грубо говоря. Не надо передергивать, я такую фразу не произносила, Заза. Без эмоций, Тамила, подождите, без эмоций. Заза, все, вы сказали, она сказала, давайте дадим слово Лейла, потому что это тоже наша чеченская женщина, а потом слово Хармату, если он хочет, а то, извиняюсь, Ибрагиму, потому что давно уже про слово, потом Хармату, и перейдем к другим. Так, Лейла, вам слово. Маршал, Дума Серга, Деди Купул. Я просто хотела небольшую вставку сделать, когда говорила Тамила. Просто она хочет объединения всех народов, объединения подтитульной нации, да, Тамила? И Тамилу говорите то, что вы думаете, неважно, что она думает. Говорите то, что думаете. Тамила, ваше мнение уже все высказано. Мы услышали вас. Лейла, говорите то, что вы думаете, не называя имен. Прошу вас, Лейла, говорите. Вам слово. Нет, у меня был только вопрос без комментариев, без других комментариев. Я просто сегодня в качестве слушателя, ну, просто мне хотелось задать такой вопрос. Объединить нас всех под тенью этой титульной нации. А титульная нация, кто у нас в России? Лейла, дайте я скажу вам. Она это в своих тезах говорит, так что мы это поняли. Мы услышали. У вас есть сказать? Все, я передаю слово остальным, я буду слушать. Баркал Скоро будете вы, это получается, вы хотите заменить Россию, что ли? Ибрагим, пожалуйста. Надо же как-то вашу просьбу удовлетворить. Неважно, не спорьте с женщиной. Она имеет право говорить, что хочет. Я не спорю, я просто говорю, почему я такого мнения высказываю. Вот для таких, которые хотят с кем-то... Армат, после Ибрагим 2 часа просит слова, после него широко развернуто вы. Пожалуйста, Ибрагим, вам слово. А потом формат. Потому что когда вас слушают больше 115 тысяч человек, все активные, которые выведены на экран, они активные, спрятаны нашим техническим персоналом, все чеченцы, которые вынуждены жить за пределами Чеченской Республики, вас слушали больше часа 115 тысяч человек. Пожалуйста, научитесь тоже слушать свободных чеченцев. Не вмешивайтесь теперь, пожалуйста, послушайте. Ибрагим, вам слово.
Еще раз, маршал Лумасерд. Приходите все свободными. И я бы тоже хотел чуть-чуть влезть как бы в вашу дискуссию. Я тут, если не против, админ представлюсь. Тоже представляю Чеченскую демократическую партию. То есть являюсь одним из активистов этой партии. И вот слушая сейчас, скажем, дискус, я не хотел бы вот нашу соседку, которую как бы приветствую, уважаю, как и все наши кавказские соседские народы. Не хочу ей, ну, как бы я вижу, да, что здесь такое некое, вот эта дискуссия переходит в сторону того, что мы якобы призываем кавказские народы, будьте вот такими или не будьте такими. Я бы как бы в этом русле бы не высказывался бы, потому что у меня, например, такого интереса нету, да, это... Ибрагим, это наоборот, она спрашивала. Не, я выскажусь. Тут просто несколько раз были эти выговорены такие мысли. И я не против, что наши кавказские соседские народы как бы, как, скажем так, доросли бы, да, или до того момента, когда начали бы себя ощущать нациями, когда осознали бы, что все-таки под вот этой русской пятой находиться, это, короче, не есть жизнь, не есть ни будущее, не есть ничего хорошего. И абсолютно призывать этих людей, подстрекать к этому у меня лично нет интереса, но если такие инициативы от наших соседей будут, то у нас всегда как бы двери открыты и объятия тоже распростерты. Я вот просто хотел чуть-чуть прокомментировать, что движет нами, да, потому что как бы наша гостья, ваша гостья, она именно об этом как бы вот в таком русле задала тон своего разговора. И вот как здесь процитировали ермоловские отчеты царю, один из ермоловского отчета, такой отчет, который он часто слал туда руководству. Вот, уважаемая Камила, просто чтобы вы тоже для информированности, да, там, вот как бы что нами движет. Вот эти вот в наш адрес отношения нас, вот эта русская империя, ее политика, ее гнет, именно это сподвигает нас к тому, чтобы как бы пытаться отстаивать свой самобыт, да, чтобы защититься от этого, принимать какие-то меры. И вот я сам современник вот этих двух войн русско-чеченских, уже в нашей современной истории, где там тоже потерял близких, абсолютно не политизированных, не военных людей, да, там простых гражданских, как и там тысячи других чеченцев. У нас, если кто не знает, 300 тысяч из нашего народа погибло на этих двух войнах. Люди разных взглядов политических, я не знаю, из разных этих сфер деятельности и так далее. И вот во вторую, в частности, войну есть такой как бы Ханкала, да, это такой центр, где русские постоянно дислоцируются, когда им удается нас как бы захватить, да. И вот эта вот огромная территория, где их армия располагается, там, ну, их эпицентр, скажем так. Вот один из наших друзей, который побывал в их объятиях, таких дружественных в кавычках, да, там, проходя через их вот это вот, ну, знакомство с ними, через их, побывав у них в заложниках. Вот он видел, например, огромный плакат, который там висел, ну, не только он, еще другие люди, но вот один из этих наших вот коллег, который тоже там активно
политический деятель. Огромный плакат, который русские повесили у себя там на вот этом официальном их месте расположения их армии, на котором было написано: «Мы, потомки Ермолова, пришли закончить им начатое дело». То есть вот примерно то, что нами движет, вот то, что мы стремимся, то есть мы не собираемся кого-то убивать, взрывать, на кого-то нападать, с кем-то объявлять войну. У нас никогда такого интереса нет, не было и не будет. Но пытаться выжить, да, то есть когда нас именно хотят там стереть с лица земли, ну, во всех форматах, ассимиляция, уничтожение там, и так далее. В этом случае мы как бы сопротивляемся этому, и все, это обычная, нормальная реакция. И вот это вот наше сопротивление, если вы ознакомитесь с вот этими как бы убийцами Кавказа, да, там, оккупантами, короче, детищем вот этой империи. Если вы ознакомитесь с их отчетами, с их политикой, да, что ими тоже, ну, что ими двигало, да, вы найдете ответы, что именно вот эти вот люди концентрировались на нас, на чеченцах, потому что считали основной проблемой, основной вот этой вот болючей самой их точкой, решив которую, они решат со всеми остальными. И во многом это, конечно, не хотят признать наши соседские народы, но это на их совести останется. Во многом вот то, что они сохранились, да, еще такими народами с какими-то привилегиями, это тоже происходило из-за того, что мы как бы становились первыми вот в этих геноцидах, в этих как бы агрессии вот этой русского мира, которая шла на Кавказ, и с собой как бы, ну, задерживали вот это все, вследствие чего им приходилось привилегировать наших соседей, давать им какие-то свободы, исповедания их там собственной культуры, ценности и так далее. Вот такие моменты тоже там есть. И вот вы здесь упоминали о том, что надо всем объединиться от кого-то, непонятно от кого. Вот мы, например, чеченцы, вообще в этом мире не видим ни в лице ни одного народа или государства потенциального врага. То есть, тем более вот сегодня из-за вот этой русской оккупации, захватнической войны, вот этого насилия, которое они совершают над народом, 300 тысяч нас, чеченцев, находится по всему миру, в частности в Европе. И мы в Одессе изучаем вот эти народы, вот эти государства, которые нормально живут, сосуществуют друг с другом, процветают, я не знаю, продвигаются как-то, развиваются. И все живут в мире, в согласии, то есть 21 век. Вот эти империи, даже если есть какое-то имперское наследие, оно не в таком средневековом формате, как это в Русне по сей день происходит. И вот это вот, то есть мысль, да, что нам нужно против кого, вместе с Русней, против кого-то, против кого нам объединяться? Нам вообще не от кого объединяться, просто вот эта Русня отвязалась бы от нас, мягко говоря. Вот она отвязывается от нас, и все. И то, что мы вот говорим, что мы чеченцы просто пытаемся всей своей сущностью и призываем всех своих соотечественников привлечь вот эту русскую к ответственности с помощью всего мира, хоть кого угодно, дьявола, хоть инопланетян, любых сил. То есть наоборот, вот у нас такой интерес привлечь кого угодно, чтобы этих ублюдков привлечь к ответственности, чтобы они понесли все вот эти наказания, да, они понесли как бы ущерб
вернее, за ущерб, нанесенный нам, понесли ответственность, делали выплаты, были привлечены к ответственности все военные преступники, включая их руководство. То есть мы вот нацелены на весь народ как бы направить в этом направлении, да? Потому что без этого, если, как вы знаете, вот преступника не привлечь к ответственности, тот же самый суд, вот эта международная система, когда людей наказывают, их наказывают не из-за мести какой-то, а наказывают, чтобы остановить насилие, остановить преступность. И вот это вот самое главное для нас, чтобы остановить, наконец, вот эти геноциды, продолжающиеся на протяжении веков, и обезопасить свой народ в первую очередь. В будущем обезопаситься вот от этого образования, от этой орды, которая, вот как вы видели, сюда заходит военнослужащий, ты ему говоришь, власть дебилов же, взрывались, Рязанский сахар, учения засекреченные на 75 лет. Ты дебил, тебя же там уничтожают, своя ФСБ, своя гобня ваша, русским, наплевать на вас. Он якобы весь из себя патриот и говорит, а что на этом циклиться и типа как бы оставлять Россию, что ли? То есть ему Запад какой-то опасен, а ФСБ, которая типа внутри его взрывает, оставьте, пускай наше ФСБ само нас взрывает. Мы вот готовы, чтобы нас взрывали, здесь травили, уничтожали, там, я не знаю, что угодно делали. Главное, чтобы Запад победить там, или не дать Западу там, я не знаю, что Запад от них хочет. То есть вот эта вот культура, вот это вот такой самобыть, вот это вот, я не знаю, отношение к жизни, оно нам нафиг не нужно. Мы хотим нормально жить в этом мире, сосуществовать с другими, и поэтому жертвовали. Всегда, и сейчас там многие люди жертвуют, как бы, несмотря на опасность, на 5-10. Просто это, как наш бард один пел в своей песне, да, нет ничего страшнее отваги, когда она обречена. Вот примерно что-то такое с нами происходит. И чтобы навязывать там кому-то что-то, это вообще не входит в интересы там, вменяемой части нашего общества. Но вот свою позицию мы можем и отстоять, и объяснить, и как бы стоять, ну, держаться на ней, скажем так. Я сейчас надолго занял микрофон. Благодарю, что выслушали меня. Барков. Огромная благодарность, Ибрагим. Даем слово нашему светилу исламских наук, великому фикху, шейху, улему, светилу арабского мира, Пармату, нашему пророку чеченскому. Пармат, вам слово. Аллаху Экбер. Говорите. Спасибо за слово. Еще раз приветствую всех. Свободы всем. Чеченское приветствие. Маршуа. Маршуа всем. Это переводится «свобода». В общем, на самом деле тут все очень просто. Как дважды два. Как бы Тамила или кто-то еще не пытался вуалировать свои тезисы, утверждения, все равно все очень просто. Тамила, либо какой-то другой черкес, неважно, чеченец, ингуш, осетин, без разницы. Любой человек, не русский и даже не московский, когда в Москве происходит передел власти, когда одни бандиты под видом выборов заменяют других бандитов, мнение Тамилы и мнение мое при разделе этой власти, это мое и Тамилы имеется в виду черкеса или чеченца, мнение там вообще ничто, абсолютно, что показывает, что мы для этой империи не все вместе, как Тамила вы говорите, вместе же хорошо, вместе сила. Да, я с вами полностью согласен, но вместе означает, что мы наравне вместе, все, сохраняя свое достоинство, свое мнение, учитывая его мнение на круглом столе. А сейчас как происходит? Ни ваше, ни наше, ничего-либо мнение при переделе власти между бандитами не учитывается и даже презирается, что показывает, что мы нужны этим бандитам, не русскому народу, русский народ там
думают, что они там империю, что там они от бусурман, что от кого-то там, англосаксов, чичпуп, траля-ля. Но по факту что сейчас? Весь бизнес, все имущество, все их чиновники, они все, у них дети на Западе, даже дочь Путина на Западе. Йоу, русский народ. Понимаете? Так что же выходит у нас? Нас используют вот эти бандиты как пушечное мясо. Так что речи о единстве, о вместе сила и быть не может, потому что эти люди бросают нас вообще на преступные войны. Какое вместе? Украина не на 1 метр на российскую землю не вступила. Более того, она столько дивидендов давала Российской Федерации, там целый флот на их территории, там туда-сюда, между отношения, братья и так далее. Когда в 2014 году наши бойцы и украинские бойцы, добровольцы защищали Украину, скажем так, западные и даже Зеленский танцевали там, свои спектакли устраивали. Вы понимаете абсурдность всей ситуации? Чеченцы находятся в окопах, защищая Украину, а сегодняшний украинский президент стоит и машет вот этим своим половым органом на сцене. Еще перед каким-то Кадыровым там изменяется он, еще что-то. И его выбрали большинство украинцев. Вы понимаете абсурдность всей ситуации? И даже вот когда мы с 2004 года, 2014 года кричим им: о, украинцы, вот Иса Мунаев, живой пример, умер он сейчас, пусть земля ему будет пухом, говорил, стоя в 2014-2015 году, что Россия ничего у вас не оставит. Я говорю вам, как сын убитого отца, как отец убитой дочери, как брат убитого брата. Ничего, она у вас все заберет. Никто его не услышал. Никто. Ну, услышали те, кто услышали. Но большинство, кто выбрали Зеленского, по всей видимости, его не слышали и не видели, и не знали о его существовании. До сих пор думают, что война началась в Украине в 2002 году. Не ошибся я, 2002 год, 2022 год. Да, 2022 году. До сих пор говорят, война началась там в 2024 году, вы там вторглись в Украину. Большинство украинцев до сих пор так говорят. Так сегодня нас кидают в эти окопы. Это что за единство? Это абсолютные преступники, отбросы общества. Все, кто туда идут, не считая тех, кого там по присяге, там, по призыву и так далее, насильно там забрасывают. Но большинство за деньги там абсолютно, вот посмотрите этого, того же самого Золкина, Карпенко, все отбросы там, все до единого. Там у меня звонят какую-то глушь, вообще какие-то макшанские свои болота звонят, там у них вообще какой-то, не знаю, как это называется? Не знают, что творится за деревней. Как свинарники, да, как свинарники там живут люди там. Вот видно, что отбросы туда идут. Ну, москвичи там, олигархи вот эти все, Путины, не Путины, их родственники, никто туда не идет. Так что речи о единстве быть не может. А почему я сказал, раз вам так нужно единство, будете под чеченской властью, мы будем едиными. Только разделом власти будут заниматься чеченцы. Почему чеченцы? Потому что чеченцы не бандиты. Я имею в виду настоящих чеченцев, не тех выращенных под оккупацией на вот этой бандитской кремлевской идеологии, а настоящих чеченцев. Вот у чеченцев, посмотрите законы, прочитайте кодекс чеченский, прочитайте то,
кодекс Новчела то, что делает чеченца чеченцем. Если он отступает от этого кодекса, то он уже не чеченец. Чеченец – это не кровь. Далхан Хожаев, ему тоже земля пухом, историк, сказал, чеченец – это титул, которого достоин не каждый. Имеется в виду, среди нашего общества, он просто так, каждый человек из-за того, что он родился в чеченской семье, не чеченец, ему надо этого титула достичь и соответствовать ему. Поэтому под чеченцами никаких бандитов не будет. В Дагестане домов взрывать не будут, чтобы там вторгнуться, да, чтобы там себе бабло заработать в угоду олигархов. Никакие болваны туда не будут, никто вас бросать не будет на преступную войну. Будет процветание полностью на европейской основе, потому что мы являемся европейцами, мы являемся цивилизованными людьми. Поэтому все будет как надо. Мы сегодня не можем, когда Путин в Москве и Патрушев, Буйнакский, Волгодонский взорвут дома еще раз. Мы, чеченцы, не можем зайти в Кремль, выбить дверь и посадить на кол Путина. А если бы мы были бы, ну, скажем так, свободными, независимыми, у нас появился бы Путин, мы так и сделали бы у себя дома. Мы так и сделали бы, потому что мы демократическое общество. У нас испокон веков, тысячелетиями не было классового разделения, которое было даже у черкесов, вот они кавказцы. У нас этого не было. У нас полная демократия в чистом ее виде, первозданном. Поэтому я сказал этот тезис. Ни в коем случае никого не унижаю, но если кому-то нужен хозяин, то я в любое время свободен. Могу всех объединить под своей властью без проблем. Спасибо за внимание. Огромное спасибо. Светило и луч ислама. Величайший исламский ученый, величайший исламовед, хадисовед, коранист, Пармат. Кому он неизвестен, мы выкладываем на нашей информационной площадке. У него есть свой телеграм-канал «Антитеррор Чариф Пармат». Он разъясняет ислам в деталях. Пожалуйста, обращайтесь к нему, он выдает фетвы. Он знает наизусть все джузы, все кораны, все китабы и все хадисы, и по-арабски в совершенстве владеет лучше, чем арабы. Также он преподает в величайших университетах Эр-Рияда, Медины, Мекки, всемирно известных Аль-Асхари. Он является специалистом по вебинарам. Значит, он преподает, что обозначает по интернету. Обращайтесь к нему в любое время. 24/7 он работает с мусульманами разных направлений, а также течений. Давайте тогда передадим слово нашему хорошему знакомому другу, единомышленнику, а потом передадим слово Света. Кажется, она хотела говорить. Мы сейчас передадим слово нашему хорошему единомышленнику. Сейчас мы назовем его канал, чтобы он понял. Modern Wicked Team Asgard. Пожалуйста, если есть возможность, говорите, потому что вы тянули руку. Modern Wicked Team Asgard, you're welcome. Говорите. Да, приветствую всех. Тут смотрю, здесь сегодня много гостей. Много чего было сказано, то, что я хотел сказать. Да, слышу много и жалоб, слышу много и обвинений. Кстати, сюда заходила одна женщина, говорила, что кто-то приходил, забирал пенсии. Из лесов, что ли, выходили, не знаю. Я таких случаев не слышал. Мне показалось, что это было накидывание. Да, и касательно, сюда заходил к нам Золкин. Ну, как бы Золкин сам это не говорил, но его товарищ и коллега, вот это Дмитрий Карпенко, обращаясь в такой вот оскорбительной форме, чеченцам говорят: вы когда там что-то начнете делать? Когда у чеченцев была война, вы что делали? Вот я, ну, как бы я уважаю украинский народ, и я поддерживаю Украину, да. Но что делали украинцы? Мы знаем очень хорошо, что, да, были там ребята, Сашко Белый, который пришел со своими ребятами, там воевал на стороне Чечни. Но и этот Сашко Белый был убит самими же СБУшниками.
когда там власть поменялась после Майдана, начали всех, можно сказать, патриотов там давить. Некоторых вот старых таких патриотов влиятельных, да, вот как Сашка Белый. Но в Чечню приезжали очень много наемников, и я даже слышал, свыше 30 тысяч граждан Украины приезжали в Чечню, чтобы поддержать Россию. Возьмем того же Буданова. Но ни разу чеченцы не упрекали украинцев за то, что такое было. И что самое отвратительное от этого Дмитрия Карпенко, который говорит, вы когда что начнете там делать? Когда у чеченцев была проблема, никто ничего не делал. Все ожидают от чеченцев, что они что-то начнут делать. Украинцы, вы как вообще смеете? Я не всем вам, украинцам, говорю, а именно тем, которые предъявляют предъявы к чеченскому народу, которые требуют от чеченцев. Есть украинцы нормальные, которые понимают чеченский народ и знают, что у них в данный момент рука ничего нету, и тем более поддержки нету. Вы в данный момент получаете от Запада современное оружие, помощь. Вы и то ничего не можете делать. От 1,5 миллиона населения Чечни, которое большинство составляет женщин, детей, вы требуете что-то. И вопрос к вам, почему вы ничего не делаете, имея такое вооружение, имея там 40-миллионную население своей страны. Так что прекращайте на чеченцев что-то говорить. Чеченцы пробовали, вас предупреждали еще Первую Чеченскую войну, что эта война перекинется на вашу территорию. Вы вместо этого, большинство, я не говорю, что вы все украинцы, я вас люблю и уважаю большинство, особенно ваших доблестных ребят. Более того, приезжали воевать против чеченцев, понимаете ли. А то, что вы говорите, что вот наши тоже приезжали, те, которые Очень приезжали, много я... летчиков было, добавь. Да, летчиков было, наемников было, нам хватило одного этого Буданова, да. Никто ничего не делал. А сегодня требуют... Я, например, вот сидел когда вот в этом соцсетях онлайне, да, когда люди разговаривают, там украинцы, большинство говорят, о, вам надо там что-то сделать. Что делать? Вот вопрос, что делать? Делали, пробовали, в 2 войнах, никто не поддержал, ни мир не поддержал, не признали как государство, даже когда была независимость, когда победили Первую войну. Так что Наоборот, прекратите. братские договоры с Россией подписывали в то время, пока у нас война шла. Сейчас, подождите. Более того, я еще вот что скажу. В некоторых телеграм-каналах есть такие украинцы, которые то, что говорил Дмитрий Карпенко, еще до этого говорили, что обязательно придут на территорию Чечню и перебьют всех чеченцев. Ребята, если вы действительно на такое вот настроены, то, поверьте, не чеченский народ пожелает не вам победу, а, возможно, пожелает победу России. Так что прекратите это делать. Вы, я не знаю, что вы себе вообще представляете. Вам днем и ночью показывают Кадыров, 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 Кадыров. Маленькая республика, Россия огромная, там столько чиновников, там столько президентов. И именно как будто такое ощущение, что один Кадыров что-то делает, что одни там чеченцы идут там воевать, что везде чеченцы. И этот ничтожество, Папа Римский тоже начал обвинять там чеченцев и бурятов, что это они это делают, как будто они эту войну устроили. Так что давайте вы делаете, вы получаете оружие. 100-тысячная армия находится прямо вокруг и внутри Чечни. Это подтвердить где? Не только вокруг, но и внутри. Внутри находится тоже очень много. Да. Так что
много было сказать, да, конечно. Но что поделаешь, да, некоторых быдло это не донесешь, им не объяснишь. Пропаганда преподносит примерно. Сейчас, в данный момент, появился такой друг Украины, кавычка скажем, Невзоров, который сейчас учит жизни украинцев, что типа он вот такой хороший русский, понимаете ли. Открыто рассказывает, как целый взвод насиловали чеченку, у которой кисть была оторвана. У вас вот такие садисты находятся, данные, вы принимаете их и слушаете, и даете учить себя жизни. Думайте своей головой, Еще а не надо гражданство думать дает. пропагандой. Да, гражданство дают, да, еще как дают гражданство, да, такое есть, да. Вот я вам еще более того напомню, когда не Чечня, Украине, когда началось все это в 2014 году, боестолкновения, ребята из Турции поехали поддержать украинцев. И после этого генералы некоторые украинские сделали ультиматум этим ребятам. Мы вас объявим террористов, давайте валите отсюда, хотя эти ребята воевали и делали результат реальный, продвигались очень хорошо. Вы будете объявлены террористами, либо давайте валите отсюда, либо мы вас отдаем России. Ребята, вы разберитесь у себя, в ваших бедах не являются виноваты чеченцы. Чеченцы еще 30 лет назад вас предупреждали об этой беде. Ну вот и все. Если будут вопросы, я могу ответить. Да. Благодарю за то, что дали слово. Спасибо нашему другу, единомышленнику Modern Wiking Team Asgard. Абак, пожалуйста, я вам дам слово. Огромное спасибо Modern Wiking Team Asgard. You're welcome. Вы всегда наш самый лучший друг. Одна из знаменитейших, величайших светил тоже исламской науки. Он в прямом эфире дает познать все азы ислама. Он занимает одну величину с такими великими, величайшими шейхами, улемами, фикхами, факихами, извиняюсь, ислама, такими как Аль-Альбани, шейх Аль-Альбани. Это одной величины исламское светило. Даже, возможно, он больше, чем Аль-Альбани, сделал для ислама и мусульманской уммы. Подписывайтесь на его канал Modern Wiking Teams Asgard. Такое же светило исламской науки, как исламской арабской цивилизации, как формат антитеррор шари. Я всем рекомендую переходить на их каналы. Вы познаете все детали сокровенные того, что было написано в слове Аллаха, которое нам донеслось и было нам передано через нашего пророка Мухаммада, являющимся словом Аллаха. Это Коран. И наш пророк один из величайших, самых лучших людей, пример для подражания. Все это рассматривается на этих двух каналах. Пожалуйста, если кому интересно, переходите на их каналы. Абак, вы хотите что-то добавить? Мы вас слушаем. Да, я хотел поддержать Оскара. Действительно, они забывают. Жалко, конечно. Ну, это не первый раз. Их и сегодня предупреждают. Они все равно лезут на одни и те же грабли. Нечего смотреть так далеко на Европу, на Запад. Надо самим действовать, потому что там 40 миллионов, а у нас было 1,5 миллиона. Там каждый должен за свой кусок земли бороться. И все, и все. Остальные потом будут просить, если надо будет. А мы ждем свой час. Не ждем от вас что-то. Мы ждем перемен, и все. Перемен. Все. Абак, огромное спасибо. Давайте дадим слово Ярему. Мы несколько раз его перебили. Яра, вам слово. Да, там уже все сказано. Я про другое хотел сказать. Хорнет, але теория перешел. Самому в Включаем конце. Хорнета, да. Все понятно. Огромное спасибо. Давайте дадим слово нашим прекрасным дамам.
У нас в гостях Бергфрау. Бергфрау, если есть возможность, пожалуйста, скажите несколько слов. Я уверен, что у вас есть что сказать. Мы вас слушаем. Бергфрау, мы вас слушаем, говорите. А можно другой даме дать слово? Хорошо, говорите, Свет. Мы вас тоже слушаем. Бергфрау может подготовиться и потом скажет. Говорите, Свет, мы вас слушаем. Спасибо, я приветствую всех. Просто скажите, вы какую сторону представляете? Русское террористическое образование под названием Россия или свободное независимое украинское государство? Ну, я пока не знаю, я не могу сейчас себя ассоциировать, я задам вопросы, а вы уже, я пока не определившаяся, скажем так, я представитель народа, который познал беспрецедентный геноцид. Я тоже родом с Северного Кавказа. Дело в том, что у меня вопросы такие. Обладают ли малые народы республики вот, политическими, экономическими, другими ресурсами для автономного существования и даже более того, для процветания? Я очень много об этом думала, да. Понятно, что любая нация хочет, у нас даже было такое самоопределение малых народов, но насколько это возможно на практике? Вот я предлагаю вам подумать и обсудить этот вопрос. Второй. Почему так исторически заведено, что маленькие народы всегда искали покровительство у более могущественных государств? Это исторически так было. И Кавказ всегда был лакомым кусочком. С этим никто не спорит, да? Не станут ли наши республики, наши народы вне состава России легкой добычей? Надо смотреть далеко. Каждому из нас не безразлична судьба нашей земли, нашего народа. Нарушить стабильность на Кавказе очень легко. И последствия могут быть очень печальными. Я размышляю, да, над этой ситуацией. И хочется и колется, что называется. Например, осетины с ингушами, у них территориальные какие-то были там терки. Чечня с Дагестаном, территориальные претензии и тому подобное. Взорвать Кавказ, погрузить их вот в такие междоусобицы очень легко. Вот я хотела этот момент обсудить, это нельзя игнорировать, ребята. Хороший лидер народа, хороший президент, тот, который не допускает на своей земле, в своем народе кровопролития, я так думаю, да, нас и так мало. А разумно ли сейчас призывать к какой-то сепарации и насколько мы жизнеспособны в плане вот тех пунктов, которые я обозначила? Экономические, политические, ресурсы в недрах земли и тому подобное. Вот знающие ребята, ответьте на эти вопросы, если можно. Зачем нам Кавказ без нас? Пожалуйста, Как Аббас. Путин говорил. Зачем Россия без русских? Аббас, Вот сейчас, так и вы нас. закончили? Свет, вы закончили? Вы закончили ваш вопрос? Да, да, я хотела бы ваши комментарии. Ага. Аббас, пожалуйста, если есть возможность, минуту, потому что вас прерываю, я не хочу вас ничем обижать, но я дам возможность ответить нашим женщинам. Аббас, что вы хотели сказать? Нет, я вопросы задала, я хотела бы комментарий. Сейчас, подождите, мы понимаем, я смоделирую ситуацию. Аббат, минута вам, что вы хотели как реплику высказать? Я хочу задать просто короткий вопрос. Нам нужен Кавказ без кавказцев, и все. Давайте, дорогие друзья, Свет нам задал хорошие, интересные вопросы, но я сразу от имени администрации редакции канала отвечаю, мы ни с кем себя не ассоциируем. Чеченцы имеют свое государство, оно есть, было и будет, потому что у нас есть мирный договор с русским террористическим образованием, подписан в 1997 году. Это базовый, фундаментальный документ, на который мы будем всегда ссылаться и к которому мы будем приходить. А чтобы ответить на ваши вопросы, мы дадим слово нашей чеченской патриотке, нашему эксперту, сильнейшему аналисту, эксперту по геополитическим вопросам Зазе Зазули, который работает в одном из знаменитых американских институтов и является одним из преподавателей на их кафедрах по политике. Зазе Зазули, если у вас есть возможность, пожалуйста, ответьте нашей гости. Ну, наша гостья задала, это даже не вопрос, а возмущение ее души соседской. То есть Тамила пошла другим путем.
я бы хотела, чтобы на это ответили, на ее вопросы, вот, которые вот не дают нам, вот переживают они за нас, что мы умрем с голода, что нет у нас никакой геополитики, что нет у нас никакого хозяйства, не выживем мы. Ну вот бедная Тамила и ее подруга Свет, как же вы за нас переживаете? Я бы хотела, чтобы подробно кто-нибудь из наших мужчин, кто в этом хорошо разбирается, объяснил им. Лауреат, спасибо. Хорошо, Зазуля, я понял, у вас нет уже больше комментариев по этому вопросу. Мы тоже оставляем без комментариев. Эти вопросы пускай висят, каждый сам на это отвечает. Мы уже сказали, что мы ни с кем себя не ассоциируем, у нас нет общей борьбы ни с какими народами Кавказа, ни против кого. Мы говорим за себя, за свое национальное суверенное государство Чечня. И никого ни к чему не призываем, мы защищаем свои национальные интересы. Нам никто не нужен, абсолютно. Мы ни с кем не боремся, ни против кого. Мы единственно защищаем свою страну. Так, хорошо, тогда последнее слово заключительное. Мы будем завершать наш прямой эфир. Дадим слово нашим, возможно, русским гостям, русским террористическим бандам, которые терроризируют и бандитствуют на территории оккупированной Украины. Так, Тимофей Кривошлыков, вы наш гость. Вы представляете какую сторону? Россия или Украина? Хорошо, Тимофей. Румыния. Румыния. У вас есть что-нибудь сказать или нет? Нет, я послушал, зашел. Огромное спасибо. Давайте тогда дадим слово кроссовкам. Это русский международный военный преступник. Представитель военных вооруженных банд на территории Украины, суверенного независимого государства, который занимается геноцидом, убийством, террором, несудебными практиками, изнасилованием и также похищением, незаконным похищениями украинских граждан. Кроссовки, вам слово, можете говорить. Можете возражать, можете защищаться, можете обвинять. Вам слово. Спасибо. Никого лично я не насиловал, и я не видел, чтобы насиловали. Только окопы видел. Но я не к тому. Хочу сказать, вы очень хотите независимости, это понятно, что вы хотите, но мне, как военному, непонятно, как вы ее получите. То есть военным путем, не получится у вас, вы не вывезете. Военным путем не вывезете, вам только ждать. Знаете, я вам скажу, как, не посочувствую, но вашу позицию займу. Вы получите ее только когда, СССР развалился и получили независимость без всяких войн. Вы тоже тогда хотели, развязали войны. Вы их не вывезли, потому что проиграли. Не было у вас возможности такой, маленький народ, маленькая республика, слишком большой противник. И вам только ждать, пока там что-то с Россией случится. И все, что больше я хотел сказать. Надеюсь, ничего с этим не случится, пока есть такие, как я. До свидания. А мы как китайцы будем сидеть на берегу терека и ждать, пока проплывет ваш труп. Без эмоций. Вы сильнейший специалист по геополитике. Не надо формат, не комментируй. Это очень важно, то, что он сказал. Это очень важно. Оставьте я понимаю. Формат, не надо. Сейчас хочу спросить, кто может, на какой площадке вы хотите продолжить прямой эфир, на этой площадке мы заканчиваем. Какой канал возьмется, чтобы открыть? Ламан Серлу, Ламан Марзу или Азгар? Да, давайте, мы готовы, давайте. Хорошо, закидывайте ваш прямой эфир сюда, и пускай все наши гости переходят по ссылке на ваш канал. Дорогие друзья, как вы видели, в сегодняшнем процессе обсуждения наши гости, русские террористические банды, а также представители международные военные преступники, которые являются военнослужащими русского террористического образования на территории Украины, они свое мнение не изменяют, они такие же кровожадные, кровопийцы, насильники, маньяки, и всем отказывают в национальной свободе. Это должно быть ясно и понятно всем. Русские бандиты, террористы, маньяки, насильники никогда не отступятся от того, чтобы лишать все вокруг лежащие страны, а также маленькие нации своего права на независимые суверенные государства. Поэтому мы это закрепили. Огромное спасибо нашим русским террористическим международным преступникам, которые пришли на эту площадку, которые высказали свое мнение. Мы их за это благодарим. Приходите всегда к нам, даже если вы нас ненавидите. Мы, в отличие от вас, являемся людьми чести и достоинства. Мы всегда вам будем давать слово. Тогда как вы никому никогда не даете слова, убиваете, режете, воруете, несудебные казни, насилуете,
а также пытаете в своих застенках, приписывая все, что вы делаете другим нациям. Но вы приходите к нам, и мы вам покажем, что такое человечность и что такое свобода слова и права человека. Потому что мы чеченцы, мы люди чести, мы являемся чеченцами, которые всегда боролись за свою свободу, а также давали ее даже тем, которые не являются свободными людьми, являются рабами и крепостными каторжниками, бегунами, которые приходили к нам с других северных территорий России, мы им всегда давали те же права, которые были у нас. Огромное спасибо всем нашим слушателям, участникам сегодняшнего прямого эфира. Ссылка на сегодняшний прямой, Ламан Марзу скинет ссылочку на прямой эфир у нее на площадке. Пожалуйста, переходите и продолжайте обсуждать. Но на этой площадке сегодняшний эфир закрыт и завершается. Огромное спасибо еще раз всем, кто нас слушал, кто выказал терпение. И обращаясь по чеченке всем нашим чеченоговорящим слушателям, мы говорим: Шун масарна хаза душун, уаймяча дича цедича хокай дог уаймую шудилашун, дал тяхай бертилашу масэре адика нохчима тамаала марш аль по-чеченски значит уходить свободно. Ламан Марш, вы хотите что сказать? Секунда, говорите. Если просто неудобно говорить, так как спич закончился, но я хотела бы все-таки сказать пару фраз Свете, чтобы она не осталась без ответа. Не важно, она придет на вашу площадку, вы ей там все объясните, хорошо? Ну Просто все, не надо, хорошо. Все. Давайте. По-чеченски говорим, марш аль адикаль, переводя по-русски, мы говорим, как все чеченцы. Свобода. Приходите свободными, живите свободными и уходите свободными. Адикаль, марш аль. Allah